Что-то цыган хорошо отразилось. Какая настройка? Уже вернулся. Леван, ты регистрируешь? А меня считал? Слушай, да зачитаю. Чисто монитору соединенной. Да. Где-нибудь в другой комнате. Сейчас проектор не знаю. А я же вам на почту написал. Ну, вот на почту аудитории. Так, а где она у вас? Сейчас я не найду. Запустил мне? Хорошо, сейчас надо. Просто я уже отвыкла от таких практичных вещей. Я ищу практичные вещи. Нет, я ему отжиму. Я его знаю. Леня. К сетевому диску нет доступа. Мне для слушателей нужно. Это ниже надо. Можно на коленку. Только взять. Самосбор. Наверное, в вашей папке. Нету Люба. Можно слушатели общую папку открыть. Спускайтесь вниз. Слышь, я без разрешения хозяина повесил, что ничего. Доклад ректора. Ну, нормально. Да, это будет трансляция, да. Еще рабочее место. Лень, ты далеко не уходи. Что, так и будет? А, здесь там вот так будет, да? Нет, лучше переключить. Давай переключи. Слушай, принеси презентер. А, некуда вставить. Некуда вставить. Туда хоть мышку беспроводную принеси. Или подлиннее мышку принеси. Нигде нет длиннее мышки. Так, ну пока ждем Галину Владимировну Китайгородскую, я, наверное, Илья Иванович, по вчерашним итогам скажешь пару слов? А что это? Расскажу. Значит, коллеги, я Ты меня за это... Да. Выставил материал. Значит, смотрите, где что находится. Во-первых, я еще раз вас прошу, у нас зона общения это ВКонтакте. Лучшего варианта на сегодняшний день нет. Заходите, пишите, обсуждайте, ругайте, хвалите. Все, вот это вот как бы зона, где мы с вами общаемся и где мы с вами рефлексируем. Теперь у нас кроме этого есть сайт, ссылка прямо с группы ВКонтакте есть на этот сайт. На сайте выставляются уже конкретные материалы. Я в социальных сетях не хочу публиковать это. Все-таки вы заходите по этой ссылке, и там
Все презентации прошлого дня, то есть вчерашнего дня, они выставлены, они в виде таблицы оформлены, то есть все материалы раздаточные, которые были использованы, они есть. Значит, что касается прямой трансляции. Прямая трансляция, первая часть, у нас есть сбой. Я не знаю, я смогу с этим справиться или нет, скорее всего нет. То есть до обеда зависла система, и я не мог ничего с ней делать. Там изначально было 10 часов времени, потом уменьшилось до 5, сейчас там, по-моему, 3 часа или 4 часа, 5 часов времени. Значит, вот в YouTube как бы там нашу трансляцию сужали, и у меня вот эта часть первая пропала. То есть я боюсь, что у меня не получится восстановить. Но я сегодня потратил все утро, вот до сегодняшнего момента, буквально последнее видео собрал. Я вторую часть обрезал, отдельно сделал ролики с заставками, совсем почистил, насколько это возможно, и загрузил. То есть выступления второй половины вчерашнего дня полностью готовы, и вы можете их просматривать. Значит, ну вот первую половину дня, если у меня получится что-то сделать, я постараюсь. Если нет, мы будем считать, что ну вот лоханулись. Да. Кто-то услышал, кому повезло. Значит, повторения не будет, поп в обеде не поет. В общем, ну по крайней мере, те, кто принимал участие, увидели, услышали. Значит, так что вот материалы все там. Я единственное не успел выставить мастер-класс у Вероники, ну просто не успел, времени не хватило. А все остальные выступления готовы в видеоформате, вы их можете посмотреть. И прошу прощения у Лилии Николаевны, там очень плохой звук почему-то. Вот. Именно на вашей, видимо, там как раз вот этот переходный период, когда что-то у нас поехала система. Там звук плохой. То есть если вы его увеличите, то вы ее услышите. Но качество звука там похуже, чем в других роликах. Все, спасибо. Да, можно я еще скажу? Завтра третий день мы работаем в университете. Я прошу всех презентации загрузить заранее по той ссылке, которую я отправил. Чтобы нам не тратить время на... Да, 411 или 10 утра. Можно загрузите еще раз, напишите новый вариант. И тогда мы когда Добрый день, коллеги. Мы продолжаем нашу конференцию. И второй день я предоставляю слово открыть Галине Владимировне Китайгородской, ректору Коми Республиканского института развития образования. Пожалуйста, Галина. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада, что мы традиционно второй день всегда проводим в нашем институте. Я приветствую вас от имени всего нашего коллектива. И я надеюсь, что вы, наверное, увидели, что сегодня мы находимся не просто в аудитории института, а мы находимся в аудитории, которая сегодня уже оформлена совершенно по-новому. Через несколько месяцев именно здесь мы откроем музей учительства Республики Коми. И я знаю, что сегодня наши коллеги представят нам данный проект или, может быть, очень кратко расскажут о той системе моделирования данного музея именно в интерактивном пространстве. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу это внимание обратить. И позвольте мне, приветствуя вас, все-таки рассказать о тех задачах, которые стоят перед нашим профессиональным сообществом. Я понимаю, что вы все, дорогие коллеги, профессионалы, которые погружены сегодня в систему формирования новых компетенций не только у наших обучающихся, не только у педагогов, но и у граждан нашей республики. Какие же это компетенции? Мы говорим, конечно, о цифровых компетенциях. Хотя многие спрашивают, а что такое цифровая компетенция? Сегодня в рамках национального проекта образования уже разработан региональный паспорт проекта «Учитель будущего». И вот сегодня я бы очень, наверное, кратко рассказала о тех ценностных рядах, которые связывают наших педагогов, наших обучающихся и наших граждан. Потому что сегодня стоит наша задача понять, что же такое цифровая компетенция и каким образом через интеграцию двух проектов – цифровая экономика и проекта образования
мы вместе с вами, не случайно говорю именно, что мы профессиональное сообщество, можем сформировать именно ту современную среду, которая позволит нам сформировать именно новую модель регионального профессионального образования. Уважаемые коллеги, конечно, все наши национальные проекты, а я думаю, что вы хорошо знаете, что на уровне Республики Коми уже реализуется проект «Учитель будущего», цифровая образовательная среда, новые возможности для каждого, социальные лифты и успех каждого ребенка во всех данных региональных паспортах проекта встроено понятие «цифровая компетенция». Самый важный вопрос, который мы хотели бы с вами обсудить. Мы все участники данной конференции, но мы понимаем, что перед нами стоит именно задача, которая определена президентом Российской Федерации. У нас две задачи. Посмотрите, пожалуйста, именно это тот ценный совет, о котором я хотела, вот мне дали 10 минут с вами поговорить. Первая задача – это обеспечение глобальной конкурентоспособности нашей системы образования, начиная с уровня дошкольного образования, завершая уровнем высшего образования. И вторая задача – это воспитание гармонично развитой социально ответственной личности. Поэтому, Поэтому если мы говорим, конечно, об указе президента, я бы хотела именно внимание обратить, что сегодня моделируется то пространство, которое позволяет нам решать государственные задачи, именно включая во все наши проекты детей, начиная с первого месяца жизни и завершая, уважаемые коллеги, всеми участниками образовательных отношений и даже нашими работающими гражданами. Посмотрите, пожалуйста, что сегодня в рамках национального проекта образования очень много, наверное, граждан, которые должны сегодня осознать, что мы работаем совершенно в другом пространстве, именно цифровом пространстве. Конечно, вы прежде всего работаете с педагогами, с обучающимися, но самая большая проблема у нас, для нашей республики, что сегодня мы обязаны создать, начиная уже с этого года, центры опережающей подготовки наших граждан. И в рамках данного центра, который будет создан уже в этом году, должна быть создана лаборатория, которую мы наименовали «Цифровая экономика». Так вот, в данном случае я хочу как раз внимание на это обратить. И Вячеслав Алексеевич, может, меня потом дополнит, что сегодня у нас создаются IT-клубы, у нас работают мобильные кванториумы. И это все для наших обучающихся. А что же мы делаем для наших граждан, для людей предпенсионного и пенсионного возраста? Курсы по компьютерной грамотности, которые реализуются уже сколько лет, наверное, 10-15, это уже та традиция и то, что уходит в прошлое. То есть сегодня перед нами стоит задача, я хочу именно с этой просьбой к вам обратиться, подумать, какие новые технологии мы можем применять именно в рамках обучения наших граждан. И будут обращаться именно к нам, педагогическому сообществу. Может быть, это следующее, что там мы еще хотели. Еще одна задача, которая стоит перед нами, тоже к вам обращаемся с профессиональной просьбой. Сегодня меняется система профессионального погружения наших педагогов в современное образовательное пространство. Перед нами стоит задача ведения новых форм профессионального развития. Повышение квалификации тоже уходит в прошлое. Это традиция, которая, к сожалению, большого, а может быть и к счастью, она и уже должна сегодня иметь совершенно другие формы. Сегодня перед нами стоит задача формирования горизонтального обучения наших работников «я, ты мне». И в данном случае вот эта наша конференция, самосбор, это как раз эта форма, горизонтальное обучение наших сотрудников, наших педагогических работников. Но есть второе направление, это тоже обязательство, которое мы на себя уже взяли. Горизонтальное обучение мы должны обязательно построить на основе новых цифровых платформ, новых цифровых образовательных платформ.
И сегодня наши коллеги одну из таких платформ вам представят. Поэтому сегодня действительно все, что здесь представлено, по сопровождению наших педагогов, оно уходит в цифру. Сегодня мы обязаны проводить горизонтальное обучение в форме стажировок через цифровые платформы. Сегодня мы обязаны расширять спектр онлайн-курсов для обучающихся, для педагогов, для всех граждан. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня мы, конечно, должны говорить не просто о какой-то технологии, не только о каком-то инструменте. А я очень надеюсь, что завтра, завершая конференцию, вы представите именно какие-то системные подходы, в том числе к созданию цифровых платформ, которые необходимы сегодня для реализации, в том числе, системы непрерывного профессионального образования. Что еще можно вам представить с точки зрения задач, которые стоят перед нами? Конечно, может быть, еще об этом скажу. Сегодня в рамках республиканской программы повышения качества образования реализуется очень интересный проект «Эффективная школа». И в рамках эффективной школы мы говорим о том, что мы должны научить каждую организацию выходить на новый уровень управления, на новый уровень подготовки педагогов к решению новых задач, которые являются актуальными для них. Сегодня мы должны научить наших руководителей, заместителей руководителей работать с человеческим капиталом каждого педагога. И снова перед нами стоит очень важная задача – научить каждого педагога работать уже не только с дистанционными технологиями, чтобы он стал, каждый педагог, разработчиком онлайн-курса. А сегодня еще одна интересная система, можно там, да, есть материал, еще следующее, еще очень интересно, оставьте, пожалуйста, давайте пока. Еще очень интересная одна система появляется, система с точки зрения введения новых должностей. В рамках учителя будущего, с точки зрения именно вот этих вызовов, которые перед нами стоят, появляется, опубликовано это 7 июня этого года, реестр новых педагогических профессий. Если бы еще круче. Я вам уже сказала, например, это тьютер онлайн-платформ. Вторая должность, которая меня тоже поразила, это разработчик моделей онлайн-обучения, то есть тьютер, разработчик. И далее, так и звучит, это конструктор образовательных модулей. И все это новые должности, которые опубликованы в рамках проекта «Учитель будущего», как метод рекомендации тем, кто с этого года вступит в этот проект и начнет работать именно по этим новым должностям в рамках проекта «Учитель будущего». И я очень надеюсь, что наш субъект войдет в этот проект в следующем уже году, мы сейчас заявку пишем, и мы обязаны с следующего года вводить эти должности в центрах непрерывного повышения мастерства. Поэтому то, о чем вы говорите, на самом деле, коллеги, это очень востребовано. Почему? Потому что после того, как будет апробация именно данных должностей, это именно должности, будут сформированы новые профессиональные стандарты. Поэтому, уважаемые коллеги, я не случайно говорю именно о проектах национальной системы образования, то есть сегодня происходят действительно ключевые изменения. И это не только социальные изменения, это не только культурные изменения, это изменения именно технологические. Сегодня мы уже не только обсуждаем, да, мы готовы действовать, и мы сегодня стоим на пути грандиозных изменений с точки зрения не только компетентностного ряда педагогов и наших граждан. Мы подходим именно к той системе, о которой вы будете говорить, той системе, которая сегодня говорит именно о новом ряде профессий, которые представлены в атласе новых профессий. Мы сегодня говорим именно о том, что теперь это технологические изменения, это уже не инновация и не инновация, это уже та компетенция, которыми мы должны обладать. Поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз внимание хочу обратить, что, конечно, мы с вами обсуждаем прежде всего ресурсы.
Но самое главное, уважаемые коллеги, конечно, это вы, потому что вы присутствуете именно здесь, именно как человеческий капитал нашей республики и нашей страны. Именно благодаря вам сегодня мы можем демонстрировать высокое качество образования. Поэтому я возвращаюсь все-таки к указу президента, который сказал о том, что наша задача быть конкурентоспособными, повысить качество нашего образования. Поэтому, уважаемые коллеги, от каждого из нас, от нашего человеческого капитала и зависит результат нашей системы, результат образования. Вот таким образом, очень кратко, как меня сейчас попросил, обозначить какие-то наши совместные, может быть, цели и задачи в рамках национальных проектов, очень кратко, но у меня очень важная сегодня миссия. Нет, это за ваше выступление Я мы вручаем это мне уже сертификаты выступили, участникам. да? Ага, Давайте понятно. поблагодарим. Не все вы вручаете. Да. Спасибо. А это Уважаемые вот коллеги, который часть. да, но у нас очень важная сегодня миссия. Уважаемые коллеги, я очень рада, что сегодня на уровне республики сформирована действительно модель сетевого взаимодействия. Всегда мы говорим, что профессиональная сеть, которую создавали вы на протяжении последних, по-моему, почти 15 уже лет, она сегодня действительно демонстрирует результаты во благо нашей республики. И сегодня перед нами стоит очень важная цель. Мы включаем учебники по какому языку в федеральный перечень учебников. Вы знаете, что это задача, которая в течение долгого времени перед нами была обозначена именно как государственная задача, и мало субъектов, которые эту задачу уже решили. Так вот, мы сегодня уже на этапе заключительном. Мы этим летом уже направляем весь пакет документов для включения наших учебников в федеральный перечень. Уважаемые коллеги, и я очень рада, что сегодня мы будем благодарить тех наших коллег, которые вместе с нами вели эту работу и прежде всего формировали электронную форму учебников. Это уникальная разработка, я поделюсь с вами, раз, мне кажется, такая аудитория, где я могу поделиться. Когда мы говорили на Конгрессе коренных народов, и я говорила о том, что мы разрабатывали электронную форму учебников по родным языкам, ко мне подошел представитель правительства Москвы и сказал: знаете, это вообще так здорово. Вы там, я так понял, что это вы не на коленках делаете, а то, что вы демонстрируете, вы знаете, мы бы даже хотели поделиться, чтобы вы поделились своей технологией, как вы это делаете. Потому что издательства запрашивают невероятную сумму денег, и я посмотрел, что у вас результат более интересен и инновационный, чем, например, у тех, кто предлагает там какую-то форму. Вы знаете, мне было очень приятно, что нас так оценивают, и то это был, да, еще не этап заключительный. Поэтому, конечно, мало кто из субъектов делает это самостоятельно. И я очень рада, что сегодня вместе с нами ребята и наш коллега, которые в этом нам помогали. Я благодарю кандидата физико-математических наук, доцента кафедры информационной безопасности Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Юрия Валентиновича Гальчевского за совместную работу, за качественную подготовку студентов. Очень благодарна, спасибо большое. Вот такая от нас благодарность. Я очень надеюсь, что никто не фотографирует почему-то нас Юрия Валентиновича. Я очень надеюсь, что наша совместная работа, она станет результатом, который важен для нашей республики. Спасибо, Юрий Валентинович, спасибо большое. Никогда не думала, Юрий Валентинович, что буду вам сегодня руку пожимать, вручать грамоту. Юрий Валентинович, это мой одноклассник, поэтому я очень рада, Спасибо большое. Благодарность вручается... Вручается Холоду Александру Павловичу, студенту университета, за качественную работу по созданию электронной формы учебника. Спасибо вам большое, спасибо за ответственность. И я думаю, что для вас тоже должно быть это профессиональным событием. Это большая, действительно, такая проектная работа. Благодаря вам она
очень оперативно смогла сегодня подходить к завершению. Спасибо вам большое. Спасибо. Благодарность встречается Филиппову Максиму Олеговичу. Максим Олегович. Спасибо вам. Я понимаю, что вы уже выпускник. Нет, еще через год. Через год. Но уже включено в республиканский проект. Это очень значимо. Спасибо большое. Благодарность встречается Самойлову Дмитрию Валерьевичу. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, за значимый вклад в развитие нашей системы образования. Это очень важно. Вы уже завершаете обучение. Вы идете в магистратуру, наверное. Скорее всего. И благодарность встречается под Теробу Павлу Андреевичу. Большое вам спасибо. Спасибо, что с нами работали в феврале, в марте. Очень вам благодарны. Надеемся на продолжение сотрудничества и желаю вам удачной защиты. В этом году, по-моему, заканчиваем. Удачной защиты, выпускной профессиональной работы. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Желаю вам успешной работы. Я думаю, что вы придете к результату, который необходим не только нашему сообществу, но и всей республике. Удачи вам. Спасибо. Юрий Валентинович, подождите, не уходите. Что получилось сейчас? Александр Михайлович Дронов. Саша, где ты? Что же все-таки у нас получилось? Давайте посмотрим. Итак, простой рецепт электронной формы учебника по коми-языку. Значит, одна только вот вместо мышки ты можешь такое вставить. А тогда мышка лучше. Тогда мышка лучше. Так, мышка длинная. А? Наверное, сейчас вот Александр Михайлович ответит, что там знания коми-языка не надо было. То есть есть группа, которая готовила коми-язык, а есть группа техническая. Вот они относятся к технической группе, которые делали техническую часть. А все остальное проверяли уже специалисты по коми-языку. Сейчас, секундочку, все возвестит. Отлично. Здравствуйте, меня зовут Дронов Александр. Я являюсь программистом Криро. Мне выпала Ведущий честь- программист. Ну, у нас других нет, у нас все ведущие программисты. У нас все ведущие. Мне выпала честь работать на ДФУ. Я сейчас коротко вам расскажу, как это было. Итак, что же в нашем рецепте ФУ главное? Нам необходимо взять парочку авторов печатных учебников. Нам нужно взять программиста или верстальщика, который будет работать над макетом. Нам нужен макет учебника от издательства в формате PDF. А также нам нужно, чтобы был чтец и чтобы была команда, которая могла этот звук обработать. Достаточно одного звукорежиссера. Что же со всеми этими ингредиентами делать? Ну, достаточно просто. Программист верстает электронную форму из PDF, сперва перекладывает в док, а потом док конвертирует в формат Moodle. Автор учебника в этот момент готовит интерактивные задания, выбирает тексты, которые будут записаны. Звукорежиссер записывает как раз тексты, обрабатывает их, потому что все равно во время записи какие-то паузы, какие-то неточности возникают. Звук всегда нужно обрабатывать. Программист добавляет все интерактивные элементы, это задания, галереи, аудио в учебник, и после этого идет сверка. Потому что одно из требований, чтобы электронная форма учебника полностью соответствовала печатной форме учебника. Все равно при оптимизации макета для ФУ какие-то сдвиги происходят. То там чуть текст не так или то тут. Мы всегда с авторами учебника работаем над оптимизацией процесса. Но, как и в любой деятельности, которая происходит в такие сжатые сроки, появляются различные трудности.
мы начинали работу над учебниками с 5 класса. В 5 классе не так много картинок, там больше текстов, и макеты куда проще оптимизировать. Значит, в федеральный перечень мы будем включать сейчас начальную линейку с 1 по 4 класс. Там очень много картинок. Их очень-очень сложно конвертировать, потому что текст находится на картинке, картинка с текстом так, как-нибудь. В общем, это невероятно сложно, поэтому пришлось изобретать новые технологии. У нас есть Геннадий Рикешевич Нишанбаев, молодец. Он придумал, как обойти некоторые сложности, и у него получилось оптимизировать этот процесс, потому что он начал для 2 класса, по-моему, нет, для 3 класса по моему методу работать сперва, но у него уходило очень много времени, и там действительно большие трудности были. Но, в общем-то, мы с этой сложностью справились. Пункт 2. Для записи необходимы специалисты. Естественно, и чтецы, тем более чтецы на коми-языке профессиональные, это редкость. Да еще и такая должность достаточно высокооплачиваемая. Оборудование необходимо. В Крылов на тот момент не было звукозаписывающего оборудования. Мы пытались записать для 3 класса и для 5 класса аудиоотрывки на микрофон-петличку. Получилось, в общем-то, как-то получилось, но обработка занимала так много времени, что это было нецелесообразно. В итоге договорились с Кванториумом, они нас пустили, и на их мощностях мы производили запись звука. У них отличное качество, хорошее оборудование, поэтому время обработки звука сократилось в разы. Ну и нужен был, конечно, еще специалист по обработке звука. У нас, к сожалению, таких специалистов нету, но где наша не пропадала. И 3 пункт. Слишком сложный макет как раз для начальных классов. Из-за него возникла другая проблема. Мы планировали использовать мобильное приложение Moodle для того, чтобы учебники автономно работали на мобильных телефонах. Но из-за такой сложной верстки они неправильно отображаются в мобильных версиях, нам пришлось что-то придумывать. Так, рецепт был адаптирован. Из-за того, что программисты в Крыле делают не только учебники, но еще и много чего другого, пришлось заменить одного программиста на 0,2-0,5 программиста и товарищей студентов. Студенты молодцы, студенты отлично справились. Ну, конечно, кое-где чуть-чуть невозможно добавили программистам работы, они убавили. Но в целом время сократили работы именно высококачественного специалиста. Декламаторов мы нашли среди студентов и также привлекли автора учебника Эльвиру Ивановну Полякову. Она начитала свои тексты, так что это вообще достаточно уникальная вещь. Учебник Эльвиры Ивановны, текст читает Эльвира Ивановна, все просто вот как задумывалось, так и есть. И звукорежиссер, тяжелая, опасная профессия, была доверена программисту, а теперь еще и электронику. В начале мероприятия технически нас сопровождал Леонид Леонидович, он сейчас нас покинул с этой аудитории, наверное. Но вот сейчас на его плечах. Он нас видит. Да, вот. Леонид Леонидович, на ваших отважных плечах лежит теперь это бремя. Ну и добавились новые пункты, которые необходимо сделать. Это получается, необходимо провести поиск метода масштабирования сложной верстки учебников. Этот метод был найден, я его сейчас продемонстрирую. Подготовка версий для мобильных устройств, из-за того, что как раз 1 и 4 класс слишком сложны. И отладка офлайн-версий для различных мобильных устройств. Поскольку нам не подходит приложение Moodle, мы вынуждены что-то придумывать. И тут 2 варианта. Либо мы разрабатываем свое приложение, но для этого нужны качественные программисты и много времени. У нас нет ни того, ни другого так-то бы. Мы решили использовать готовый HTML в сторонних приложениях, чтобы на iOS и на Android устройствах можно было посмотреть учебник. С Android все просто, эта система отличная, прекрасная, я ее обожаю, мы просто закидываем как на флешку и все открывается, все работает. С iOS немного сложнее, у них там своя философия, и буквально вчера было найдено решение, нам нужно его еще раз перепроверить, но если действительно все так просто, как оказывается, то мы победили 8-й пункт. А теперь я покажу, что у нас вышло.
Так. Вот это оффлайн-версия. Как вы видите, она находится не на сайте, а локально, в данном случае на сетевой папке. Внизу у нас есть кнопочки для масштабирования. У нас есть возможность добавить заметку или закладку. Посмотреть ее. Крестик почему-то отобразился как-то странно, но тут должен быть крестик. Это удалить закладку. Какой-нибудь фрагментик покажи. Да, вот как раз хочу показать. Аудио. Видите, как располагается картинка и текст? Потом идет маркированный список с зелененькими кружочками. Ну и началка вообще наполнена такими элементами, очень сложно ее переводить. И для масштабирования мы использовали CSS правило Zoom для зумирования. Конечно, маленький недочет есть, оно не поддерживается в браузере Mozilla Firefox, но мы в инструкции напишем, что Mozilla Firefox вы просто не используете, и все. Так что мы тут выкрутились. Владимир Тимин, Чужанков. Зарнибордья собет щамыла. То есть вот у нас работает аудио, у нас есть тесты, мы можем листать учебник с помощью кнопочек. Все работает хорошо. Сейчас я, может быть, даже пытаюсь что-то угадать здесь. Да. Все работает. Один угадал, да? Ну, я выбрал везде первый вариант ответа, чтобы не прогадать. А то, когда я тестирую, обычно выбираю разные, ничто неправильно оказывается. Но, в общем-то, все так. У вас есть вопросы какие-нибудь? Может быть, кому-то интересно, как мы страдали, мучились? Сколько у вас это заняло? А онлайн-версия есть? Онлайн-версия есть. ВКонтакте я написал docs.crero.ru. Да. Ну и там вот сейчас сайт открыт, Да. Саш. От идеи до создания. Она Сколько где, на прошло каком времени? сервере? У нас много сайтов делается, и многие сервера на серверах ЦИТа. На мощностях ЦИТа, да. Мне задали вопрос, сколько времени занимает работа над FU. Дело в том, что это очень сложно подсчитать. Все зависит от того, сколько интерактива в конкретном учебнике, сколько изображений, то есть все это очень сильно варьируется. Когда необходимо было для технического задания приложить примерные расчеты, я сделал Excel-таблицу, в которой мы вбивали количество страниц, количество глав, количество интерактивных заданий, и она высчитывала нам. Но разброс во времени получается больше, чем в 2 раза. То есть, например, для учебника 4 класса первая часть, там 160 страниц, примерно 40 интерактивных вещей будет там. Это займет от 37 чистых часов работы до 82 чистых часов работы. А у нас на это еще неделя целая. Ну, мы уже где-то вот год делаем. И срок у нас последний 1 июля. Мы должны уже предоставить линейку начальных классов для того, чтобы попасть в федеральный перечень. Коллеги, еще вопросы? Спасибо, Александр Михайлович. Мы вручаем сертификат. Думаю, медаль получишь чуть позже. Пожалуйста. Посмертно. Нет, почему? Надеемся, что будет все нормально. Алексей, Да. вопрос по предыдущему выступлению. Точнее, одна просьба, вот эту презентацию разместить тоже. Вот эту? Да. И второй вопрос, а почему там за эту КРО и Высшая школа экономики? Это что такое? Ну, это надо было Галине Владимировне. Нет, я здесь специально не ставил. Я задавал. Я на этот вопрос не отвечу. Вот. Так, продолжаем. Кунгин Илья Вячеславович. Да? Это вам домашнее задание. Хорошо, я спрошу. А вот эти вот вопросы. Это кисло-агрессивные стороны школьного образования в России. Это вопросы вторичные. Да. Наверное.
Значит, кто хочет зайти в компьютере пароль Ctrl-Alt-Delete нажимаете и с большой буквы, латинскими буквами Крирон. Пожалуйста, все сейчас зайдите в компьютеры, потому что мы с вами пройдем небольшое занятие, проведем. Латинскими буквами Крирон 2016. Слитно пишет. Каза главная. Латинскими Крирон 2016. Так, вот еще есть одно место без компьютера. Можно сюда вот пройти. Подскажите, пожалуйста, куда мы скидывали второй день презентацию, ночью скинул? Где ее найти сейчас? О, это Илья Иванович, где найти презентацию? Куда? Просили скидывать все в облако. Я скинул. Так, мышка. Где теперь тут найти? Там есть, я сегодня смотрел. Это нет? Это отключено. Крирон с большой буквы. Все большие. Нет, только К. 2019? 2016. У нас пароль отстает от жизни. Будет так и теперь, как пришло. Кривру 2016. Латиницей, Казахстан. А я не понял, вы на курсах, Посмотрите, что там ли, не в левом бываете? верхнем углу, возможно, раскладка русская включена. Вы не бываете на этом целом на курсах? Неверно имя пользователя. Нужно забросить, у нас тоже большинство. Ну что, у всех получилось? Это, наверное, самая большая трудность в нашем сегодняшнем тренинге, да. Зайти в свой компьютер. Остальное будет проще. Через остальные возможности программы я вас проведу. Значит, есть такое, ну, знаете, наверное, аббревиатуру МИД, Массачусетский технологический институт. Ребята делают много классных, крутых вещей. И вот одна из крутых вещей, которую они сделали, это программа, которая называется MID App Inventor. Это программа, которая позволяет визуально перетаскиванием, вот, drag and drop, перетаскивая кубики, как в конструкторе, собирать программу под андроидом. У многих из вас телефоны, смартфоны с андроидом. Вот сегодня вы сможете, вы разработаете и даже установите на свой телефон первую программу. Ну, в смысле, первую самодельную. То есть вы увидите, как это легко и просто можно сделать своими руками. Итак, во-первых, нужно зарегистрироваться в сервисе. Вот адрес ai2.appinventor.edu. Зайдите, пожалуйста, сейчас в браузере на этот сайт. Если у вас есть аккаунт на Gmail, то там очень хорошо регистрироваться на сайте через Gmail. Кликаете соответствующую кнопочку, вводите свой почтовый адрес, пароль, и вас пускает в эту систему.
Получилось? Вот уже i2.appinventor.mid.edu. У института есть просто App Inventor без вот этой AI2. Это первая версия, там работает немножко по-другому. Хотя они очень похожи. Но вот вторая версия, она более совершенная, современная, более интересная. Получилось? Вышли на какой-то английский текст. Да, вот и примерно такая вот какая-то картинка. То есть вот их логотип. Так. Перед App Inventor наберите в строке AI2. AI2. Некоторые зашли в первый. Вот да. Так, это later. Continue. После инвентор точка или нет? AI2 точка. Вы можете, смотрите, можете в Google ввести AI2 App Inventor, он вам выдаст. Можете сюда кликнуть, да. Он вам покажет, что вот сайт, вам надо вот, там следующий такой, что главный сайт. То есть можно через Google найти, открыть это все. Введите поисковике, в строке поисковика есть AI2, пробел, просто чтобы поиск включился. Ну, мало ли где-то что-то ошиблись на поле. Я так и открывался. Открывался сейчас? А потом я AI2 написала, и все. Я же не ручкой не набивала. Да, правильно. Вот видите, сайт, здесь открываем. Да, тут бросить регистрацию, просто заходите в приложение по своим аккаунтам в Google. Вот это. Я не знаю, может тут какие-то сетевые настройки еще. Через аккаунт Google заходите, регистрируетесь. Строго через аккаунт. Нет, можно завести там свой аккаунт, просто, ну, мне, например, удобнее, что я на многие сайты захожу через свой один аккаунт. Мне это удобно, у меня есть рабочая почта, рабочий аккаунт, и если не вернется, то все вместе. Сайт откроется на английском языке. Да, принять. Да. Перевести надо? Значит, языки. Вот второе меню сверху меню идет, второй пункт сверху. Это языки. Там есть русский язык. Вот сейчас делал проект, и у меня такое впечатление, что он переводит как-то кусочками. То есть вначале переведет половину интерфейса, а потом переведет вторую половину. Условия пролистайте и принять. Там, где условия обслуживания, здесь можно take later. И что там принять, где?
Это? Да? Понимаю, да? Да, можете сразу на русский язык все вот эти вопросы, которые мы узнаем, продолжить. Да. Всё. Так, да, начать новый проект. Куда нажать? Посередине? Да, у кого что-то не получилось, подключайтесь к тем, кого получилось. Тут поднимаю условия, да. Так, да, название любое. Значит, так. Да, спасибо разработчикам из Массачусетса, что они добавили русский язык, причем достаточно приличную такую поддержку. Но я вам могу сказать так, что иногда вы найдете, допустим, мануал на английском, и потом будете искать, а как это, какой-то перевод будет по-русски. И у меня есть книжка 2015 года издания, вот там русские варианты команд не совпадают с тем, что есть вот, на сайте. То есть приходится вот так постоянно переключаться русский английский, русский английский. Все, куда? Вот английский. Выбираете русский язык. Итак, как выглядит экран? Когда вы создаете новый проект, у вас появляется окошко, ну, понятно, что вот так будет выглядеть ваша программа в телефоне. Название любое. Это ваш учебный проект. Напишите учебный 1. Можно по-русски проект. Кириллицу понимаю? Начать новый проект. И что я пишу? Ну, напишите, там, не знаю, учебный 1. Что угодно, да. Он не дает, потому что он по-русски не понимает. Ему надо латиницей. Нет. Школа-то пишу. Почему по-английски? Название проекта печатаем латинскими буквами. Да, латинскими. У вас появилось уже... Дошли до вот этого вот окошка? Значит, смотрите, здесь все тоже достаточно просто. Определимся, где что находится. В самой левой палитре находится, ну, здесь вот палитра, а там внизу, если еще вы пройдете, там еще другие менюшки есть. Значит, там в палитре это элементы, которые нам доступны для перетаскивания на вот этот экран. Попробуйте что-нибудь поперетаскивать отсюда. Добавьте пару кнопок, там, что еще, надпись какую-нибудь. Visual Basic, да? Только проще, наверное. Visual Basic и все там. Visual Basic for Application. Это будет Excel. Смотрите, у нас есть поля. Первое поле, получается, это вот палитра слева. Это наши элементы, которые мы добавляем. Здесь наш экран. У нас может быть несколько экранов в приложении в самом. Например, вы задаете на одном экране вопросы, а на другом экране показываете правильные ответы. Ну, к примеру. Здесь появляются, вот когда вы только перетаскиваете отсюда что-то сюда, у вас в этом окошечке появляются компоненты, которые вы добавили на этот экран.
И здесь появляются свойства. То есть вот у нас есть первый, пока что единственный компонент, это сам экран, собственно говоря, и вот здесь представлены его свойства. То есть вы, добавляя компоненты интерфейса, они у вас появляются здесь в виде дерева, и здесь вы можете выделить любой из компонент и настроить его свойства. Ну, например, вы можете что сделать? Промотать, например, здесь вот экран, у меня просто скриншот в презентации, промотать вот эти свойства вниз, набрать, допустим, вот чтобы было не screen 1, а там название вашего окошка. Пишут все по-английски, да, получается? Значит, вы можете называть все компоненты, то есть вот он вам вы перетаскиваете, вы можете называть компоненты вроде как и по-русски. То есть там уже можно использовать русский язык. В большинстве случаев, да. Просто чтобы у вас потом путаницы не возникло, где, что, чего, как. Когда у вас будет кнопка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, вы запутаетесь в этих кнопках, чтобы вы понимали, что этот компонент это кнопка и что этот компонент делает. Итак, поиграли? А вы латинский включили? В смысле русский перешли на раскладку? Да. У вас на английский стоит. Вот сейчас русский. Сейчас вводите текст. Итак, давайте создадим с вами простейшее приложение, которое будет переводить сантиметры в дюймы. Не слышали, пару лет назад была история, европейцы и американцы делают, совместно создают оборудование для сегментов МКС, и в космосе это оборудование должно быть состыковано. И вот была проблема, что американские штекеры и европейские гнезда не состыковались. Штекеры были толще, чем гнезда. И просто вот пришлось их там в космосе, там космонавтам пришлось заниматься напилингом, чтобы состыковалось это все. Это, конечно, кошмар, но да, вот сантиметры в дюймы и обратно переводить надо. Вот. Давайте сделаем приложение, чтобы у европейцев и американцев не было такой проблемы. Будет переводить сантиметры в дюймы. Значит, нам потребуется, так, это будет не процедура, это будет приложение целое. Вот заголовок, то есть текстовое поле. Сейчас все, что вы набросали на экран, можете просто поудалять, убрать, кнопка Delete или, так, что там? Да, удалить, просто удалить, да. Все компоненты, которые набросали, удаляем. И добавляем. Значит, первое поле это текст. Второе поле здесь хитрое. Если вы начнете добавлять, ну вот у нас здесь поле для ввода, потом равно это текст, и потом еще один блок текста. Если вы сейчас добавите поле для ввода и два блока текста, они у вас станут вот так вот. Что можно сделать? Есть хитрость. Сейчас я посмотрю. Значит, есть хитрость. Вам нужно добавить компонент, который называется горизонтальное расположение. Где искать этот компонент? Значит, вот вы видите слева, сверху у вас есть интерфейс пользователя. Столбец этот промотайте вниз. И вы увидите там блок, следующий блок расположение. Расположение. Кнопки переключились. Layout. И горизонтальный да, блок. Вот у вас появился квадратик, и в этот квадратик вы накидываете те поля, которые должны быть у вас в одной строке. Что там должно быть? Значит, здесь у нас должно быть поле для ввода и два блока текста. Один блок текста мы оставляем, а второй блок текста мы будем изменять. Сюда мы будем выводить ответ. Это после уже слова сантиметр. Да, сантиметры это первый блок, это просто текст. Потом идет блок
строка. И в этот блок, в строку в эту, мы добавляем 3 компонента. Сначала блок, а потом туда вводят. Да, туда именно. А поле для ввода это где? Значит, поле для ввода. Так, сейчас. Поле для ввода это что? Интерфейс пользователя. Да. Дальше. Так, где он там? Текст. Просто текст. Да, вот который текст, перетащите сюда. Второй раз текст перенесли. Сюда. В этот блок. Просто текст. Всё. Видите, у вас Два раза текст. значит, один блок текст, это поле для ввода появится. И в этот блок, где мы строку выравниваем, там еще Еще 2 раза. 2 поля. Так, надпись. 2 надписи. Да, в этот блок. Видите? И во второй сами знак измените. равно, да, ставить? То есть это должен быть первым, а сюда. Еще одну надпись даже. Вот, один у вас. Так, блок, скорее всего, вышел за пределы экрана, да, убежал куда-то. Значит, что можно сделать? Выбираете в компонентах, это помните, вот правая часть экрана. Вот у нас есть горизонтальное расположение сейчас. В этом горизонтальном расположении есть текст, текст и надпись. Так, текст это который поле для ввода, надпись это должно быть 2 надписи. Значит, что здесь делаем с горизонтальным расположением? Во-первых, надо выровнять. Ну, по горизонтали слева, по ширине на пол, там сюда кликаете и выскакивают варианты. Нужно выбрать вариант, наполнить родительский, там чего-то не помню уже. Наполнить родительский. Так. Выравнивание текста. Не то выделили. Обращайте внимание, с чем работаете. Вы работаете с блоком, горизонтальное расположение, или с текстом, который в этот блок входит. Так, ширина. Наполнить родительский. Вот там так просто есть и все. Что-то родительский, а что непонятно. Вот. Выровнялось. Для каких программ метров дюйма. Поставим вопрос. Чтобы он стратом фиксировал, чтобы То есть вот смотрите, у нас будет первое поле для ввода, второй блок это текст со знаком равно, мы его не будем трогать и менять. Третий блок это будет блок текст, и его значение мы будем изменять. Сейчас, просто, чтобы было видно, поставил знак вопроса, чтобы было видно, что поле тут есть. А потом сюда будет подставляться значение, которое мы вычислим. Итак, вот что у нас должно с вами получиться. Да, вот это вот перевести в дюймы и закрыть приложение, это 2 кнопки. Одна будет запускать вычисление, то есть мы здесь наберем, например, там 150 сантиметров. Потом кликнем перевести в дюймы, у нас появится сколько это в дюймах. А здесь просто закрыть приложение, чтобы выйти штатными средствами. А текст он написать надо, перевести. Значит, так, кнопки перетащили. Текст для кнопки 1 находите в свойствах текст для кнопки 1. Да, и заменяете его словом перевести в дюймы. Находите, аналогично выделяете кнопку 2, находите
поле текст для кнопки 2 и меняете на закрыть приложение. Все получилось? Потом текст. Даже не текст, а блок. Да, тут легко перепутать текст и надпись. Вы нам скажите, когда? Значит, текст это когда вы этот текст вводите, когда от вас ждут ввод текста, да, в программу. А надпись, когда вы надпись что-то сами туда выводите. А вы по вертикали, скорее всего, это выровняли. Сказали, что наполнить по высоте родительской. И у вас получилось очень высокое все. Так, выровнять по горизонтали. Так, сюда две надписи. Раз, два. То есть вот это вот две надписи. Раз. И второй текст надписи. Надо играть на латинский, да? Так, теперь. Текст туда. Нет, не текст. Я написала. Получилось? Итак, сейчас мы с вами создали с горем пополам. Создали то, как будет наше приложение выглядеть, как будет выглядеть наш экран, да? Но он пока совершенно безжизненный. То есть, если вы сейчас компилируете программу, запустите ее на своем телефоне, что произойдет? Ничего, вы будете тыкать, там, заполнять поля, кликать по кнопкам, и никаких действий от приложения вы не добьетесь. Поэтому следующим действием мы наполняем приложение жизнью. Мы переключаемся в редактор логики. Вот у нас вот смотрите, вот наше окно. Мы сейчас работаем в дизайнере. Мы сейчас дизайнерили. А нам нужно перейти к логике, к описанию блоков работы, блоки. Переключаемся на блоки. И все становится намного интереснее. Нужно найти в этом списке элементы
Список это вот слева. Все, что у нас есть, здесь вот в блоках высвечивается. Все элементы, все компоненты, которые сейчас содержат наши экраны. Наш экран единственный. Значит, нужно найти элементы, которые мы добавили на экран приложения, и перенести необходимые нам действия с этими элементами на схему. Когда вы выделяете, вот, например, я выделяю кнопка, у меня тут же появляется здесь поле, оно перекрывает вашу схему, то есть там у вас что-то будет уже выстроено, а здесь просто появляется, что можно сделать с кнопкой. Например, когда щелкнули по кнопке, тогда что будет? Да? То есть вы берете этот элемент, перетаскиваете сюда и оставляете. Или просто кликаете, он здесь и остается. То есть менюшка убирается, а вот этот элемент остается. То есть вот что было, меню, и вот что стало. То есть вот так должно примерно выглядеть сейчас ваше поле с блоками. То есть когда кнопка 1, точка, щелчок, делать. За что у нас отвечает кнопка 1? Подскажите, пожалуйста. Перевести в дюймы. Ага. Добавьте сразу для кнопки 2 тоже. Да. Сделаем самое... Там исправляется. Блоки. Блокс. Вот. Ctrl. Перейдите на русский. Так. Значит, сейчас, то есть ничего не трогаем. Значит, да. Блоки. Вот, ваши элементы. Да, у вас там будут встроенные еще цветные такие квадратики. Это команды, это структура вашего приложения, там вся логика будет. Вот, текстбук, 2, 3. Если не помните, за что отвечает та или иная кнопка, опять переключайте вверх. Да, найдите, пожалуйста, кнопку, которая отвечает за выход из приложения. Вот, отлично. И добавим сейчас обработчик этого события. То есть нажатие кнопки 2. Ну вот у нас кнопка 1, кнопка 2. Значит, когда кнопка 2, когда по ней щелкнули, делать в управлении. Открываете, пролистываете, ищете закрыть приложение. Хитрость в том, что когда у вас вот такой блок уже выведен, вы сюда не воткнете какие-то команды, которые здесь быть не могут. То есть вот эти пазлы очень удобно, вы смотрите, например, вам кажется, что там, например, если то иначе все, да, какое-то ветвление, когда кнопка нажата, дальше давайте что-нибудь еще проверим. Опа, а структура, вот связка другая, например. Не сверху, а где-нибудь сбоку стыкуются, значит сюда уже нельзя. То есть такие подсказки визуальные у вас уже есть. То есть можете посмотреть. И дальше, допустим, ну вот, видите, дальше ничего не связано, да, вот все обрезано. Здесь приложение закроется, и дальше ничего делаться не будет. А бывает такое, что тут что-то сделать, и там еще что-то присоединяется, и там дальше или какой-то объект будет дополнительно выбран, нужно его тогда добавлять и так далее. Подождите, вторую кнопку запрограммировали? Нет, 2 раза не надо. Достаточно 1 раза закрыть приложение. А то будет как на банкоматах. Банк выполнил недопустимую операцию, будет закрыт. Так, все, правильно. Так, итак, когда мы кликаем по второй кнопке, мы закрываем приложение. Когда мы кликаем по первой кнопке, у нас должно что-то произойти. Давайте этот обработчик сейчас напишем. Значит, что должна делать программа? Она должна перевести сантиметры в дюймы, посчитать. Она должна вывести это найденное значение. И очень желательно, чтобы была какая-то защита от дурака, чтобы мы там не написали оборвалк, да, какой-нибудь. Потому что программа будет очень долго думать, как это перевести в дюймы. Была в рыбу.
Вот. Высшая математика перевода сантиметров в дюймы. Вот. Форматируем как десятичное число с двумя знаками после запятой. У нас там есть, у меня так называлась переменная в моем приложении. У вас как она будет называться? Ну вот подсказка. Что-то там должно быть зелененького цвета. То есть, где можно это искать? Это в логике. Сейчас. Математика синенькая, это в логике, да? Нет. Так, текст 2, кликните. Это будет текст, который вы ввели. Ну, смотрите, вы ввели текст в поле. Значит, кнопка 1. Значит, когда еще что делать? Значит, выбираем компонент. У вас, видите, у вас у всех будет по-разному называться. Потому что вы, когда называли кнопку, да, вернее, не кнопку, поле, вы задали название переменной. Вот посмотрите поле, где вы ввели текст. Само поле, куда у вас будут вводить сантиметры пользователи. Вот выделяете это поле в левом меню. Вот видите, вот такое поле с таким с курсорчиком, пиктограммка. Выделяете, вот как оно называется, вот оно. И ищите там блок, вот это название, точка текст. То есть в этом поле будет забираться текст. А вот это вот нет зеленого. Нет, это не логика, это свойство. Видите, у вас здесь появляются зеленые. То есть получается, вот текстбокс 1 должна быть точка текст. Все. Выше где-то. Сейчас, секунду. Да, есть маленькая хитрость. Вы можете найти любой блок, где будет в названии вашей переменной вот этой. Тут будет точка и что-то там, одно свойство. Перетаскиваете его на ваш этот рабочий стол, кликаете сюда, и у вас выходит, что вы будете, там, что будете отслеживать. И там уже в этом меню выбираете текст. Ну, вот, например, надпись высота. Да? Вы берете и текст выбираете. Депрессия начинается. То есть делается здесь все визуально. Так. Теперь смотрите, вот этот наш хвост, который уже был написан, вот этот кусок, теперь мы должны это значение, полученное здесь, куда-то сохранить, присвоить. Так, присвоить чему можно? Не, это, смотрите, нет. Так, сейчас. Результат куда присваиваем? Вот, присвоить.
Куда мы будем выводить? Напомните, пожалуйста. Где мы будем выводить? Помните, у нас был текст, где был знак вопроса. Вот знак вопроса — это значение поля сейчас. Найдите этот блок с текстом. Надпись 2, да. Надпись 2. Так, стоп. Присвоить надпись 2. Сейчас. Текст. То есть здесь все вот так вот настраиваем, и потом вот эту надпись сюда запускаем. Да. Вернее, там сложно. Мы остановились вот на этом шаге. Значит, кнопка 1. Добавляете. Это что-то здесь. Да? Смотрите, у вас вот так вы вначале с хвоста рисуете эту логику, то есть взять этот текст, что-то с ним сделать, форматировать, и потом присвоить. Так, поскольку у нас время поджимает, значит, вот таким вот образом добавляются, то есть, смотрите, вы начинаете от самого примитивного. Чтобы что-то сделать, вам нужно запросить у пользователя число. Вы получили это число, он вам ввел. Вы сохраняете его в какую-то переменную. Дальше что? Вы проверяете, это переменная, это вообще число или какая-то ерунда? Он там что-то не то напечатал. То есть вот, например, добавляем проверку. Потом можем попробовать, конечно, испугать пользователя. Если его текст, который он ввел, проверку не прошел, то скажем, что ты печатаешь, да? Давай по-другому еще раз. Вот. И когда вот это все настроено, добавляем обработчик событий. То есть, когда нажато, когда щелкнули по кнопке «Посчитать», тогда выполняется все это. То есть, пока вы не кликнули по кнопке «Посчитать», вот это ничего не выполняется. Презентация доступна онлайн. Это сможете потом скачать и повторить еще раз, пройти в спокойном режиме. В итоге вот практически вся логика вот так вот будет сделана. И осталась самая интересная установка приложения. Когда вы написали свое приложение, вверх, извините. Есть третья вкладка слева, сверху, верхняя строка. Построить. Найдите ее. Даже если ваше приложение не завершено, попробуйте это сделать. Постройте. Там есть два варианта. Приложение в скобочках создать QR-код для скачивания. И второй вариант — сохранить это приложение на компьютере. То есть в первом случае вам выдаст картинку, то есть вам там откомпилирует на сервере, вам выдаст картинку, вы по QR-коду это все сделаете. Ссылка действует 2 часа, поэтому сразу установили, проверили, все, ну хорошо для тестирования. Если вы хотите сохранить себе приложение и там своим ученикам раздать, сохраняйте APK, и потом этот APK, формат файла, формат приложения, этот файл уже дальше ученикам раздаете. К сожалению, ограничение на 10 мегабайт, не все примеры даже в этой среде, которые там есть и которые раньше, возможно, запускались, компилировались, не все примеры разрешается компилировать. Пишет там приложение 14 мегабайт, а у вас только 10 должно быть, не больше. Не больше. Вот. Появляется вот такая вот ссылочка, кликаете, на телефоне появляется ссылка, он загружает, устанавливает. Так, ну уже не буду показывать, наверное, как это делается на телефоне, да, времени уже. Да, время, к сожалению. Время исходит. Значит, это мы забираем. Да. А сколько по времени показ займет? Я вам хотел показать еще другое. Когда я готовился к этому занятию сегодняшнему, ну, у меня нет такого оборудования, у меня все попроще.
возник вопрос, а вдруг вот документ камеры, например, не будет, да, или там, ну, мало ли. Я обнаружил, что в продаже сегодня есть вот такие вот донглы интересные. Можно я сейчас покажу, как это? Значит, включается в разъем HDMI. Подключается здесь к питанию. Можно здесь же, если у вас, например, в телевизоре есть питание, а если нет, то там от блока питания, от зарядки, от чего угодно. Теперь надо телефону состыковаться с этой штукой. Вот он показывает, что подключите к устройству, показывает состояние и так далее. Так, фокус работает. Значит, выключаю беспроводные сети, ну, то есть 3G, 4G выключаю. Включаю, сейчас. Включаю в настройках экран. В самом низу есть такой пункт трансляция. Выбираю включить. У меня это устройство находится, ну, почему-то первым находится какой-то Samsung, беспроводной монитор. Вам понадобится вот этот QR-код, по этому QR-коду будет доступ потом. Ну, это когда вы настраиваете первый раз, сейчас у меня настроено. И потом вы сможете, к сожалению, он иногда очень долго думает, не знаю почему. Или питания USB здесь не хватает, тоже вероятно. Даже более чем вероятно. Изображение беспроводное. Да, то есть я потом вот то, что вижу на экране, он транслирует сюда. То есть вот научились один раз с таким донглом работать, и потом, куда бы вас судьба не закинула, в какую школу, где нет проектора, где там или проектор есть, но вы подключиться не можете, там документ камеры есть тоже далеко не у всех, да. То есть такой донгл с собой в кармане, пришли, подключились, показали все, что хотите со своего телефона. Проектор чего? Нет, так я говорю, если там есть проектор или телевизор, ну что-то такое, да, что-то побольше, чем 15-дюймовый ноутбук. Вот. Ну, тут, видимо, надо настраивать что-то. Возможно, питания не хватает. Я вот к телевизору подключал, тоже там вроде USB вход есть, но питание не хотел отдать. У меня все. Спасибо. Такие вот интересные технологии. А я там свое. Надо посмотреть на сайте разработчика. Я вот сейчас не помню. У App Inventor есть какое-то приложение для iOS или нет? Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, переходим к следующему вопросу. Виктория Валерьяновна и Ирина Дмитриевна. А там презентация идет. Сейчас у нас экран чуть-чуть сбился. Коллеги, вы можете всегда сохранить, вот ваше приложение сейчас сохранено, можете к нему вернуться потом в спокойной обстановке и увеличить его работоспособность. А как его найти? Где он сохраняется? В Гугле? Он объяснил. Объяснил, да? А то я прослушал. В Гугле сохраняется. Там сверху ссылочка, раз, два, три, вкладочка, кликнем, там вариант или QR-код, или приложение в виде АПК сохранится. Все, я вспомнил. Так, она здесь не пойдет, наверное, в анимацию. Хорошо, давайте мы скачаем. Ну, давайте. Все, Саша, сделай. Слава, помоги. Так, что здесь надо сейчас? Я чтобы подвинуть, либо его подвинуть, чтобы А что? Там нету одного. уже нету, да? Да, вот только вместо мышки. А вы не скинули мышку? Я скидывала, просто надо либо скачать, просто мне игру саму тоже. Ну, давайте пока так тогда. Только вместо мышки, к сожалению.
курсового проекта еще третьей курсницы Ирины. И она проходила в контексте моей магистерской диссертации, которая была посвящена тому, что разработка учебно-компьютерных игр как-то может повлиять на формирование предметных компетенций учителей информатики. Вот. И Ирина, она так вот поневоле стала участником вот моего исследования. И изначально цель ставилась попрограммировать в неспециализированных средах. То есть, например, в среде GameMaker, среда, которая позволяет разрабатывать игры. То есть там можно разработать игру без программирования, но лучше игра получается с элементами программирования, поскольку учителя информатики должны уметь программировать, они изучают языки программирования, но это не специализированная среда, и было такое и предложение. Игру, то есть сам вид игры, специфику игры, она разрабатывала сама, это была полностью самостоятельная работа. Вот на тот момент, что получилось, то получилось. Это была игра по отгадыванию слов побуквенно. То есть как такая известная игра «Виселица», да? Или в некоторых средах игра «Ромашка». Вот. Ну и дальше все, процесс пошел, ей понравилось, результаты появились, поэтому цели были расширены. Кроме дизайна программного обеспечения с элементами игр, встал вопрос о том, чтобы хранить данные в этой игре, шифровать данные, собирать учебную информацию. С какими-то результатами мы выступали с ней, она выступала, я была с автором на конференции зимой 2018 года, может быть, кто-то присутствовал или видел какие-то анонсы этой конференции. Вот, сейчас игра практически завершена, студентка будет защищать свою квалификационную работу, где вот эта игра является основным программным продуктом. Вот, то есть это не... Девочка, она не программист, да, то есть цель не была создать какую-то очень серьезную игру, полностью адаптированную в каких-то средах. Вот. Ну и вот что получилось, я хочу показать. Кроме самой игры, разработана была оболочка для того, чтобы учитель мог наполнить эту игру своими словами по своей предметной области. То есть сразу скажу, любой учитель по любой своей дисциплине, по любой своей теме может подобрать слова, которые ученики должны будут отгадывать. Вот. Если ввести кодовое слово «преподаватель», то оболочка пускает в настройки игры, да, и можно будет посмотреть результаты игроков. Настройки игры выглядят таким образом. Вводится название игры, можно выбирать внутри этой игры два раздела, то есть это могут быть разделы по разным темам одной учебной дисциплины. Это может быть, например, быть разные дисциплины, если это игра на каком-то классном часе, где вы хотите применить какие-то элементы междисциплинарные, например, да, использовать междисциплинарные особенности предмета. Вот. Дальше выбирается сюжет игры, просто изначально это было «ну погоди», вот, и дальше по предложению при защите курсовых работ, да, от преподавателя было, что давайте, а может быть, можно поменять тему, а может быть, можно поменять фон игры. Она говорила, да, конечно, попробуем. И тем самым она вот расширяла эти все возможности. Вот. Ну и поскольку это презентация, и здесь уже заранее все было придумано, название игры в мире углов и граней. Как пример, просто название раздела «Многоугольники» и «Многогранники». Можно выбрать, что раздел только один, и тогда здесь останется только какой-то один раздел. Кунг-фу панда – это, значит, сюжетные персонажи, и они будут на поле. Так, если нажать «Далее», то учитель попадает в следующее окошко, где он уже непосредственно наполняет и настраивает контент данной игры. Должен ли игрок видеть вопросы к словам? Дело в том, что тоже изначально просто отгадывали слова. Мы знали только, что это из, например, раздела математики, а какие-то слова было непонятно. И было предложение, студентка реализовала это, чтобы
можно было задать вопрос, и слово отгадывалось уже бы не просто так, совершенно случайным образом, а уже непосредственно по конкретному вопросу. Можно отображать количество букв слова, а значит можно и не отображать, да, чтобы дети не знали, не подбирали, например, если это многоугольники, что это трапеция или ромб, потому что можно подгадать по количеству слов. Ну, здесь мы оставили отображать количество букв. И дальше можно прямо здесь и для одного раздела, и для другого раздела подбирать слова. Ну, вот сейчас появится новый слайд, где просто я уже набирала какие-то слова. Вот, например, количество слов здесь ломаная, диагональ, трапеция, медиана. Просто брала определение этих многоугольников. Но здесь только два слова. Ребро, октаэдр, да, с соответственными определениями. Все это сохраняется. И обратите внимание, здесь речь идет о шифровании данных, да, потому что изначально файл, который, просто обыкновенный текстовый файл, который содержал в себе вот эти все настройки, включая и слова, которые надо отгадать, он был совершенно открытым. Поэтому дети в любой момент могли подсмотреть эти слова. И вот сейчас это все шифруется по определенным описанным ею алгоритмам в самой работе. Вот. И этот файл потом дальше используется для непосредственно считывания данных в самой игре. Если, запуская оболочку, пользователь вводит слово «ученик», это на самом деле придумал преподаватель, ученик, да, понятно, что можно, если что, заменить на эти кодовые слова, то он попадает непосредственно уже в саму игру. А вот это как раз игра, то есть до этого это все было программная среда Lazarus, все было в ней разработано, а вот это уже было разработано в среде GameMaker. Поскольку эта версия, которая была использована, она, естественно, бесплатная, да, потому что не можем заставлять студентов покупать какие-то программы, вот, то вот здесь, конечно, есть небольшой такой логотип, он иногда мешается, но мы ничего не можем поделать, да, потому что версия бесплатная, она такая вот реклама самого программного продукта, она имеется. Вот здесь нужно ввести фамилию, имя и, соответственно, вот выбрать какую-то из тем. И уже сразу мы видим персонажей, выбранным учителем сюжета, ну, и название само. Вот, например, Орлов Сергей, какой-то, просто кто пришел на ум. Вот он набирает и уже начинает выбирать. Например, выбирает многоугольники. Появляется среда, в которой все происходит. Мы могли выбрать город, мы могли выбрать какую-то планету, было выбрано поле. И дальше видите, вот это тот вопрос, который соответствует слову, да, который мы сами задали, и мы поставили галочку, что да, должны быть видны вопросы. Вот это количество букв. Мы могли тоже убрать это количество букв, и тогда школьник бы не знал, какое слово он подбирает. Ну а дальше что? Дальше вот он вычисляет, значит, нажимает на соответствующие такие очень веселые с ножками, ручками буквы, да, и подбирает. То есть, да, вот кто-то сейчас озвучил, вот та же виселица, она, вот, например, Learning Apps называется ромашка, так более, не так кровожадно, да? Да, ромашка. Вот. Ну и дальше вот это, опять же, слайд, я просто какой-то кусочек, часть работы по нажиманию вывела. Обратите внимание, что была сделана две ошибки. Вот этот вот товарищ, он приблизился в процессе игры к самой панде. Панда уже перешла в защитный режим. Она до этого была, сейчас покажу, да, вот более спокойно, да. Вот. Тут она уже напряглась. Вот. Ну и значит, тут вот уже показано, да, что примерно в этом же режиме, то есть было количество ошибок 2, но ребенок догадался и набрал, что это ломаное. И, соответственно, доступен новый уровень. На новом уровне та же самая ситуация, другой вопрос, другое количество букв. Ну и вот было, например, было отгадано слово «диагональ». Ну и теперь вариант, когда, вот смотрите, уже близко, количество ошибок уже 4, и ребенок так и не догадался, что за слово, четырехугольник, у которого две стороны параллельны и две не параллельны. В процессе, видите, да, количество ошибок 5, в процессе угадывания и не угадывания до конца мы получаем то, что панда куда-то девалась, да, и вот в таком виде злобный персонаж здесь имеется. Вот. Соответственно,
Потом дальше, если мы переходим на многогранники, да, здесь я просто кусочки показываю на слайдах, скриншоты. Если в какой-то момент, еще не завершив всю игру, ученик решил все-таки закончить, да, то ему выдается сообщение о том, что желаете ли вы сохранить игру. То есть вот этот элемент сохранения незаконченных результатов тоже ею был реализован по моей просьбе. Ну и, например, вот он сохраняет. Если ребенок хочет выйти из режима выбора, да, то ему предлагается, может, все-таки он продолжит игру, если нет, то он заканчивает. В какой-то момент, когда он заканчивает непосредственно игру уже, все сделал, ему выдаются баллы. Да. Естественно, опять же, сюжетный персонаж остался тот, который был выбран. Ну и вот здесь, если бы много учеников было бы, то был бы какие-то рекордсмены, список рекордсменов. То есть я просто вам показываю те окошки, которые может видеть ученик во время игры. Перед тем, как показать, какие могут быть результаты, я просто сфотографировала своего младшего сына, который вчера эту игру проходил. И, кстати, ломаный, он догадался, он второклассник. Он, да, я говорю, знаешь, что это такое, да? Вот, то есть он не видел, как я наполняла. То есть вот он сидит, играет. И поэтому учитель, когда, если помните, там в оболочке была настройка игры и результаты. Поэтому здесь он видит не только Орлова Сергея, но и вот Филиппова Олега, который тоже поиграл. Здесь, если нажать на «Далее», то, видите, здесь это раздел номер 1. Я бы, например, тоже, играя, еще раз говорю, предмет предела совершенству, я бы сюда добавила еще не просто разделу 1, еще название этого раздела, да? Помните, там было многоугольники. Может быть, добавим сейчас за эту недельку. Ну и здесь в разделе 2 проходил только Орлов Сергей. То есть учитель на компьютере получает список тех детей, которые работали, да, какие баллы получили. То есть это вот реализация вопроса о сохранении, о сборе учебной информации. Сейчас, если получится, я хочу все-таки запустить эту игру, чтобы вы ее посмотрели. Надеюсь, что она запустится. Так, я уже преподавателя вводить не буду, потому что уже все заполнено, да? Вот поэтому просто ученик, потому что здесь должен быть звук. Ой. Далее. Так, сейчас я тут надо мешать. Опять же, да, поскольку все это было среди GameMaker, и это бесплатная среда, то всякие такие вещи, которые рекламируют саму игру, они появляются здесь. Вот появляется музыка, которую можно убрать. То есть можно, да. Значит, на весь экран игра, по-моему, не... Так, она... Сейчас. Нет, она не распахивается у меня на весь экран. Так, сейчас я просто остальные уберу, чтобы просто не мешало. Так оставим. Вот. Звук тут здесь есть, да, то есть вот здесь можно какого-то другого ученика записать. Петр, например. Вот. И многоугольники. Ну и вот то, что мы с вами как раз и видели, да. Давайте я все-таки включу звук, потому что здесь во время игры звука нет. Он не мешает. И вот, например, начинаю просто гадать. А, Б. Вот он подходит поближе. Понятно, что звуки тоже подобраны такие очень примитивные, можно было что-то другое. Так, вот здесь нет. Ну хорошо, давайте там я, например. Ломаная. Появляется опять звук. Вот, мы переходим на новый уровень. Мы можем закрыть это все, вернуться в меню, да, и выбрать, например, многогранники. Вот, опять сюжет такой же. Да, здесь, например, вот, ребро. И так далее. Давайте. Кто-нибудь знает, что такое выпуклый многогранник со 7 гранями? Вот, никто не знает, например, да, решили, что не дать. Вот я сижу, гадаю, например, где-то я догадалась, а дальше вот уже не понимаю. Даже набрала и тоже все равно не понимаю. Т может быть есть, Ф может быть. Все, вот он.
дается количество попыток определенное. А ответ правильный не выводится? Ответ правильный здесь не выводится. И опять же, это, так скажем, повод поразмыслить, порассуждать и, может быть, дать еще одну настройку о том, чтобы выходило. Да? Значит, смотрите, да, то есть это как предложение принимается. Да? Почему? Потому что действительно, чем больше настроек и чем больше разных возможностей для учителя, тем больше разных вариантов использования этой игры. Да? Потому что первоначальный вариант, комиссия сразу сказала, да, молодец, для 3-го курса все новое для нее было, да, вот. Понятно, что можно просто поиграться, посмотреть, а где это в учебном процессе использовать, она предложила, все согласились. Ну, дальше посыпались, конечно, варианты того, как это может дальше использовать, как можно расширить. Все, вот она тут что по времени, по возможности расширила. Вот. Был получен, кстати, эта программа была использована в одной из школ поселка Жешерт, откуда сама студентка там проходила практику. Даже был получен отзыв. Вот. И там его применили и в качестве на уроке, да, в качестве проверки терминов. Вот. И, правда, в отзыве, к сожалению, не написали, по какой теме было использовано. Да? Вот. Да, использовали. Да. И там были какие-то предложения тоже. Для того, чтобы, например, отгадывать не побуквенно, может быть, а сразу слово называть и набирать. Но тогда это уже немножко совсем другая игра. Да? То есть это уже не, стиль немножко другой, это уже не виселица, не ромашка, а уже как типа теста. Вот. То есть понятно, что можно придумать и, например, используя интерактивную доску, один ученик выбегает из команды, пытается набрать, там, второй выбегает и так далее. Да? Вот, как поле чудес. Коллеги, вопросы? Вот, поэтому спасибо, да, что прервали. Вот, так что... Спасибо. Так, мы двигаемся дальше. Кто у нас по программе? Не смотрим, да? Так, Анна Александровна и Зинаида Васильевна. Мы уже где-то опаздываем. А что, нету, что ли? Так, интерактивное демонстрационное пособие для педагогов и родителей о Республике Коми. Нет, да? Ладно. Так, Русанова Мария, может, подойдут? А? Позже подойдет. Так, Мария Анатольевна тоже нету, да? Подойдет, да? Хорошо. Тогда 35-я школа-то есть хоть у нас? Все, тогда 35-я школа в полном боевом составе, в составе 4 человек, 5 человек. По очереди. Мы как бы так чуть-чуть. Хорошо, ладно. Так, что вам помочь вот включить? Чуть-чуть подвинуть бы, можно? Можно? Да. Так, ваша презентация. А, у вас здесь, да? Ну, там загруженная тоже есть. Так, 5. Ага. Подождите, а как ее? Как она? Уважаемые коллеги, мы из простой школы, даже не лицей, поэтому мы только из опыта. Много лет ходим на самосбор, но выступать вы решили первый раз, поэтому вы нас строго не судите. Мы расскажем из опыта работы организации проектной деятельности в нашей школе. Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Именно в процессе самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников, а повсеместная компьютеризация позволяет каждому учителю более творчески подходить к разработке своих уроков, а также сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным, современным. Но в то же время через проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в стандарте. В условиях традиционного обучения развитие творческого мышления учащихся, умение организовать свою учебную работу складывается стихийно. И вот тут-то возникает проблема необходимости развития творческого мышления как обязательное условие реализации этого на практике, устранение доминирующей роли педагога в процессе присвоения знаний и опыта. Введение в педагогические технологии элементов исследовательской деятельности учащихся позволяет педагогу не столько учить, сколько помогать школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность.
И одним из наиболее распространенных видов исследовательского труда здесь становится метод проектов. Так как наша школа является пилотной площадкой по реализации ВГОСов, то проектная деятельность является важным направлением в организации учебного процесса в нашей школе на протяжении уже нескольких последних лет. У нас уже десятиклассники идут по ФГОСам, да, вот, которые сейчас закончили 10 класс. Проект в буквальном переводе, вы знаете, с латинского это «брошенный вперед». Учебный проект – это организационная форма работы, которая ориентирована на усвоение учебной темы или учебного раздела и является частью стандартного учебного предмета. Проектная деятельность в нашей школе уже охватывает все ступени образования. Первые и 4 классы практикуют совместные проекты учащихся одного класса по какой-либо проблеме. Проекты выполнены совместно с родителями. Конечно, в начальной ступени образования реже выполняются индивидуальные проекты. В 5-8 классах проекты носят чаще творческий характер, потому что такой возраст детей. Это проекты, выполненные в основном малыми и средними группами. Часто учащиеся этого возраста выбирают монопроекты, потому что для них это легче, но встречаются также и межпредметные. Особенностью проектов на старшей ступени образования, 9-10 класс, является уже их исследовательский и прикладной характер. И это проекты в основном индивидуальные. Для себя мы в нашей школе определили, что проект это 7П. Вот, подготовка, проблема, планирование, поиск информации, продукт, презентация и портфолио. На некоторых вот этих П я сейчас и остановлюсь. Итак, первое П это подготовка к работе над проектом. Работа над проектами ведется у нас в течение всего учебного года. Многие темы проектов заложены уже в календарно-тематическое планирование. На их реализацию дается не более одного урока или даже часть урока. Так, например, в планировании по русскому языку и литературе уже заложено 9, в 5 классе уже заложено 9 уроков, посвященных проектной деятельности. Это, конечно, коллективные проекты. Прямо на уроке проводится мозговой штурм, разрабатывается план осуществления проекта, и он тут же реализуется. Темы для проектов самые разнообразные. Например, грамотным быть модно, письмо российскому солдату, это у нас приурочено к понятно какому празднику, да? Алфавит от прошлого к настоящему, мифологический словарь, мой ровесник в художественной литературе и так далее. Как это работает на практике? Например, на уроках литературы изучалась тема мифы Древней Греции. Учащиеся читали, анализировали, изучали и так далее, да? А на заключительном уроке, так как несколько часов выделено в планировании, ребята поделены на 4, не на 4, а на группы по 4 человека, то есть вот парта соседней, чтобы им было удобнее поворачиваться. Каждой группе предложено свое задание, выполняя которое они создали страницу мифологического словаря. Потом все страницы были собраны, сшиты, получился словарь, в котором представлены были не только иллюстрации, но и какие-то теоретические сведения по мифологии Древней Греции. Так как в кабинете литературы у меня, например, нет возможности каждому ребенку предоставить персональный компьютер, то детям было позволено пользоваться телефонами. Конечно, дети пришли в восторг от того, что вот они могли официально достать и пусть по теме урока, но работать в телефоне. А вот от выполнения таких краткосрочных мини-проектов потом уже нам в среднем и старшем звене легче перейти к реализации итоговых проектов. Вторая П – это, конечно же, проблема. Все вы знаете, что необходимо наличие проблемы, какой-то информационной, практической, но чтобы она была социально значимая. Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной проблемы. В идеальном случае проблема обозначена проектной группе внешним каким-то заказчиком, но на уровне школы в роли заказчика может выступать сам учитель. Так, например, в этом году со своими пятиклассниками мы готовили, с группой, причем из 3 человек, мы готовили разработку методического пособия по темам, изученным на уроках, под названием «Шпаргалки по русскому языку для учащихся 6 класса». То есть, когда дети сдадут учебник 5 класса, у них не будет вот тех правил под рукой, но зато будет вот этот сборник условно называемых шпаргалок, да, которым они могут пользоваться на простых уроках, то есть не на контрольных уроках, уже в 6 классе. Такой же сборник был изготовлен группой других ребят и назывался «Шпаргалки для подготовки к ОГЭ по математике». Иногда проблему по предложенной теме предлагают сами ученики. Так у нас было с проектом социальным.
проект спектакль «Памяти павших, будьте достойны». Сначала ребята просто захотели заниматься в драматической какой-то студии, которой у нас как бы нет, у нас нет такого человека, это вообще возглавил учитель ИЗО. А потом вышли на то, что нужно поставить спектакль, и именно на патриотическую тему, потому что дело двигалось к 9 мая. Третье П – это проектирование или планирование. Выполнение проекта начинается с проектирования самого проекта, с определения вида продукта и формы презентации. На этом этапе происходит анализ проблемы, постановка методических задач, выбор формы организации деятельности, критериев оценивания, распределение ролей в команде, источники информации, с которой будут работать ученики и так далее. Для этого у нас проводятся для самих учителей семинары, сборы руководителей проекта, причем тоже по разным как бы возрастным группам. Например, опять же, вот при работе над вот проектом спектаклем были задействованы учителя и литературы, учитель литературы, информатики, музыки, изобразительного искусства и организатор. Ну, в школе есть такая должность. Ученики на этапе планирования сами ставили задачи, уточняли информацию. Значит, работая над этим проектом, постановка спектакля «Ко Дню Победы и жить нам суждено», старшеклассники сами написали сценарий, распределили роли, выбрали оформителей, оформили декорации, отрепетировали и сыграли спектакль. Причем спектакль игрался не единожды, его показывали нашим же школьникам там по параллелям, а именно вот накануне 9 мая были приглашены ветераны, им тоже был показан этот спектакль, и он еще потом получил отзывы. Выполнялся этот проект учащимися разновозрастными, получается, 8-10 классы. Вот. В ходе работ над проектом ребята активно использовали ИКТ-технологии для создания и аудио, и видеоряда, и создана была афиша спектакля и так далее. Ну, 2/4 П я пропущу, поиск информации и продукт, и непосредственно вот к 6 П перейду, презентация. Так как в нашей школе все итоговые проекты оцениваются по двум составляющим, это оценка руководителя и оценка жюри, то все учащиеся проходят обязательно через публичную защиту своих проектов. К защите необходимо подготовить презентацию, в которой ребенок должен показать актуальность своего проекта, цели, задачи работы, познакомить жюри и всех участников конференции с основными этапами своей работы. Поэтому для защиты ребята с помощью руководителя пишут пояснительную записку, которая передается членам жюри, чтобы те могли объективно оценить работу. А защищающий свой проект ученик на основе этой записки готовит защитную речь. Таким образом, на защите проекта представляется и презентация как видеоряд, и сам продукт. Цель вот такой презентации публичной состоит в том, чтобы показать конечный результат, может быть, сравнить с чем-то. И так лучше выявляются иногда какие-то недостатки, какие-то пробелы или, наоборот, какие-то плюсы. Например, в этом году защита проектных работ в нашей школе как бы была назначена на разные сроки. Допустим, там 9 классы отдельно в марте, 5-6 классы, 7-8 были организованы для защиты в мае. Вот, и ведется это по разным секциям. История обществознания, русский, литература, коми-литература, коми-язык, да, математика, биология, география, технология, физическая культура, ОБЖ, а для 10 уже, ну и дальше потом, извините, не только для 10, а с 7 класса, там уже добавляется химия, физика, информатика и ИКТ. Нужно сказать, что на защите мы приветствуем, когда приходят не только ученики, но еще у нас были и родители, и в этом году были приглашены, у нас совместная была работа со специалистами Национальной библиотеки, и наши старшеклассники потом выступали уже как бы на республиканском уровне, получили, кстати, они получили? Лицензию, да, какую-то там даже? Регион умников. А? Регионе умников. Нет, где-то они показали. Какой-то другой, да, то есть они получили как... Школьный патент. Вот, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. 7 П – это портфолио. В критерии оценивания входит портфолио. Что оно у нас в себя включает? Это может быть и паспорт проекта, и планы выполнения проекта, и отдельных его этапов, промежуточные какие-то отчеты, результаты исследования и анализа, краткое описание, может быть, проблем, способы решения, эскизы, чертежи, наброски. То есть тут, конечно, все зависит от того, какой проект выполняется. Фотографии в виде материала, сделанные в ходе работы над проектом. Значит, это заполняется папка
ребенок каждый должен заполнить эту папку. Если это небольшие группки, то это одна папка на 3, например, детей, там, да. Записи оформляются, конечно, кратко, но содержательно, и эта папка, опять же, кладется на стол жюри. Вот. Мы считаем, что составление вот такого портфолио проекта является хорошим опытом для оформления потом у ребят в дальнейшем курсовых, может быть, работ, дипломных работ и так далее. Потому что, в принципе, вот, студентов никто ведь этому особо не учит, чего уж там греха таить. В этом учебном году около 85% учащихся нашей школы 5-10 классов защитили свои проектные работы. Но мы стремимся к показателю 100%. Почему 85? Есть дети-инвалиды, которые обучаются на дому. С ними, конечно, вот это сложнее, хотя их тоже нужно, наверное, в эту работу вовлекать. Вот. И, есть, конечно, такие, которые вот не пойду я защищать свою работу. Вот я столкнулась как председатель секции, руководитель секции с 2 девочками. Вот не пойду и все, вот не пойду, вот вы видите всех из кабинета, а я не буду перед ними. А куда им деваться? Им все равно придется в 9 классе защищать в каждом индивидуальном проекте. Они у нас 8-классницы были, вот такие вот. Должны будут. Так, очень важно, что при работе над проектами наши ученики знакомятся с компьютером не только как с игрушкой, а как с инструментом, потому что, вот не секрет, 5-классников берешь, они даже презентацию, многие не умеют. Вот они играют в компьютере, никак не умеют. Садишься рядом, показываешь. Мы учим их составлять документ, соблюдать шрифт, вставлять картинки, делать презентации, правильно оформлять список источников, делать ссылки, в общем, все по оформлению. Хочется отметить, что эхо самосборов докатилась до нас извне. Так, например, наша бывшая ученица, а нынче студентка СГУ математического факультета, да, провела классный час с использованием сайта Kahoot. Тут же появилась идея создать проект по математике, который назывался «Создание интерактивных тренажеров по математике». Руководителем проекта была Ольга Андреевна, студентка была ее бывшая ученица, а выполняла 7-классница нынешняя Ольги Андреевны, да. Приведем просто перечень созданных проектов, осуществленных учащимися нашей школы в этом учебном году. Это были и спектакли, и путеводители, словарь, и сказка, настольная игра, макет школы будущего, учебное пособие, серия иллюстраций, игра по станциям, которая потом была проведена, то есть вот среди 6-классников была проведена эта игра по литературе, заочная экскурсия, газета, буклеты, видеофильмы, сайты, модели приборов. Каждая работа в результате имела свой конкретный проектный продукт, и даже был у нас конструктор многофункциональных роботов, рука там какая-то. Это в секции у Базарова, может быть, его, да, слышали фамилию, он у нас занимается робототехникой, Виктор Валентинович. Вот. И даже было у нас приспособление для принятия нормативов ГТО. В нашей школе разработана единая форма пояснительной записки, которая содержит тему, актуальность, цель, ожидаемый результат, ход работы. Разработан лист оценки жюри. Не торопись. Лист оценки руководителя проекта. Свидетельство выдается каждому ребенку. Вот свидетельство, оно в едином стиле для всех. И у нас 3 уровня предполагается: повышенный, базовый и низкий. Низкий у нас кто? Нет, есть у нас. Почему? У нас секция истории, у нас, говорят, было много низких. Может быть, низкие, а за счет? Все равно вот так вот. И для учеников 5-6 классов, так как они помладше, им трудно самим. Разработан еще такой шаблон выступления непосредственно, когда они защищают этот проект. Почему мы еще решили с таким сейчас Елена Александровна продолжит, с такой темой выступить. Я работаю уже который год в РПК, и просто с коллегами, кстати, столкнулись, и даже в математическом лицее, оказывается, у них нет ни листа оценки, ни чего-то там еще, то есть кто как, оказывается, идет по этому пути. То есть мы можем даже поделиться, наверное, какими-то своими уже наработками. Это хорошо, когда кто-то разные идеи. Спасибо. Молодцы. Елена Я Александровна, продолжу, вы не закончили, да, я продолжу. Тут представлены некоторые проекты, которые дети создали. Например, это проект ученика 5 класса Решетой Ротосфена. Работа, выполненная ребенком самостоятельно. То есть, если мы вручную, посмотрите, это ведь доска, на которой есть отверстие, в которое он
так скажем, создавалась с помощью специальных устройств, дрель и так далее. То есть тут мало того, что ребенок какие-то математические основы изучил, да, понял смысл создания вот этих чисел, тут не очень видно, числа обозначены разным цветом, да, он еще и, так скажем, вручную все это оформил, что очень ценно. Следующий проект, который в конце сдачи проектов в нашей школе принято, вся секция встает со своими свидетельствами, со своими, так скажем, продуктами, которые были созданы, общие фотографии делаются, фотоотчет на сайт школы кидается, в общем, все это очень широко освещается. В принципе, ребятам очень приятно. Эта фотография иллюстрирует один из моментов сдачи и, так скажем, защиты своего проекта. Ученик защищает проект по теме, по направлению криптографии. Он изучил этот вопрос очень серьезно и понял, что это его интересует. Все это было оформлено в электронном виде, в виде вот такой вот газеты. И эта газета потом она использовалась в декаде математики. Ну и будет, наверное, я думаю, использоваться нами. Ну, тут модели, которые были тоже созданы, многогранники из бумаги. Шары Кусудамы – это технология оригами, без клея, без ножниц, с помощью сгибания бумаги получились вот такие вот объекты. Ну и маятник Ньютона – это отдельно. Почему мы выделили вот этот объект? Потому что тут тоже, если в 5 классе зырочки дырявил ученик на доске, то тут очень серьезно с точки зрения технологии работа. Маятник Ньютона сейчас, на сегодняшний день, используется на уроках физики как модель, что там? Закон сохранения импульса показывает. Ну, модель известная, даже такие сувенирчики продают. В чем здесь тонкость? Ученик сам все выверил, все эти массы, ниточки, длины, то есть такая скрупулезная работа на самом деле. Приклеил, приварил там даже чем-то. Да, то есть это кусочки лески, то есть такая работа на самом деле тонко и качественно сделанная, что она вот на сегодняшний день реально показывает весь процесс очень четко. Физики очень довольны. Ну, это общие такие фотографии. Вот дети реально на защите, они показывают, рассказывают, описывают. Особенно, конечно, интересно, когда они по физике и модели реактивных двигателей. И вот эти ветрогенераторы, вентиляторы. Вот шариком он там выдувает, у него крутится, там лампочки зажигаются. Ну, то есть вот Мальчишкин именно руками все это проделывают. Ну, не только физические модели у нас есть модели информационные. Да, кстати говоря, это проект по робототехнике, манипулятор, робот-манипулятор, и он, по-моему, тоже выставлялся на одном из последних соревнований. Вы там были? Занял, кстати говоря, призовое место. Да, по-моему, первое место. Ну, да, манипулирует, захватывает объекты. Проект по английскому языку «Школа моей мечты». Девочки 5 класса создали вот такую вот модель. Там внутри встроенные кабинеты, показан функционал этих кабинетов. То есть тоже интересно. Работа с бумагой и практическая, и теоретическая тут наглядно на лицо представлена. Вот это проект «Спектакль». Замечательный спектакль, удивительный просто. Вот мы ссылочку поставили, но на ссылку можно зайти, если вы зайдете в свой аккаунт ВКонтакте, попробовать. Там весь спектакль, конечно, это совсем другое, нежели ты сидишь в зале и смотришь. И атмосфера немножко другая, но вы можете, если у вас откроется данный сайт, данный файл, хотя бы посмотреть то, о чем мы говорим. То есть тут работа представленная и как артистов, и как звукорежиссеров, и так далее. У нас руководители, их было несколько человек. Учитель литературы, организатор, там несколько учителей. И старшеклассники, они тоже занимались. Группа руководителей, не один. Из них нет ни одного профессионала, вот театрала. То есть это абсолютно такая школьная работа, школьный продукт, удивительный и чудесный по своей эмоциональной нагрузке. Но работа, конечно, вообще... Посвящена выпускникам школы №1 города Сыктывкара, которые ушли на фронт в 1941 году. Добровольцы практически это реальных фактах основано. Вот. И такой спектакль. Замечательно все сделано. Ну и вот немножечко об информационных технологиях. Проект учащихся 9 классов. Вот нажми на первый.
Значит, если в прошлом году, ребят, на первую ссылочку получится нажать? Я не знаю, нажала. Вот, должно открыться. Если У меня там открывается, а открылось, здесь нет. открылось. Почему? Откроется? Ученики 9 класса создавали свои сайты, наполняли их материалом, который выискивали в сети, в литературе, может быть, какие-то другие источники информации. Наполнили сайт вот этим материалом, это довольно сложно. И создавали они этот сайт с помощью Wix-конструктора. Это было в 9 классе, то есть самостоятельно изучили этот конструктор, самостоятельно поняли, как работают те или иные инструменты. А вот в 10 классе уже, вот если это было в прошлом году, этот сайт был создан, то в этом году уже они создают сайт, пишут его ручками. Понимаете, да, с помощью HTML языка разметки, то есть самостоятельно изучают этот инструмент, даже себе небольшое сопровождение выкупили на каком-то специализированном таком сервисе. Ну, в общем-то, этот сайт мне бы хотелось, конечно, чтобы он открылся, но вот какие-то проблемы. Сразу скажу, сайт посвящен выбору профессии. Это 9 класс, и учитель, педагог-психолог нашей школы попросил ребенка: собери мне информацию о профессиях, которые сегодня актуальны, но на следующий, ну, так скажем, в будущем, наверное, как-то поменьше будет рабочих мест данной профессии. И он собрал. И этот сайт очень активно использовался в профориентационной работе нашей школы. То есть, вот, пожалуйста, заказчиком явился наш педагог-психолог, ребенок сделал и активно использовался в течение, ну, где-то полгода в 9 классах вот этот материал этого сайта. Не открывается? Нет? Ну, у нас будет это все, да, в приложении, в общем доступе. И последний веб-квест «Планета чисел» тоже хотела бы несколько слов об этом сказать. Будучи на курсах в КРИРО, нас обучили технологию использования веб-квеста в проведении игр, таких вот обучающих каких-то игр. И, в общем-то, мной был создан сайт, и с помощью этого сайта мои пятиклассники, так скажем, тоже защитили свой коллективный проект по истории создания чисел, по использованию, так скажем, тех или иных арифметических законов в решении задач и так далее. Ну, в общем, тоже интересный такой момент. Игра положительные и отрицательные числа, еще один, это сервис, да, вот я на это не Кахуте. помню. А, вот это то, о чем вы говорили. Но этот сервис у нас здесь почему-то вот не В открывается. нашей школе Видимо, почему-то нет. нужно, А здесь что-то что-то. нужно зайти в свой аккаунт и откроется. Так, ну давай еще там что-нибудь еще. Ну и последнее, в заключении. Хочется сказать, что работа над проектами развивает в детях навыки, необходимые в современном мире, и не только в обучении, но и в практической их деятельности. В школе у нас сложилась, я сегодня, на сегодняшний день прямо могу сказать, целая система вот этой проектной деятельности. Она активно и качественно работает. Готовы мы дальше совершенствоваться и готовы поделиться с вами своим опытом, если это не Потом такие дети создают инфу. Да. Да, мы надеемся, да, Спасибо, что наши молодцы. дети потом в вузах, ну, будут использовать это. А вот это нам Так, надо... коллеги, сертификаты. Елена Александровна, да? Спасибо, да. Ну, как раз, да, смотрят, вот, да, пока еще следующий выступающий, выбирающие профессии, то есть тут можно по ссылочке им пойти, посмотреть список, какие профессии пропадут, то есть тут довольно очень много информации. Не буду сейчас этим заниматься. Нина Ивановна. Спасибо. Так, двигаемся дальше. Нина Ивановна. Использование сервиса Учи.ру в образовательном процессе. Добрый день. Я тоже с 35-й школы, учитель математики. Вот я хочу сегодня рассказать об использовании сервиса Учи.ру в образовательном процессе. Вот что-то я уже вообще не понимаю. Параметры отображения. Потому что нет. Как в школе на уроках.
все красиво. Угу. Следующий сайт. Итак, Учеру – это российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. На портале Учеру регистрация обязательна. Учителя сами регистрируют свои классы и раздают им логины и пароли от этого сервиса. Вот это мои 4 класса, которые в этом году работали почти 100%. 5 А, 6 А, 6 Г и 10 Б класс. Вот. Научру предоставляет сам сайт абсолютно бесплатный доступ ко всем заданиям и статистике для учителей. Вот здесь я показываю у ученицы 6 А класса ее участие, где она начала в прошлом году, и вот одна из немногих все лето занималась по 10-15 минут, вот все 3 месяца, чему я была очень приятно удивлена. И почему-то она постеснялась. Я говорю: Алина, почему ты не работала вот до мая? Говорит: Нина Ивановна, я потеряла пароль. Вот после того, как она получила снова пароль, уже в мае возобновила вот такое участие во время школьного марафона. И видно, что она бралась за математику, за английский, и даже по цвету выделена это олимпиадная задача. То есть все видно, сколько минут ученик занимается, как решает задачи, и по темам, какие карточки. Вот тему десятичной дроби она полностью 100% выполнила. Вот проценты и пропорции не очень, конечно. И работа с информацией, всего одну карточку выполнила, рациональные числа одну, но учимся решать олимпиадные задачи не бралась. Это ученица из литературного класса. Ну, платность и бесплатность. Ученикам предоставляется бесплатный доступ в школе и дома до 16:00. Вечером ученики могут решать только 20 задач бесплатно. И в случае, если же они хотят заниматься неограниченно, родители смогут приобрести для них доступ к расширенному аккаунту. Стоимость премиум аккаунта 290 рублей в месяц при помесячной оплате, 175 рублей в месяц при оплате за полгода и 95 рублей за месяц при оплате за 1 год. Это один предмет. Но большинство, конечно, они все занимались бесплатно. С утра до 16. И сейчас скажу, вот как ребята в этом году выходили из этой ситуации. Вот если у меня 6 Г класс, он работает, учится во 2-ю смену, они утром вставали и садились, чтобы успеть до 2, когда они начинают учиться, решить побольше карточек. А те, которые 1-я смена, уходили домой и успевали до 16. Еще решать бесплатно вот эти карточки. Но вот 10 класс, который в этом году решали, мне просто говорили, что они вставали рано утром, и они же любят ночью сидеть. И вот тоже решали вот эти карточки, чтобы быть какими-то победителями. В данном показывается программа, кроме статистики, что программа есть даже подготовки к школе. И от 1 до 11 класса. В данном случае это программа 6 класса. То есть обычная базовая программа. Вот это один из разделов функций. Вот это 4 карточки по теме функция для 10 класса. И что тут есть еще ЕГЭ базовый уровень. Угу. Вот статистика учащихся 10 Б класса, где я вижу последнюю, на вчерашний день буквально последняя активность. Вот 6 дней назад была Глотова Арина, например, что она решала. 100% 2 ученика, Калистратов Николай, Павлов Степан, которые выполнили, решили все карточки. Там еще продолжается много тем. И вот все карточки 100% они выполнили, решили и получили грамоту от сайта. Им были вручены. Вот это одна из карточек. Игровая форма занятия вовлекает учеников в учебный процесс. Вот эти бусинки, которые перекатываются только когда задание выполнено верно. Если ученик совершает ошибку, а эти бусинки обратно откатываются, и несколько задач еще предлагается ему, чтобы он просто то, что не знал, выполнил верно и закрепил себе. То есть несколько еще карточек ему дается дополнительно. Когда все бусинки перекатываются, считается решенной только одна карточка. Иногда из карточки 9-10, иногда карточка только из одной бусинки. И вот на этом сайте ребята решали олимпиады, могут решать марафоны,
Вот видно, сколько процентов учеников решают по разным предметам. Я вижу, так как регистрировала я как классный руководитель, вижу вот все предметы, как ученики решают. То есть и русский, и английский, и биология. Правда, вот по обществознанию пока видно, что курс на разработке. И сразу пишут, какая олимпиада идет, какая будет еще в следующий раз, вот осенью. И все олимпиады проходят по 2 тура. Есть пробный тур за 2 недели. То есть они могут подготовиться, какие-то задания, да. Все это бесплатно. И потом решают уже где-то тоже 2 недели идет основной тур. Дальше идет награждение. Вот последнее, что в этом году 6 марафонов было, но первые 5 марафонов, вот мои учащиеся, не так были активны. А вот последний марафон был как раз накануне вот первомайских праздников, много дней у них были, и был объявлен этот марафон. И все 4 класса, в общем-то, я считаю, что выполнили вот неплохо этот марафон. 10-й Б занял 1-е место. И этот марафон, это нужно решить классу всего 500 карточек. Всего 500 карточек надо решить, и тогда каждый, кто решал, получает грамоту, даже если он буквально 1 карточек решит. Так вот, 10-й Б, они хотели быть такими победителями, и вот 3094 карточки решили. А вот спрашивают, конечно, они, какое место они по России заняли, не могу сказать. Это только в нашей школе они вот так решали, и получается, такие результаты получили. Что здесь на этом сайте? Это портфолио, это мои награды, наши учителя, мы видим, но это только один из. Какие благодарственные письма, грамоты, все это можно скачать и распечатывать в цветном. А вы с какого года? Диплом, я с прошлого года, сейчас вот видно, вот видите мой год, мои. В прошлом году я буквально начала уже весной подключила 3 класса, 2 даже класса, в этом году еще 2 подключила. И вот они как выполняли последний вот этот марафон. Дипломы за прохождение базового курса 2 ученика, похвальные грамоты весенней олимпиаде, еще следующие тоже дипломы учеников. Вот последний за марафон они по 25, вот 18 грамот, 24. То есть каждому ученику я распечатала грамоты и им вручила. Вот такая рассылка от УЧРУ приходит о том, как они решают, сколько задач решено, место в рейтинге школы, сколько времени всего они занимались. В общем-то, 92% заданий с 1-го раза карточки они решили. Это лучше, чем в среднем по 10 классу. И видно без ошибок каждый ученик, вот сколько он решал процентов своих карточек. Ну и пишут, поддерживают нас, поддержать, чтобы дальше они занимались. Сколько процентов учеников в каждом классе на этом сайте Чи.ру? Есть такие ученики, которые вообще не заходят? Вот из 4 классов у меня в этот раз только 7 человек из 5 А не решали. И то, наверное, я их 9 мая только зарегистрировала. Подумала, что класс слабый и не будут участвовать, но я была крайне удивлена, что они тоже эти 500 карточек решили, и ту же грамоту тоже все получили. Только, а так все 3 класса 100% решали. Вот это одна из таблиц. Это у моей подруги, учитель начальных классов с 36-й школы, хотя она не смогла, у них площадка идет, тоже зарегистрировалась, но не смогла подойти, Ольга Николаевна Колпакова. Она ведет вот такую таблицу для учителей, видит вот сколько у нее в 1 классе участвовали, сколько во 2. Вот. И для родителей, конечно, видно вот эта активность, как идет. Вот она пригласила меня, а я уже после этого узнала об этом сайте УЧРУ и начала участвовать. И вот это 6-й Г класс. Мой класс получили все грамоты весной. 6-й А, они все 100%. В 5 А 18 человек плюс 5 лидеров, там 7 человек не участвовали. И вот это победители 10 Б класса, которые решали, больше-то выбирали базовую ЕГЭ математику. Ну и еще раз хочется сказать, что УЧРУ российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме, в игровой форме, и ребятам это очень нравится. Ну а последний слайд, наверное, прокомментирует администратор
Ну вот статистика нашей школы показывает, что у нас достаточно много учителей уже подключены к этой системе, они своих учащихся подключают. Надеемся, что на следующий учебный год нам удастся гораздо больше к этому привлечь участников. В принципе, математики пока у нас, так скажем, впереди этой колонны идут. И идут начальных успешно. классов тоже. И начальные В классы, прошлом да. году в сентябре проводились у нас семинары. Я была на этом семинаре, да, я Вот как раз плоды. я была на этом семинаре, и как бы там я как раз и увидела, что моя ученица все лето решала карточки, что в сентябре ей поставила несколько пятерок за ее труд. И как бы вот такой стимул у нее был. Ну, на самом деле мы сотрудничаем очень плотно с ними, с УЧИРУ. Спасибо. Они у нас участвуют практически во всех наших мероприятиях. Вот недавно был наши юбилейные мероприятия, когда проходили, они тоже были в октябре на форуме были. Ну и вот провели серию семинаров в сентябре месяце. Санкт-Петербург? А? Москва. 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 Иван Владимирович Коломин. Так, ну давайте поблагодарим. Спасибо. Так, двигаемся дальше. Что у нас? Так, прогульщики там не подошли пока, да? Так, а Вита Федоровна есть? Есть. Ну давайте тогда, наверное, мы вас послушаем. Так, мастер-класс «Культурологический подход формирования языковой компетентности обучающихся средствами EasyTravel». Добрый день, коллеги. Хочу сразу Так, сказать... у вас презентация есть? Нет, я ну специально да. без, но мне нужен был ноутбук Ага. в связи с тем, что буду онлайн сразу показывать. Дело в том, что хочу, чтобы это было интерактивным. И я, если видели ВКонтакте, в группе по самосбору, я сделала такой анонс, что попросила вас зарегистрироваться и с собой принести фотографию. Извините, пожалуйста, кто из вас зарегистрировался? Один, спасибо большое. Вот, поэтому я сейчас тогда, вы захотите под своим логином и паролем? Ага, благодарю вас. Вот теперь каким-то образом. Давайте, что надо? Можно сюда поднять его? Туда, наверное, нет. Нет, да? Да. Было возможно. Да, я бы подвинула немножко. Давайте так. Ага, английский. Вот, ага. Рамка сдвинулся. Я, наверное, дернула за шнурок этот. Сейчас у нас есть высокий молодой человек. В электронном варианте. Но я вам просто... Сейчас. Вот, благодарю вас. Это я, оказывается, снесла. В прошлом году, в этот же период, я рассказывала, что я плотно сотрудничаю с этой программой EasyTravel, она мне очень нравится. И если кто был в прошлом году, вот вышли к идее, то есть показать, как это правильно сделать. На зимнем самосборе у меня не получилось присутствовать. И вот сейчас, в данный момент, я хочу вам продемонстрировать. Немножко об этом портале, для тех, кто не знаком и для чего он служит. И почему я взяла вот такой большой блок формирования языковой и культурологической компетентности у обучающихся. То есть большая группа, потому что здесь могут войти как и дети, учащиеся начальных классов, как и общеобразовательных школ, так и высшего образования, где, в принципе, я работаю и обучаю студентов в Институте педагогики и психологии на кафедре начального образования. Портал этот бесплатный. Портал – это возможность создать аудиогид любому, кто вообще пользуется этим сервисом. Он может быть как в онлайн, так и офлайн режиме. Связан он по геолокации определенного места. Легко с ним работать, и я сейчас продемонстрирую элемент, который, ну, скажем так, вы точно так же сможете работать. Лучше всего работать с Google Chrome. Почему? В связи с тем, что
это все-таки иностранная программа, и она кое-какие навигационные элементы будет переводить. Кто знаком с языком английским, то, пожалуйста, можно в любом другом браузере. Но она легко у нас с вами открывается и загружается. Итак, Easy Travel – это виртуальные экскурсии или аудиогиды. По какому городу хотим сейчас прогуляться с вами? Отлично. Заречье. Вот Заречье можно поискать, но я хочу сказать, что пока этого нет. По Сыктывкару, посмотрите, в поисковой строке, я причем на китайском языке, мне так нравится Google в том, что он сразу меня понимает, переводит, я не смотрю, какая клавиатура. И сразу он предлагает несколько вариантов Easy Travel, что там разработано. Ну, вообще вот можно по таким образом и пойти. Я вам сразу хочу сказать, что больше половины этих экскурсий создана студентами под моим руководством. И еще хочу маленький такой нюанс сказать, что эти экскурсии, чем для нас хороши и лично для меня. В связи с тем, что так как я со студентами, логотип университета пропагандирую, создается под моим руководством, то компания Easy Travel открыла мне права редактирования по северо-западу. То есть все экскурсии, которые будут представлены здесь, я имею право редактировать. Почему? Потому что понимаем, что любой пользователь, который у нас выставляет ту или иную свою прогулку, он может совершить элементарные ошибки в написании где-то, может быть некорректное отображение, то есть я ему могу помогать. То есть если вдруг у вас какие-то возникли, ну, скажем так, проблемы, то я могу их решить. Чем первично заинтересовало меня Easy Travel? Вообще возникновение экскурсии у нас большая потребность. Почему? Потому что мы с вами находимся территориально очень глубоко от центра. Это называется актуальность и проблема, почему этой работой начала заниматься. Во-вторых, когда к нам приезжают люди за пределы республики, они зачастую не знают, то есть в нашем городе мы настолько информационно отставшие, не знают, куда сходить. Ну, кроме того, как у нас есть большие там Пятерочка, Лента и все остальные большие какие-то заведения или же театры, больше у нас, по сути дела, информации о городе как таковой нет. И мы со студентами решили, нужно продвигать город Сыктывкар, позиционировать как город открытый для туризма, для туристов. И что с этим нужно делать? Это первое, почему мы выбрали именно экскурсии. Второе, почему именно Easy Travel? Проанализировав много порталов, много программ, опять же, на предыдущих самосборах я показывала, как мы создавали виртуальные экскурсии в разных оболочках, и как это требовало многого программирования. Я работаю на кафедре начального образования, но нет у нас программирования, нет у меня таких вот людей, которые могли бы это помочь сделать. Но выход всегда хочется найти, как и вам. И вот на одной из таких площадок по самосбору я услышала от одного из учителей, к сожалению, не помню, кто это говорит, как раз по Easy Travel, что начинает в этом работать. Заинтересовавшись, я обнаружила и понимаю, что это тот конек, который нужен. Первое, не нужно знать языки программирования, раз. Второе, обладая элементарными технологическими умениями по фотографированию, по набору текста, то есть работать с клавиатурой, по обработке информации, то есть сначала найти отбор ее, потом определенным образом сжать. И третье – это элементарная речевая активность, которая должна быть все-таки у учителя начальных классов в том числе. Вот здесь мы все в компоненте, получается, в Easy Travel сошлось. И еще немаловажный фактор. Easy Travel виртуальные экскурсии не просто экскурсия, которую мы сейчас с вами можем увидеть, но это аудиогид. И портал именно Easy Travel на этом настаивает. У нас аудиогид. Почему это для нас с вами интересно и важно? Ну, во-первых, мы находимся на территории, где у нас многоязычие. Ведущий, конечно, язык государственный – это русский и коми-языки на территории Республики Коми. Но, тем не менее, есть приезжие из других не просто регионов, но и из других стран. И, к сожалению, у меня еще пока не получилась эта работа на иностранном языке, в основном представлено все на русском языке.
И момент, тот, который всегда нас, я думаю, что кто-то когда-либо с этим сталкивался, когда приезжают за пределы республики или за пределы российского государства, они сталкиваются именно с языковой проблемой, то есть не всегда понимают носители языка, который нам пытается что-то объяснить. Поэтому мы как бы подготавливаем того туриста, который к нам приедет, к тому, что у нас здесь могут говорить на русском языке, но с акцентом. Что еще, почему аудиогид? Дело в том, что вы можете работать в онлайн, то есть сейчас, если у вас роуминг позволяет, вы можете на телефоне найти, загрузить, и он вашу геолокацию найдет, и может по тому графику, который мы с вами определим, построить ваш путь, и вы можете пройтись по одной из экскурсий, которая представлена здесь, и с информацией, которая там была. Но есть еще возможность офлайн. Например, если бы мы с вами захотели поехать в Турин, либо в Рим, естественно, мы находим такие экскурсии, заранее, опять-таки, можем знакомиться, но когда дома можем загрузить эту экскурсию, и там на месте уже в офлайн режим, без подключения роуминга, можем пройтись по тем улицам с аудиогидом, то есть с наушником в ушах, и он вам будет рассказывать о том или иной достопримечательности. Есть аудиогиды, я вот смотрела вот по тому же Риму и Турину на итальянском языке и на русском. Почему, у меня кто-то задает вопрос, а почему у нас нет аудиогидов, например, таких-то? Потому что никто их не создает. Поэтому наша с вами может быть одна из задач для реализации этнокультурного, вернее, концепции этнокультурного образования в Республике Коми, это как раз вот создать аудиогиды по тем местам в республике, которые он увидит. Есть нюанс. Сейчас одна из магистерских диссертаций, которым я руковожу, мы захотели создать такой аудиогид, например, по нашему культурному месту, это село Иб. Ну, Ибица, известное слово, захотелось создать. Оказывается, проблема. У нас в селе Иб нет культурных объектов, нет улиц. И если вы там наберете, например, Иб, то вы увидите, что деревня, церковь, источник, и вот этнокультурный центр. Все, больше ничего нет. По 3 точкам экскурсию сложно строить. Вторая у меня есть магистерская диссертация. Это в Старожевске учитель работает. Мы с ней создали туристические маршруты по лесу, по сказаниям Республики Коми. Пера-богатырь, и все такие исторические факты. У нас около 20 маршрутов разработано с маршрутными картами, сопровождением, все есть. Мы тоже решили в Easy Travel выложить. Но у нас там одни сосны, одни ели, у нас просто не к чему привязаться. То есть Easy Travel работает в основном, если мы говорим про уличные туры, то с конкретным геолокационным местом. То есть город, село, если обозначено, то что там именно обозначено. То есть есть какие-то нюансы, которые уже в ходе работы мы уже теперь обнаружим. Что еще интересного для нас с вами? Простота, за которой я люблю Easy Travel. Ну, посмотрим любой из них. Ну, вот экскурсия, например, выходного дня. Это вы сделали, да? Да. Это все, что выложено, это все сделано? Практически. Там есть, видимо, увидели, услышали, наша национальная библиотека, они прям позиционируют, что там они. А? Да, вот, но это не мои, но все остальное это мое. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит. Кстати, мне очень нравится, что здесь есть отзывы, почитать, почему и как, может быть, это ошибки все-таки совершил кто-то. Бывает элемент. Ну вот наш город Сыктывкар, вот видим карта. Можем найти место. Во-первых, определяется с левой стороны навигация, то есть что это расположено. Дальше, есть, я надеюсь, колонки рабочие, запустим и услышим. Национальная галерея Республики Коми была основана в городе Сыктывкаре в 1943 году. В галерее около 10 тысяч экспонатов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и народного творчества. На 2 этажах расположились различные экспозиции русского искусства, зарубежного искусства, искусства Республики Коми, живопись русского авангарда. Ну, вы слышали, там еще музыкальное сопровождение, это мы уже так химичили. На самом деле можно без музыкального сопровождения. Каким образом все это записывается? Телефон, диктофон и все
Все, что у нас там нужно. То есть в телефоне, в основном современных, это все встроено. Легко все загружается. Сейчас мы с вами непосредственно перейдем к работе. Итак, у нас есть 3 поля, если вы видите. Это те маршруты, которые у нас имеются. Дальше это текстовая информация, которая представлена. Кстати, фотографии, которые здесь представлены, именно разработанные тех экскурсий, которые у нас, это авторские. У меня студенты вставали в 4, в 5 утра, чтобы сфотографировать, во-первых, сами понимаете, без людей, как по требованиям. Желательно, чтобы это было хорошее освещение. Ни одного нет из интернета. Это авторство. И я на это всегда настаиваю. Соблюдение авторских прав очень важно. Иначе, если вы располагаете какую-то фотографию, значит, нужно обязательно указывать, откуда она. Так как такой возможности нет, к сожалению, или к великой радости, я этого не делала. Опять же, культурологическом, о том части, о которой говорили. Сами понимаете, для того, чтобы подготовить ту или иную экскурсию, нужно сначала много материала прочитать и его каким-то образом систематизировать. Так как у нас нет на ночфаке такого предмета, как культурология, и нет история, а все-таки в рамках начального образования предмет окружающий мир, где там есть культурологические аспекты, где у нас по технологии изобразительного искусства мы должны включать этот культурный компонент в образование. Вот как раз синтез вот Easy Travel позволяет и формировать и КТ-компетентность, и языковую компетентность, и грамотность, и в том числе коммуникативные умения, это по отбору, систематизации умений, информации, которая у нас с вами может быть представлена. Итак, и третье, кстати, это, если мы понимаем, это карта, на которой мы можем с вами находиться. Итак, я сейчас войду под собой, под своим логином и паролем. Создавать свои туры. Там есть уличный тур. Угу. Да. И второй момент. Какие виды экскурсий можно там создавать? В основном 2 вида экскурсий. Это экскурсия музейного характера и уличный тур. Музейный характер тура мы навряд ли сможем, если у нас нет определенных договоров с музеями, а это самое сложное. Потому что, сами понимаете, мало того, что сфотографировать объект, нужно еще грамотно его описать. И когда вы будете выходить и создавать свою экскурсию, там будут спрашивать, вы любитель, либо вы специалист. Вот важный момент такой. Ой, извините, не то набрала. И так хочу. Да. Кому будет интересна презентация, она мне приготовлена, но мне как-то я от них уже давно отошла, потому что хочется живое общение, увидеть, что происходит на самом деле. Вот сейчас я покажу теперь, как я могу редактировать. Вы увидите немножко другие функции. Вот видим, уже немножко по-другому даже визуально все встает, потому что у меня права редактирования, и в данный момент начинаем. Элементы, точки уже появляются, то есть это говорит о том, что если вы подходите к 100 метров определяется, к этой точке, которая определена на карте в радиусе 100 метров, то есть точка становится активной, если вы на геолокации, он сразу с вами начинает общаться. Дальше, элементы переключения, это, надеюсь, вы понимаете. Вот имеются точки, на которые я вышла, и краткая информация, как каталог, что в ней находится. Теперь пройдемся по этим точкам. Я думаю, с объектом пальчик у нас все знакомы. Это элемент, который у нас помогает, как курсорчик, гиперссылочку, то есть работать с ним. Вы, если вышли, то, пожалуйста, можете тоже поработать. Если, например, как диаграммка, как график, это показывается элемент, то есть куда мы что можем зайти, как выстроить нашу с вами дорогу. Значок, как капелька перевернутая, это уже общеизвестный значок, то есть это тот точка на карте, где мы с вами тот или иной элемент можем находить. И последний элемент — это относительно севера и запада, где располагаются, то есть можно повернуть, это компас. Элемент, с чего начинается, конечно, нужно, я всегда прошу студентов логотип какой-то ставить, либо информацию о том, что у нас с вами за организация, которую мы представляем.
А вот если вы мне еще поможете перевести, вообще была бы песня. Tours. Ну, будем на английском. Great Museum, это будет у нас с вами создание музея, нас он будет мало интересовать, а вот Tours и Great Tours, это вот будет вариант создания тура по музею. Естественно, первое, что он потребует, нужно понять, какой я тур должна создать. Мы с вами, я просила фотографии административных каких-то зданий, сооружений города, поэтому, скорее всего, это будет экскурсия по городу Сыктывкару, но так как уже по городу Сыктывкару очень много экскурсий, нужно понять, чем же ваша экскурсия будет отличаться от экскурсии другого гида. Например, вот вы видели там великая честь по памятнику Великой Отечественной войне. Есть маленькая нюанс, не совсем корректно названо. Там не только памятники Великой Отечественной войны, там еще есть памятник афганцу у пединститута старого корпуса, поэтому придется редактировать и чуть-чуть по-другому назвать. Памятники, видимо, посвященные в локальных войнах, да, павшим героям в локальных войнах, где-то вот так приблизительно. Есть туры выходного дня, есть вы сами уже видели, очень много туров, то есть важно назвать. Разрешите, я буду называть вот так. Дальше. Нужно выбрать, что это. Есть возможность уличного тура, создания еще квеста. Но это более сложный уровень. Если квест, это если вы с детьми, например, особенно сейчас, вот если у нас площадки, если у нас лагеря пионерские, то есть, да, вот с квестом, то есть по городу ходить можно. Но, сами понимаете, с сохранением, скажем так, жизни, с соблюдением техники безопасности, естественно, вы знаете, что по современным требованиям маршрут должен быть закреплен уже в ГИБДД, все это должно быть утверждено, то есть создать квест хорошо, но проводить его вместе с детьми пока, я думаю, не стоит. Поэтому первый это уличный вариант. Дальше. Какого варианта? Пеший, автобусом, то есть как вы собираетесь путешествовать? Ну, в основном это мы пешком, поэтому и язык, на котором вы будете выбирать, естественно, уже проехала, да? Франко, Полиш. Самый верх. Самый верх. И он будет сразу Спасибо. Что-то я такая внимательная. Вот моя абракадабра. Что это за поля такие? Ну, я думаю, что интуитивно вы можете догадаться. То есть здесь идет информация о том, чему посвящен тур. Причем нужно уложиться в 5000 знаков. Но на самом деле 5000 знаков это очень большое количество. Это целая большая статья. То есть, и я думаю, что тот, кто будет выбирать тур, ему будет неинтересно с таким большим количеством текста работать. Он рассчитывает на аудиогид, а там вдруг такой огромный текст, который с телефона, например, очень сложно читать. Поэтому я своим, например, всегда студентам говорю, сделайте 4-5 предложений для того, чтобы заинтересовать пользователя посетить именно вашу экскурсию. Вот для себя я так вот решила когда-то. Никакие правила, просто это мои личные. Если кому-то будет это нужно, то, пожалуйста, можете этим воспользоваться. И, естественно, выбрать какой формат текста, пожалуйста, в том числе есть возможность гиперссылки, то есть гипертекста внешнего, например, ссылка на сайт внешнюю, где он там, допустим, подробнее может познакомиться с тем или с той или иной информацией. С вашего разрешения опять могу абракадабру здесь набрать. Опять же, есть возможность редактирования, если вы совершили небольшую ошибку редактирования текста. Если это все нас устраивает, вот возможность формата логотипа, я просила вот фотографии, здесь можно логотип, как-то я не увидела логотипов исполнителей нигде, то есть как-то инкогнито, но обычно идут там еще спрашиваются, когда будете регистрировать, вы как организация или как личный какой-то там, я обычно говорю, регистрируйтесь как личный, но вот здесь вот можно уже выставить фотографию именно образовательного учреждения. Сопровождение, там еще можно текст выставить. Итак, вот картиночка, которую можно подгрузить. Не хочу я, хорошо, замечательно. Когда это создано, то можно вернуться. Итак, что мы видим? Перед собой
в принципе, Сыктывкар, потому что я, как бы, последняя точка, откуда выходила, это Сыктывкар. Если бы я набрала Рим, то был бы Рим. Дальше вот элементы, с которыми можно поработать. Я очень жалею, что она не интерактивная, то бы хотелось вас немножко подергать и с доской поработать. Ваш вариант... Я, наверное, ее так хорошо дернула. Нет, она не интерактивная, потому что кто-то... Илья, по-моему, работал, и он уже... У нас не хватает уже этих портов. В компьютере, чтобы включить ее доску. На самом деле она работает. Ну вот, нет, я все понимаю, что она работает, но вот верхний правый угол для нас с вами очень информативный, потому что, во-первых, можно закончить, сохранить и посмотреть на весь экран, и также поработать с настройками вот этого элемента. Также в нижнем правом углу можно с вами увидеть, естественно, если я захочу карту раскрыть на полный экран, то, пожалуйста, это есть возможность. Человечек, вы можете теперь с ним начинать работать, потому что куда вы его поставите, там он и будет активен. Ну что, все достаточно интуитивно понятно, поэтому вот я бы хотела сейчас, чтобы вы попытались мной поруководить. Раз я никого не могу вызвать к доске, попробуйте подумать. Вот у вас есть материал, фотоматериал, аудиоматериал, и вам нужно уже начинать работать, где-то точки ставить и текст какой-то с фотоматериалом вставлять. Как вы думаете, что все интуитивно понятно? Поэтому здесь нет очень сложных каких-то элементов. Начинаем с точки. Попробуем с точки начинать. Хорошо. Каким образом я точку могу сделать? Ну, мы с вами говорили, да, попробую вот этот элемент, капельку. То ли он задумался, то ли он... Чего? Сейчас я подвину. Трехозерку нам, ну, я думаю, что не стоит, но вот хотя бы город Сыктывкар. То есть, посмотрите, масштаб, когда был маленький, он не понимал, куда я могу войти. Как только я увидела масштаб, и он в районе, потом уже чертится 100 метров, он уже понимает, что это здесь. Теперь я называю эту точку, например, точка 1. Ну, на русском языке сохраняю эту точку. Посмотрите, что произошло. Авторизовалась точка, она есть на карте, и если видите, она точками обозначена, то есть это ее радиус такой. Я могу здесь вторую точку также создать. Сейчас посмотрим, точка 2. Вы сейчас посмотрите, точка 2. И теперь вот она попробует создаться. Вот она мне не нравится, что здесь располагается. Вот я ее подвинула, и вместе с элементом нужно подвинуть. То есть они пока не связаны друг с другом, они отдельно существуют. Это тот масштаб. Это можно сделать меньше, больше. Да. Вот, пожалуйста, да. То есть радиус, в котором она может словиться. Вот первый, второй элемент. Теперь я просто щелкнула, если вы заметили, да, чуть-чуть, и сразу вышло диалоговое окошко, с которым я могу уже начинать работать. Ну, интуитивно понятно, что здесь фотографию можно сделать. И что-то вот написать. Почему? Потому что здесь появился уже, опять же, уже известный элемент, который во многих программах встречается. Это карандашик. Редактирование. Попробуем редактировать. Он теперь будет, каждый раз для редактирования, он меня будет спрашивать, сохранить, уйти с этой страницы, потому что вдруг я что-то передумаю. Вот моя точка есть. Теперь, опять же, найти эти символы. Смотрите, загрузить файлы аудио. Теперь, если посмотреть по внешней части, нам с вами нужен image, то есть фотография. Вот, причем очень простейшие варианты. Ну, я надеюсь, что он сейчас пустит меня. Разрешите с вашего компьютера здесь что-то загрузить? Да. Спасибо. Ну, изображение, я думаю, что... Да. Ну, вот цветочки, ромашечки, image. Сейчас он загрузит элемент. Очень просто все. Ромашка, ну, тюльпановое, извините, тюльпановое поле. Текст могу, ну, опять же, бла-бла-бла напишу. Попробуем загрузить теперь еще аудиофайлы. Ну вот, музыка, образцы музыки. Наугад, понимаете, что выбираю. Еще аудио должно быть достаточно коротким. 1,5-2 минуты. Потому что или же оно начинает его потом дробить. Это студент договаривается? Да, да.
Ну, по тому тексту, который вот мы обычно тот текст, который здесь пишем, мы его озвучиваем. Вот вчера на мастер, может быть, чат-робот показывала одна из наших магистранток. Вот, там как раз озвучка была при помощи робота, который ну, имеется в сети, а не того внешнего, как вот мы с вами. Итак, сейв сохраняем. Сейчас он сохранит. Вариант, пожалуйста, сохраняй. Он как-то думает. Может, музыка длинная? Да нет, он ее создал. Попробуем. Вот мы сделали с вами вторую точку. Посмотрите, появился текст. Теперь, чтобы просмотреть, это все в режиме редактира. Просмотреть у нас есть вот элемент, ну, как всегда, экран. И вот смотрим, что у нас создается. Открываем эту точку. Тоже вы уже это видели. Вот и все. То есть очень все просто, элементарно. Очень хорошо проверять, опять же таки, у нас в рамках и подготовки бакалавров и магистров очень сложно формировать ИКТ-компетентность в связи с тем, что на ИКТ отводится очень мало времени, и там нужно еще другие задачи решать. Но так как по программе федерального образовательного стандарта в начальном образовании по разным предметам нужно формировать ИКТ-компетентность, то, пожалуйста, его не нужно никакого выдумывать и насильно притягивать. Вот они, пожалуйста, готовые программы, в которых это можно просто элементарно реализовывать. Пожалуйста, вопросы. Кстати, извините, вдруг вы захотите поменять местами одну и вторую? Пожалуйста. Ага, в режиме редактирования дает. А так как я в режим просмотра вышла. Понимаем, да? То есть я могу поменять местами, и точка 1 становится точка 2, 2 и 1. То есть логику вы свою можете выстраивать такую, какую вам будет удобно и понятно. Кто угодно может это сделать? Кто угодно. Да. Это, у нас по городу можно столько фантастического всего сделать, в том числе. Конечно, конечно. А так как мы вот ой, что вы, тут у нас по городу. Это не подписано, только вот на карте видно, арт-объекты. Например, не все знаем, стыдно сказать. В смысле не подписаны? Какую вы открыли, извините, экскурсию? И Шерлока, вот, извините, не знаю, почему авторы Шерлока не подписали, я не могу сказать. Может, это как раз нужно пройти и отгадать это. Вот. Там был квест. Вот, поэтому там и отгадка должна быть. По идее, у нас тут нужно даже по школам, по образовательным учреждениям, все, что угодно можно сделать. Если вы захотите по музею, у вас может быть школьный, есть этнографический музей, то там тогда у вас к музеям необходимо. Но алгоритм точно такой же. Там описание идет экспонат. Вы даже найдете, например, экскурсию по одному экспонату. Возможно, почему бы и нет, это ваше видение. Еще я хочу сказать, что этим порталом пользуются музеи, в том числе наш русский музей, музей имени Пушкина. Вообще около 5000 музеев мира уже этим гидом пользуются. Поэтому я думаю, что вот то, что мы когда-то картинно подходили с каким-то элементом, вот это будет теперь актуально с телефоном. Извините, каждый раз вопросы. Минус в том, что Apple это не поддерживает. Ну, не все, где-то пока, я думаю, что они скоро договорятся. У них своя песня. Спасибо. А вот у нас, когда мы переходим на российские языки, что нам ручки-то Я хочу сказать, раз есть представительство вот Easy Travel в России, ну, в Москве, они же со мной как-то нашли общий язык, значит, имеется тайное подозрение, что они каким-то образом будут адаптировать под разные программные обеспечения. Вы у них работаете? Нет! Я вас умоляю, я любитель. Спасибо большое. Спасибо. Давайте поблагодарим. Спасибо вам. Сертификат. О, благодарю вас. Коллеги, ну по программе у нас сейчас небольшая кофе-пауза. 15 минут. А кто еще есть? Все есть, остальные все есть, так что еще даже есть желающие с субботы выступить, поэтому у нас все идет по программе. 15 минут в соседнем кабинете чай,
кулерах, чайники, кофе, печенье, конфетки, подкрепиться, перекусить, познакомиться с экспозицией нашего музея можно. Вот давайте здесь, на другом компьютере. А давайте. А, ну подожди, ты забудешь Нам была регистрация. Илья Иванович, нам была регистрация. Что сказал старший? Конечно. Ну, ты тогда сказать, вот это вообще... то есть ты решаешь... То есть они Здравствуйте. Вы будете показывать видео? Нет, у нас отсюда будет. Здесь? Так, а вы готовы выступать? Да, думаю, нам дайте 5 минут на передохнуть. Хорошо, 5 минут. 10 даже. 10 человек. Да, у нас отсюда будет известно, да, что видео как у нас. Ну вот антипрогрузчики есть, поэтому Нет, не самое. надо как раз. У меня на флешке, она одна, один единственный документ на флешке, поэтому... Нет, это принимать экзамен. Единственное, да, просто какая-то точка из магазина. Да я знаю. Да, ладно, там как бы составишь. У вас еще презентация или что-то? Да, только презентация и все. В соседнем кабинете. Получилось? Нет, Вячеслав Алексеевич? Да. Вторая снизу. Так, что там? А ты открываешь с помощью Google презентации или скачиваешь? Нет, я беру обычно сюда. А? Я обычно сюда беру на стол рабочий.
А, скачиваешь, да? Ну, на всякий случай, там, у кого-то, если анимация, то анимация может не пройти. У меня анимация есть. Да, лучше сразу сбросить ее на рабочий стол. И ты заведи на рабочем столе папку, если ты что-то сбрасываешь, чтобы я не потерял. Я пока все скидываю в это. Куда? Вот туда. А, туда? В сеть? Да, Ну да. хорошо. Я из сети потом возьму, выложу. Ну вот только 2 презентации пока только. Да, алло. Добрый. Ага. Угу. Угу. Ну, как бы можете, если такая закладочка есть, вы можете подключиться и заходить, используя логин и пароль госуслуг. Это... Нет, это как бы по желанию, по вашему желанию. Нет, нет, да. Просто удобнее, например, у кого, предположим, там дети в школе учатся, то есть они одну учетку могут использовать и заходить через сайт госуслуг и к себе на работе в систему ГИСЭО, и к детям через портал госуслуг, используя одну учетку. Ну, в принципе, да, для удобства пользователя, плюс еще, ну, как бы, наши разработчики портала госуслуг таким образом решили его, как бы, продвинуть. Да. Нет, это просто вход. Вы входите, используя вот учетную запись портала госуслуг. Больше оттуда вы ничего не... Не, ну было одно время, это было года 2 назад, когда там популяризация этого портала шла, и как бы родители обязывали и обязали, в общем-то, заходить, например, в школьный журнал через портал госуслуг. Ну, о вас пока речь не шла. Пожалуйста. До свидания. Подошли пропущенные. Подожди, можно назвать? Все поняла. Наташа, да?
ведомость поставила, нет, я вам ведомость уже 4 поставила, потому что я должна была звать, но вы все-таки доделайте до конца. И потом принесите мне то, что я написала. Хорошо? Потому что смотрю, вы поработали там достаточно много. Да-да-да, на следующей неделе, конечно. Понятно. Понятно. Ну что делать? Что делать? Жизнь такая, да? Жизнь такая, да. Ну хорошо, значит, да, конечно, у меня до 5 июля было, я с 5 июля в курсе. Но просто вы со мной созвонитесь, потому что у меня на следующей неделе идут госэкзамены. В какое время встретиться, хорошо? Ну, тогда да.
Так, ну что, продолжаем. Тогда буду знать. Нет? Так что Я сейчас выведу на стенд. Слушайте, вы не пишите, что вы первый наш актуальный совет, у меня же сам это можно? Виртуальный совет. Во время мастер-класса. Когда вот мы... А вот у нас, по-моему, там ссылка с сайта университета. Правильно? Я что-то... Нет, либо я... Вот сейчас я попробую. А не можно? Ну что ж, давай я пока таблицу открою, да, покажу? Или что это? Презентация уже идет.
Не надо сесть, а просто это был классик. Переключайся. Щелчком. Затягивается, да? Затягиваю ее что-то. Коллеги, я хочу на минутку вас оторвать. Значит, те участники, которые пассивно принимают участие, то есть не выступают, мы договорились, что при условии посещения всех наших мероприятий, ну каждый день имеется в виду, мы сертификаты тоже выполним, но в электронном виде. Поэтому я на минутку просто выведу сейчас на табличку. Вот посмотрите, чтобы я не ошибся. Фамилия вот указана, вот, красный цвет, это значит вы в наличии. 13 и 14 число. Посмотрите, чтобы я никого не пропустил. Видно ваши фамилии? Нет, ссылку я не могу дать, потому что там персональные данные и... Ага. Ну есть. Ну я, да. Сегодня поставьте мне, пожалуйста. Кому? Это кто? А я разве не поставил? Прошли уже. Ну, я вроде всех Исаковых отметил. Странно. Какую-то пропустил одну, которая играла. Так. Посмотрели? Так, я отмечаю, я уже понял. Тут не в алфавитном порядке, да? Когда можно, то И Мария Анатольевна. Так, где вы тут? Не отметил я? Сейчас отмечу. Тогда я выбираю. А вас не отметили? Можно на клавиатуре? Можно нажимать на клавиатуре? Можно на клавиатуре? Здравствуйте, я Мария. Да. Добрый день, Наталья. Я впервые на самосборе, поэтому все, что будет говорить Мария, буду поддерживать и надеюсь, вам будут доступны те идеи, которые сегодня прозвучат в этой презентации. Мы пришли, чтобы поделиться с вами нашими знаниями, мыслями. Ну, может быть, даже идеями, которые для вас не так, может быть, сегодня актуальны, но после нашей презентации вы подумаете, что вы в теме. Ну, такие вопросы. Как сделать процесс обучения увлекательным? Как раскрыть возможности каждого учащегося и пробудить в них инициативу? Как сделать, чтобы всем было комфортно на уроке, да и вообще даже в школе? Ну, наверное, каждый из вас сейчас может поднять руку и сказать, что мы об этом думаем постоянно. Ну, вот давайте посмотрим в зал. Итак, поднимите, пожалуйста, руку, кто думает постоянно о том, как сделать так, чтобы детям было интересно. Потому что если не интересно, вот отзыв какой, да? Устали, руки не поднимали давно, молодцы. Итак, да, сегодня действительно, не это найдется нужно. преподавателя, которого бы не волновали бы эти вопросы. И все же мы немножечко пройдемся и вспомним то, что вы уже применяете. Хорошо. Ну,
Стандартные типы уроков вы, наверное, все знаете, и в принципе у каждого из вас, наверное, есть свой набор стандартных Это уроков. все, что по ВГОСу. Да, которые могут вам помочь в том, чтобы реализовать какую-то программу. Каждый применяет, но и... Ну и, безусловно, нестандартные типы уроков, которые мы сюда внесли. Думаю, что это сотая Тоже часть не новая. из того, что вы знаете. Не новая, но интересная. И круговая тренировка, и аукционы, и погружение, и в то же время обыкновенные уроки поиска истины. Ну, мы сегодня не будем вас учить, как надо проводить уроки, ведь не менее важную роль в организации образовательного процесса играет, конечно, внеурочная деятельность. Ну вот, вы отработали на работе и решили пойти домой. Но между работой и домом есть еще пространство, которое вы можете заполнить. Кто-то пошел на танцы, кто-то пошел поиграть на гитаре, кто-то просто пошел что-то соорудить или на мастерилку. Вот так же и наши дети. Некоторые из них ждут, когда закончится учеба, и они смогут, скажем так, отдаться празднику внеурочки. Так вот, во внеурочной деятельности, конечно, есть огромная, просто масса интересных игр, конкурсов. Как говорят дети, быстрее ЧГК начинается, и несведущий в этом человек, конечно же, скажет, что чгк это неизвестно, что, да, а что, где, когда, безусловно, всем нравится. И самое главное, что любое поле чудес, любой КВН, в принципе, могут найти своего слушателя и зрителя среди детей. И это очень ценно, потому что все это можно использовать и на уроках. Ну, есть все это традиционно, не совсем ново. Все же я еще мы вам напоминаем методы интерактивного обучения, которые тоже вам знакомы, и они используются как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Подождите, но мы сегодня не об этом, потому что, в принципе, все это знакомо и доступно. Давайте пойдем туда, где есть идеи. Мы хотели бы предложить вашему вниманию несколько форм взаимодействия, которые пришли к нам из бизнеса. Причем вы понимаете хорошо, что бизнес для многих звучит как слово «деньги». А некоторые считают, что бизнес – это хороший повод сделать что-то хорошее в образовательном процессе. Итак, бизнес на самом деле да, это бизнес. так. И прежде всего, давайте посмотрим, что такое квизы. Итак, квиз. Квиз – это слово означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников отвечает на поставленные вопросы. Вы понимаете, что он пришел из-за рубежа, и смотрите, 70-е годы, Шерон Бернс и Том Портман. И самое главное, что это была не просто викторина-квиз, а это была барная викторина, для того, чтобы заманить людей отдохнуть в каком-то кафе или маленьком уютном уголке. Поэтому, когда мы говорим, что квиз пришел к нам со своей историей, мы в то же время понимаем, что квиз на сегодняшний день в России не проводит только ленивый. Квиз-плиз, Чехов-квиз, я не знаю, квиз-кругосветка, химбил-квиз, и таких может быть огромное количество. Поэтому, когда мы говорим квиз, мы подразумеваем интересные вопросы для развития ребенка. Именно викторина стала такой возможностью для образовательных учреждений. Ведь, наверное, на уроке организовать это не всегда имеет место быть, а вот в внеурочке это большое преимущество для любого человека, кто хочет знать больше и идти за пределы учебника. Я может быть, прослушала, при чем тут бизнес, что впервые они организовывались как раз именно не с целью отдыха и развлечения, а с целью, чтобы прибыль принести этому бару. Да? Ну да, это так, это действительно так. Но на самом деле сейчас квиз приносит умственный и да. Сейчас главная цель как раз, конечно, не это. Правильно. Так, уже приобретает большую популярность такой формат мероприятий, как World Cafe. Хочу признаться, что впервые об этой технологии я узнала много лет назад, именно здесь, на самосборе. Мы здесь проживали это World Cafe. Это метод сфокусированного неформального обсуждения. Сегодня этот метод пользуется большой популярностью уже во всем мире. Существует много компаний, которые специализируются только на этом методе. С помощью мирового кафе можно за короткий промежуток времени объединить совершенно разных людей, избежать возможного недопонимания, преодолеть нежелание работать совместно. Этот метод уникален. Он применяется и для решения комплексных проблем, для получения ответа на несколько вопросов, принятия нестандартных решений, и так далее. И, конечно, да, вообще интересна очень история возникновения, и немножко не хватает времени, чтобы полностью раскрыть всю методику.
этой технологии, этого формата. Ну, хочется сказать, что это можно будет прочитать потом в ВКонтакте. Да. Но самое главное, что хотя это из бизнеса, мы можем это применить на любом уроке во взаимодействии детей и родителей, во взаимодействии родителей и педагогов, во взаимодействии любых участников. Из опыта работы, да, мы применяли это не только вот, обычно мы, конечно, с учениками это проигрываем, но и среди учащихся одного класса, во-первых. Во-вторых, мы делали разновозрастные команды, начиная с 7 по 10 класс, очень успешно проходят, социализируются все и решают в едином ключе поставленную проблему. Затем мы проводили педсовет в этом формате. Ну и, конечно, что наиболее ценно для меня, вот прежде всего, это я провела родительское собрание в этом формате. Родительские собрания — это как раз, всегда, наверное, та вот часть работы для учителя, которая немножко позади как-то остается. То есть главное — это все равно дети, и родительские собрания, вызывают затруднения, там, как провести, и еще так, чтобы ходили на Но самое главное нет. Самое главное, что, говоря о бизнес-идее, которая переносится к нам сюда, мы с вами сейчас здесь на ходу можем организовать Word-кафе, для которого нужно только фломастеры и бумага. Все. И на пустом месте, имея хорошую тему и несколько важных вопросов к этой теме, мы можем сделать так, чтобы человек мог на сегодняшний день себя показать в какой-то определенной небольшой группе. Поэтому давайте на сегодняшний день запомним, что из бизнеса приходят классные идеи. И продолжаем. И следующее, это тоже, в общем-то, я думаю, что многим известен этот формат мероприятия, это баркэмп, свободный микрофон. Да, свободный микрофон. Это мероприятие тоже к нам пришло из-за рубежа, Калифорния, 2005 год. Причем, когда мы говорим о том, что это все из-за рубежа, не думайте, что мы специально пошли в зарубежную литературу, чтобы это искать. Нет. На самом деле, люди, которые это придумывали, они просто жили там в определенное время, в определенном месте. И поэтому, вот говоря о баркэмпе, мы думаем, что это важно, так как на первое время, да, это 200 человек, а затем это может, скажем так, захватить большее количество людей, которые будут заинтересованы в каком-то интересном, скажем так, в какой-то интересной теме. И вот здесь мы видим прекрасно, что в России первый баркэмп был уже в 2008 году в Подмосковье, а в Сыктывкаре первый баркэмп в 2012 году. Причем, вы не поверите, но если вы захотите 6-7 июля быть участниками баркэмпа, вы, наверное, наберете в интернете эти замечательные даты. Пока только неизвестно место, но да, оно знаете, точно будет. А в прошлом году был баркэмп, скажите? Да. В прошлом году в Сыктывдинском районе на туристической базе Гажевер более 300 участников на протяжении 2 дней слушали интересные выступления. Главная тема их разговора была «Как технологии меняют общество». Ну согласитесь, это даже далеко не бизнес-идея, а это идея нашей современности. И мы в этом можем не только искупаться и вынырнуть, но мы можем это понять, принять и взять что-то на вооружение. Ну, конечно, это все очень интересно, и причем очень применимо также в образовательном процессе, и опять из нашего опыта. Ну, у нас в физмат-лицее есть такая традиция, когда первую неделю сентября весь лицей выезжает в Гренаду. И там мы учимся, конечно, неделю, но мы не только учимся и отдыхаем, но и решаем какие-то наболевшие вопросы, которые объединяют и учащихся, и учителей. Так вот, как раз можно сказать, что решаются вот эти проблемы в формате баркэмпа. Причем, вы не поверите, но вот в таких спорах, как говорят в России, рождается истина, но мы с вами должны акцентировать внимание на то, что есть такие смелые лицеисты, как и в любом классе, как в любом учреждении, которые высказывают идеи, может быть, даже недоступные на первый взгляд, но затем они из креативных превращаются в такие, которые можно осуществить. И для этого порой бывает нужно не так много усилий, как мы об этом думаем. Поэтому вскоре рождается истина. Итак, еще одна технология – это брейнсторминг. Метод коллективного поиска идей. Он стимулирует креативность группы путем свободного выражения своих мыслей по затрагиваемой проблеме. Такой метод помогает взглянуть на проблему с разных сторон и прийти к оптимальному решению. Впервые этот метод был предложен американским копирайтером. Использовал он этот метод оперативного решения проблемы в своем рекламном агентстве. Это было еще в 30-е годы 20 века. Ну а теперь посмотрите на эти картинки и скажите технологию, которой все вы владеете.
когда от каждого человека идет идея. В принципе, Мозговой штурм. Мозговой штурм, Вы видите да. прекрасно, что если мы завуалируем мозговой штурм вот таким замечательным словом, ну, наверное, кто-то клюнет просто на это слово, а кто-то поймет, что можно разобраться, что, зачем и почему. Свои нюансы всегда, то есть дело не только в красивом креативном названии, дело все равно в некоторых маленьких нюансах, да, наполнителях. То есть брейнсторминг — это действительно синоним мозговому штурму. Еще иногда называют... Это перевод с английского. А, это перевод с английского? Ну, у меня в статье было написано, что это Да, мы не англичане. Да, да. И еще в некоторых статьях я встретила, что это брейншторминг, некоторые пишут. Брейншторминг. Вот. Но какие, например, как бы я для себя определила нюансы, вот, и, в общем-то, тоже применяю на практике. Если мозговой штурм для нас, ну, для меня лично было всегда это как, ну, набрасывание идей, да, то есть чем больше, тем лучше всякого рода, то есть и умные, и не очень, и креативные, смешные, то брейнсторминг подразумевает, также есть техника, то есть много техник, но вот мне наиболее, как бы, которые понравились, техника индивидуальности. То есть считается, что прежде чем, ну, как бы сказать, люди, дети, общество будет набрасывать вот эти вот идеи, в общем, сначала предлагают поработать над этим индивидуально. То есть, ну, например, сидя за круглым столом, или же можно это онлайн даже провести, значит, записывают свои идеи индивидуально, погружаясь в это, а потом уже это озвучивают. Это первое. Потом техника не ответы, а вопросы. То есть, когда озвучив тему руководитель, то участники начинают задавать вопросы. То есть они накидывают вопросы наоборот. И чем больше разнообразнее вопросов, тем опять-таки лучше. И еще есть такая техника стремянки. То есть руководитель озвучивает тему для группы, ну, допустим, от 5 до 12 человек группа. Ну, это как бы наиболее эффективная, продуктивная такая работа будет. Значит, затем после этого участники выходят за дверь, ну, выходят из помещения, остаются только двое. Двое обсуждают эту проблему. Затем через какое-то время заходит к ним третий, он уже подумал там над этой проблемой, над этой темой, и он говорит свою идею, свою точку зрения. Двое слушают, и они обсуждают это втроем. Затем заходит четвертый, он озвучивает свою идею, они обсуждают уже вчетвером, ну и так далее. То есть получается такой метод стремянки. Ну давайте дальше, потому что, в принципе, здесь, наверное, штурмить и штурмовать можно многое. А мы продолжаем, и у нас есть еще одна страничка с очень интересным названием «Фишбоун». Так, значит, одним из методических приемов, которые можно использовать в группах, является прием фишбоун. Дословно он переводится с английского как «рыбная кость» или «скелет рыбы» и направлен на развитие критического мышления в наглядно-содержательной форме. Суть данного методического приема – это установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. Ну вот в основе лежит как бы такая диаграмма, то есть голова это обозначение проблемы, с двух сторон кости или плавники это причины и факты, и в хвосте вывод. Ну и если вы на сегодняшний день знаете, насколько интересно проходит рост наших детей, то, наверное, эту рыбу прекрасно можно применить в методе проектов. Да. Подождите, как она работает? Она работает очень просто, когда люди в группе собираются и обсуждают, ну точно так же, как в проекте. Есть индивидуальные, групповые, когда люди вместе, ученики вместе обсуждают, с чего они начнут и к чему они придут. То есть рыбу мы должны, скажем так, обрамить кости мясом. Да, есть проблема, выясняются как бы причины, факты, набрасываются тоже как мозговой, что это такое. Все это просто записывается, визуализируется и приходит к выводу. Ну, да, действительно, можно как бы частично как-то адаптировать в работе над проектами. Делается какой-то скелет, который да. должен был заполнить. Да. Шаблон. Ну вот можно, мы, например, как бы видим как бы толк в том, что вот когда по проектам начинаешь работать, то
с малышами всегда это трудно, всегда нужны какие-то шаблоны вот, первоначально. Ну, если говорить про проектную деятельность, то вот у нас есть сейчас по ВГОС и экзамен, в форме экзамена, да, то есть оценка должна быть за проектную деятельность. Вот мы сейчас заслушивали тоже семиклассников, восьмиклассников, и иногда бывает тема очень интересная, содержание такое насыщенное, как бы все очень грамотно, исследование построено, но ребенок не умеет его презентовать. Он начинается уже с того, что они даже, ну, например, сидя еще до выступления, они спрашивают, я должен встать и должен что сделать? Поздороваться, должен сказать, как меня зовут, то есть это очень важный аспект, как начать. Ну и вот здесь вот, ну, я опять-таки это из бизнеса встретила такие формы, значит, представления, питч называется. Это искусство презентовать себя за 30 секунд, представить себя красиво, интересно и лаконично. Ученые давно установили, что при встрече человек формирует свое мнение о собеседнике в течение первых 30 секунд общения. 4 минуты спустя это мнение становится окончательным и играет роль основополагающего фактора дальнейшей коммуникации. Ну, то есть, как говорится, буквально 30 секунд, минута, 2, 3, 4, и если ты не заинтересовал аудиторию с собой, как то вряд ли тебе это удастся в ближайшее время. Да, то, наверное, очень трудно просто будет удержать их внимание. Поэтому вот, да, в бизнесе это как раз практикуют для того, чтобы продвинуть там товар, прорекламировать свою фирму и так далее. 20 слайдов. Нет, это нет, это другое. А здесь еще есть это тоже уже известно, потому что я помню, что на первых самосборах мы сама выступала с Пичи-Кучи. Значит, это такой формат презентации своих идей, проектов, который тоже уже сейчас набирает популярность. Это 20 слайдов по 20 секунд каждый. То есть всего получается 6 минут 40 секунд. Но психологи установили, что вот чуть более 6 минут это как раз то время, которое необходимо для того, чтобы себя презентовать и понять, к чему ты идешь. Да. Оптимальное время. Правильно. Вот. Ну и то есть, во-первых, эта технология, этот формат, он учит, ну, как дети обычно сделают проект, и потом выходят вот так вот все с бумажки, а если у тебя 20 слайдов, они поставлены на таймер по 20 секунд каждый, то есть ты будешь просто путаться. И детям просто ничего не остается, как, ну, просто говорить своими словами. Сначала пытаются учить, потом под время не попадают, потом уже своими словами. То есть, во-первых, они полностью осваивают весь этот материал, проживают его еще раз, знают все тонкости, что они должны презентовать, о чем они хотят рассказать, ну и это формирует как раз культуру говорения, да. Причем, если мы, ну вот в переводе с японского и все такое очень умное, зарубежное, если мы посмотрим, как это действует на самом деле, то вы понимаете прекрасно, что вот сейчас, если каждый из вас получит слово экология, ну это то, что пришло на ум, это не заготовка. Скажите любое слово, которое бы вам сейчас пришло в голову. Кроме экологии. Безопасность. Безопасность. Вот посмотрите, если я сейчас дам вам возможность на слово безопасность набросать слайд, то вот столько, сколько вас в аудитории, я больше чем уверена, что у нас будет ровно столько же слайдов, причем все разные. И плюс к этому, на эту безопасность вы посмотрите с таких сторон, с которых вы даже, может быть, не ожидали, что можно посмотреть на эту безопасность. То есть на сегодняшний день восприятие мира у нас у всех разное, а самое главное, мы все очень по-разному можем передать что-то. Кто-то словами, кто-то картинками, кто-то делами, кто-то чем-то другим. На сегодняшний день дети настолько интересно наполняют слайды, что порой бывает сам кажешься в роли ученика, потому что они на сегодняшний день более мобильные, продвинутые и, ну, скажем так, дизайнерские, подкованные. Чтобы вот так вот экспромтом, как сказала Наталья, вот сейчас вот вам нужно что-то сделать, да? Ну да, но это как бы одна сторона может быть. Я, конечно, так не экспериментировала, я давала на дом, конечно, то есть мы проводили уроки, значит, на уроке урок подготовка к ЕГЭ, математика.
Я даю задание, значит, сделать презентации, подготовить вот в формате печа-куча. Конечно, сначала шоковое состояние учеников, как это так, 20 слайдов, да еще по 20 секунд, это же задачи надо решать. Все получилось великолепно. То есть они настолько должны были погрузиться дома и все это отработать. То есть, например, один вариант это теоретический материал, потом примеры задач для самостоятельного решения, разбор задач, или же наоборот пройтись по 20 заданиям в одной презентации. То есть кратко, суть только. Это очень здорово. Или же, когда берешь только новенький класс, нужно же как-то не только тебе с ними познакомиться, но и чтобы они познакомились сразу тоже давала такое задание подготовить презентации. Знакомьтесь, это я. Это прекрасно. У меня до сих пор это все в архиве хранится. Ну а мы продолжаем. И путешествие по просторам наших книг, наших интересных сайтов, мы нашли несколько слов, которые немножко между собой как-то повторяются. Нетворкинг, коворкинг, воркшоп. Что вам не иностранцам приходит в голову? А то иностранцы сразу переводят. Не переводят. Ну, бывает же так, что воркуют. Что-то по работе. Да, что-то по работе, да, никуда не убежишь, все по работе. Конечно, хочется сказать отдельно о каждом из этих слов, но на сегодняшний день хочется обратить внимание на то, что все это обычные наши действия на занятии, на уроке, на какой-то экскурсии, еще где-то, но называется это вот так интересно и, скажем так, привлекает внимание, потому что и дети мотивирует на изучение этих методик и применять в своей любимой образовательной деятельности. Нетворкинг буквально означает плетение сети. Нет-сеть, ворк, работать. Полезные связи – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи. Ну, например, устроить ребенка в детский сад, найти работу и бизнес-вопросы, находить клиентов, нанимать лучших сотрудников, привлекать инвесторов. При этом в сути нетворкинга лежит выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь. Существует также и социальный нетворкинг, задачей которого является формирование круга общения, заведение новых друзей, знакомых. Круг общения ведь так важен в современном мире. И как наладить новые связи? Вот вообще есть такое понятие, то есть нетворкинг называют проще, чтобы запомнить, это теория 6 рукопожатий. То есть, в принципе, можно провести аналогию, это формат конференции, но опять-таки со своими целями, со своими изюминками. Ну и из опыта работы у нас проходит на базе нашего лицея совместно со всеми учреждениями нашего города. Мы приглашаем с республики, из близлежащих районов, городов людей, которые приезжают со своими командами на интеллектуальный марафон. И на этом интеллектуальном марафоне, вы понимаете, встреча происходит абсолютно неизвестных людей. И вот это как нельзя лучше помогает, ну, скажем так, сплотиться, узнать друг друга. И знаете, что интересно? Дети, которые приехали побеждать и вырвать победу у кого-то, они совершенно по-другому смотрят друг на друга, когда узнают, насколько все этого хотят и как к этому стремится каждый. Ну а то, что нетворкинг может применяться просто при знакомстве, вы прекрасно это понимаете. На сегодняшний день у нас проводятся интересные физико-математические смены химико-биологической направленности, и дети, приезжая из республики, ну, скажем так, когда они садятся в тесный теплый круг, вы понимаете, что ты сидишь один из района, родители уехали, и ты, ну, скажем так, немного не в своей тарелке. Но когда ты начинаешь, ну, скажем так, работать с аудиторией и говорить о том, что их ждет, что они могут, безусловно, у детей появляется совершенно другое видение того, куда они приехали. И, безусловно, это помогает в дальнейшей работе, как педагогам, так и самим детям. Коворкинг подразумевает работу в компании единомышленников, но также и с людьми другой специализации. Другими словами, это зона свободного общения. И еще есть такое понятие, тоже называют проще, третье место. Коворкинг – это калифорнийское изобретение. Первое пространство для совместной работы создал программист в 2005 году. Ну, располагался, но в Сан-Франциско. До Москвы и Санкт-Петербурга мода на коворкинге докатилась только сейчас, хотя заведения «Пионеры» работают уже несколько лет. Цель коворкинга – не просто обеспечить страждущих столом и стулом, но и создать
такую атмосферу, участники которого обмениваются опытом, идеями и в целом неплохо проводят время вместе. То есть вообще, прежде всего, коворкинг это действительно место. То есть сейчас уже у нас даже в Сыктывкаре организовываются такие коворкинги, они прежде всего, конечно, в библиотеках, при библиотеках организовываются. Да, и если кто-то из вас был в библиотеке, в юношеской библиотеке с 17 по 19 мая, был кто-то в юношеской библиотеке в середине мая? Не удалось попасть? В середине мая 93-го года. Нет, этого года, то мы можем рассказать, да, мы знаем, то мы можем рассказать еще об одной интересной технологии. Да, нам удалось побывать, это мероприятие носило название воркшоп, которое означает демонстрацию рабочего процесса опытного мастера для широкой аудитории с целью поделиться практическими навыками в каком-либо ремесле. Ворк означает работа, шоп в данном случае имеет значение наглядной демонстрации. То есть, по сути, опять-таки, если сказать простыми словами, мастерская, мастер-класс. Ну вот в той библиотеке очень интересный формат прошел. Ну, вот тогда можно будет потом в письменном виде посмотреть, кто организовывал. Это организовывалось бесплатно и есть контакты. Ну, также не менее интересная технология – это форсайт. Форсайт – это прогнозы. Да. Вот. Вообще еще масса интересного, но вот такова эскалада идей. Но эскалада, которую мы вам представили, это не догма, и в этой эскаладе может быть другой любой принцип или другая любая технология, да, которую вы для себя считаете важной, нужной, полезной и креативной. А что такое эскалада? Ну, эскалада в переводе это лестница, либо с французского, либо с латинского. Если устаревший перевод это военное. Взятие укреплений при помощи штурмовых лестниц, овладение крепостными стенами. Поэтому мы желаем всем успехов в штурме. Эти технологии просто для нас Спасибо. это штурмовые лестницы. Спасибо. На вопросы они себе времени не оставили, поэтому вопросы в личку, частном порядке. Да, здесь есть карта. Так, сертификат. Спасибо. Так, мы двигаемся дальше. Сами показали технологию красивую. Вот так верно. Я думала, что вы все придумали. Так, и команда Ольги Валентиновны у нас по программе. Брейншторм, Макаренко. Особенности работы с одаренными детьми. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я думаю, что после того, как мы сейчас с вами услышали несколько технологий интерактива, мы сейчас интерактив с вами проживем. Значит, у нас сейчас с вами будет фасилитаторская площадка. Значит, мы с вами должны сейчас будем разделиться на 4 группы. Значит, каждая группа будет играть определенную роль. Значит, я сразу скажу, какая группа где будет сидеть, можно вот разделиться. Так, вот здесь будут сидеть те, кто будут играть роль детей. Здесь те, кто будут играть, но можно меняться. То есть мы надеемся, что вы поменяли. Здесь те, кто хочет играть роль родителей. Значит, здесь те, кто хочет играть роль преподавателей, и здесь кто хочет играть роль общества, то есть социальных партнеров для образовательных организаций. Так, пересаживаемся. Так, кто куда? Я вам представлю потом наших фасилитаторов и несколько слов скажу. Так, значит, ну я смотрю, только у нас фасилитаторы. Значит, давайте много, да? Я к родителям можно пойду? С родителям, так, поближе только сядьте друг к другу. Так, это у нас общество. Так, это ваши. Коллеги, я сразу представлю вам фасилитатор, кто с какой группой работает.
родители, фасилитатор Торлокова Наталья Геннадьевна, она кандидат педагогических наук, она у нас с КРИРО. Значит, здесь у нас общество, социальные партнеры, значит, фасилитатор у вас Аверин Александр Викторович, доктор психологии, кандидат педагогических наук с университета, и с преподавателями, фасилитатором буду работать я. Значит, сейчас мы раздадим, во-первых, вам листы бумаги, раздадим вам Значит, коллеги, я прошу внимания. Значит, наша фасилитаторская площадка называется «Работа с одаренными детьми». В связи с чем мы взяли именно эту тему. Несколько слов хочу сказать. Ну, во-первых, вы все знаете, что у нас сейчас начал реализовываться национальный проект образования, который состоит из 10 федеральных проектов, да, которые мы должны будем с вами реализовывать. Значит, у национального проекта образования две основных цели. Первую я не читаю, а вот вторая цель, на которую хочу обратить внимание, какого бы мы ребенка, даже одаренного, может быть, не развивали, мы должны помнить, что цель у нас воспитание гармонично развитой социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и культурных традиций. Потому что то, что там, скажем, сегодня у нас идет террористическая война, надо сказать, ее делают не дураки, да? Поэтому это очень важно, наверное, этот момент посмотреть. И еще. Значит, мы работаем с вами в рамках федерального проекта «Успех каждого». Основная задача, которая стоит в этом проекте, это формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Когда я провела исследование, значит, у меня приняли в исследование 150 учителей сельских школ, и мы провели еще виртуальный педагогический совет, где у нас принимали участие родители и учителя. Мы увидели, как много проблем, в общем-то, сегодня существует, и как многие учителя вообще говорят, я вообще этим не занимаюсь, я с одаренными детьми не работаю и не умею, и, в общем, много всяких таких проблем. Поэтому, конечно, если говорить еще, хочу обратить внимание на то, что в федеральном проекте «Современная школа» описана новая образовательная среда, значит, где прописано, что мы должны каждому обучающимся представить право выбора и формирование своей образовательной траектории, использовать сетевые формы реализации, распространять практику применения современных технологий обучения, основанной на виртуальной и дополнительной реальности. Поэтому сейчас с вами с виртуального мира дополняем его реальным миром, да, то, что у вас было уже второй день. И далее это консолидировать возможности смежных участников образовательного процесса, обладающих необходимыми ресурсами. То есть это вот те направления, которые определяют нашу работу. Ну и, конечно, еще пару слов хочу сказать об одаренности. Конечно, определение одаренности – это исключительно важно сегодня для нас, потому что даже вот смотрите, если бы нам сейчас сказали выбирать главу нашей республики, мы бы ведь не знали с вами кого, да? Кто у нас такой одарен, скажем, вот в социальном плане. Поэтому, конечно, проблема выявления одаренных обучающихся, она, конечно, сопряжена у нас с вечной опасностью, в общем-то, проглядеть одаренных детей, которые, может быть, ходят в число тех групп, где дети, скажем, из семей с низким материальным достатком, с низким культурно-образовательным уровнем детей-инвалидов. То есть тоже нам об этом нужно помнить. Ну и хочу еще развести три понятия, если мы сейчас будем говорить с вами об одаренности. Это талант. Талант находит выражение, как правило, в какой-либо области. Одаренность – это основная черта личности человека, которая позволяет ему переносить свой талант на более высокие уровни. Ну и гений есть редкий феномен с еще более широкими возможностями выражения, которые позвляют таланту, пониманию или реализации дарования проявиться также в международном масштабе или нечто исключительное.
Ну и в связи с этим, мы о сверходаренных детях не будем с вами сейчас говорить. Я хочу остановиться на типах одаренных, чтобы мы понимали, что мы будем говорить. Есть разные классификации. Вот почему я выбрала эту, потому что я практик, я отработала много лет в школе, скажем, вот учителю легче выявить, если он видит интеллектуальный тип одаренности, то есть мы можем это увидеть академический, художественный, креативный, лидерский или социальный, и психомоторный или спортивный. У каждого этого вида есть плюсы и есть минусы. Поэтому что мы должны сейчас с вами будем сделать в течение 15 минут? Значит, мы должны подумать, вот какие проблемы сегодня существуют, скажем, у детей, которых вот родители хотят, может быть, сделать одаренными, или они сами считают себя одаренными. Какие проблемы видят родители, какие проблемы видят педагоги, и какие проблемы видит общество, да, то есть наши социальные партнеры, с которыми мы можем работать по развитию одаренности. И помимо этого было бы неплохо, если бы вы стали предложили какие-то пути решения этих проблем. Причем давайте будем исходить из того, что мы будем говорить не о лицеях и гимназиях, мы будем говорить об обыкновенной школе, где с 7 класса часть детей переходит в лицей и гимназии, да? О сельской школе, где нет, может быть, такого состава преподавателей, там, специалистов и так далее. А мы во всех школах должны будем этим с вами заниматься. Ясна ли задача? Да. Все, приступаем. Время пошло, 15 минут. 5 минут выступления с каждой группы. Сейчас я к преподавателям подойду. Какие проблемы в жизни? Проблемы это все равно, начнем с первой говорить. Я сначала проблему говорю. Коллеги, пишем сразу все на плакатах. Пишем крупно, Обязательно. Социально составляющая Я как ребенок говорю, что мне нужен механизм производства. Дайте мне что-нибудь, чтобы я мог себя оценивать. Да, чтобы я мог объяснить, этот баланс, чтобы а другого выхода все равно нет. Что думаешь,
Мотивация играет мотивировка. Будь до шантажа, простите. Будь до шантажа. Социальную составляющую нельзя учить. Вы говорите, в данном случае, что надо. А у меня нет денег, спасибо. Но его следует. Говорит, что например, какой? Нет, я не короче, просто он не решается проблема. Каждое дарение требует денег. Это вам пришло, да. Коньки, опять же, фигурное катание, гимнастика. Не финансируется государственными Они делали конференцию. Они же открыто говорят, конечно, можно спонсорство, да? Тот же учитель, он тренер Конечно, зачем мне знать то, что мне интересно? То есть здесь достаточно простатично делить. Так что, пожалуйста, мама, не пропускай. Раз, два, три, четыре, и вот если я знаю, что я буду ситуация, раз, два, три, четыре. Это нормально, здорово. Да.
А здесь вам как сказать, что и где реальные тематики, а его оно может возвращение абсолютно для всего. И сюда, и сюда, и сюда. Сюда, но оно все идет нужно это, школа такая, зачем? Хотя бы для того, чтобы определить, что они до сих пор дети не понимают, почему. Я же реальное Вот как вы теперь? белая ворона. Кавычка белая У меня ребенок я придерживаюсь. И он уже запустил массу. Но она совершенно не А если зайти сами закапывают математику, они должны специальный заказ. Даже если специальный заказ на директора, задание коллективные все школы разработать ООП. Я
А если нет? Она идет. Нет, Нет, ну мы социум, во-первых, тут определили уже. Осталось одна минута. Да, я прошу нельзя считать Коллеги, заканчиваем. Выбирайте одного человека на 5 выступлений не более 5 минут. Ну что время у нас ограничено. Так. Я думаю, что мы начнем с вами. Так, коллеги, так, мы начнем с вами с родителей. Потому что родители самый заинтересованный народ. Так, родители, кто от вас сделает выступление? Вам, конечно, вполне отлично хорошо. Давайте. Нет, ну можно и вдвоем у нас. Да, конечно, втроем. Я вас так, только подержите листочек. От всех мест запрещите. Так, коллеги, итак, слово предоставляем родителям. Какие они видят проблемы в работе, если у них одаренный ребенок, даже если не одаренный, они хотят, чтобы он таким был, да, и может быть какие-то пути решения. Так, пожалуйста, родители. Итак, что у нас там? Нет, коллеги, сюда, потому что у нас съемка. Съемка идет, Надо давай. выйти. Так, мне надо куда-то встать. Так, коллеги, вот сюда, в доске. Еще сюда. Съемка идет, поэтому давайте вот сюда. Итак, первая проблема для родителей, у которых есть одаренный ребенок, это чтобы он был здоров. Да? Для того, чтобы он был здоров, какое решение этой проблемы? Ну, здоровье может быть какое? Психического. Здоровье есть физическое и психическое. Но обычно, ну, по моим наблюдениям, обычно психическое здоровье, как бы у одаренного ребенка, оно немножко, мне кажется, чуть доминирует. Да, да, потому что он постоянно находится в таком состоянии очень интересном, креативном. Как решается эта проблема психического здоровья? Мы решили как раз этот вопрос. Ну, решение, может быть, это выход, вы говорили об этом. Да. Это Мы же решение говорили, выхода. если ребенок, например, простите, перебью, если он одарен в области художественно-эстетического направления, да, он сидит дома, он все время у планшета, он все время у мольберта с кисточками, красками, то, значит, то есть он сидит. Его нужно оторвать от этого обстановки. Надо Оторвать и перевести оторвать его и перевести. в противоположное Другой режим, физическое. другой режим, да, Да. абсолютно верно. Предложите ему, например, какой-то, если у вас ребенок, например, супер увлекается там музыкой, постоянно за пианино или где-то, значит, нужно предложить ему какую-то секцию. Одна не понравится, значит, другую и так далее. Смена вида деятельности. Да. Другой вид деятельности. Значит, второй у нас. Ну, второй вопрос, ну, я, например, для себя считаю, это один из самых главных, это в каком социуме вращается ваш ребенок, куда, в каком коллективе он. Но для меня, как не только как для родителя, как для учителя, очень важна именно вот эта проблема. Потому что это очень, в настоящее время это очень большое влияние оказывает на одаренность. Или ребенок развивается, или он будет идти по течению, ну как коллектив, так и я буду, ничего не буду делать. Вот. Поэтому, значит, каково решение этой проблемы? Значит, надо ребенка, надо обговорить все это с учителем. И так как сейчас очень много проводится возможных социальных акций, где можно ребенку предложить разные варианты, как бы себя показать, проявить, открыть самому себя. Совместно с родителями. Родители, конечно, будут тоже участвовать в этих акциях. Ну, например, там, портфель друга, помощь ветерану. У нас там подари открытку ветерану. Сейчас таких акций очень много в настоящее время. И вот очень многие ученики, например, вот в моем классе, они вот открылись не только для самого себя, но и для родителей. Оказывается, что они такие у них дети интересные. Активность родителей в данной ситуации очень важна. То есть родитель должен быть в курсе все равно тех мероприятий, где принимает участие ваш ребенок, но чтобы это было в курсе, обычно это все
все это фиксируется фотографии. Ну вот, например, в группах, в школьных, на своих школьных сайтах выкладываются у нас фотографии с такими детьми. И для многих это становится открытием, что, оказывается, есть такой ребенок, что у него, оказывается, есть и другие тоже положительные стороны. Что не только там рисует где-то и бегает на тренировках, что у него, оказывается, человеческие качества очень высокие. Третий вопрос – это финансовый вопрос семьи. Не все семьи могут финансово поддержать своих одаренных детей. Одаренный ребенок, как сказали, это не всегда интеллектуальный тип одаренности, это может быть спортивный ребенок. И тогда приходится много средств тратить семье, например, на покупку спортивной одежды элементарно. Как решать этот вопрос, мы до конца не можем ответить на этот вопрос. Вариант благотворительный. Это появилась идея обратиться к общественности. Да. Или, например, материальную помощь. Да. Абсолютно верно. Такие тоже у меня были ситуации, когда нам нужно было выехать, рядом ребенок, например, в Москву. Я ходила по магазину. Даже некоторые открывают свои собственные фонды. И по бизнесменам, и упрашивала деньги. Ничего разумного нет, зато съездили, заняли. А сегодня еще есть площадки, где можно собрать деньги. Да. Так, коллеги, я прошу поменьше примеров, потому что Хорошо. все Следующий, четвертый вопрос. Индивидуальная программа обучения. Что это за проблема? Ребенок может, одаренный, иногда участвовать 3 дня подряд в каких-то конкурсах. Он пропускает учебные занятия. А дальше он приходит, и он наравне со всеми остальными ребятами участвует в контрольных работах. Ни один учитель с ним дополнительно не занимается, если у него не разработан индивидуальный учебный план. То есть родитель должен обратиться с заказом к школе для разработки индивидуального учебного плана. Мы считаем, что это решение данной проблемы. Индивидуальный образовательный маршрут. Да. Следующее, 5-е, это взаимодействие внутри семьи. Часто внутри семьи возникают проблемы общения именно с этим одаренным ребенком. Решение этой проблемы – участие в психологических тренингах. И психолог всегда работает в школах как бы на начальном этапе, например, в сентябре-октябре, и в конце учебного года психическое состояние ребенка и выявляет какие-то индивидуальные качества, которые этому ребенку присущи. Спасибо. Следующая группа это дети, да? Этап родители, теперь дети. Какие у них возникают с этим проблемы? Я мешаю. Я и сама полежу, руки длинные. Значит, с детьми тут все, наверное, достаточно просто, потому что все мы работаем с этой категорией. Во-первых, с позиции ребенка я не знаю, одарен ли я. И для того, чтобы определиться, я одарен или нет, мне необходим какой-то механизм. Либо для самореализации, чтобы я это мог сделать сам, либо какая-то внешняя, весь внешний набор, который позволит определить, где я хорош и на что мне нужно обратить внимание. Безусловно, если родители, подождите, проскочила. Второе, это если ребенок относится к категории одаренных, ему, как правило, скучно на уроках. Если он осваивает материал быстрее, чем его одноклассники, то, естественно, ему больше заняться нечем, он начинает ковыряться в своих гаджетах, он там смотрит в окно и так далее, и в результате, в общем-то, теряет весь интерес к преподаванию. Ну, с точки зрения, опять же, нашей педагогического набора наших слов мы говорим о том, что должны быть дифференцированные задания, но с точки зрения ребенка я бы сказала, что я хочу, чтобы мне были задания, которые мне делать интересно, да? То есть по моему уровню сложности, чтобы мне было интересно, чтобы это не было так, что я это делаю и тут же моментально забываю. А поскольку прежде всего в одаренности детей заинтересован, наверное, даже в выявлении не сам ребенок, а его родители, потому что у всех родителей завышенные ожидания, да, и претензии к своему ребенку, то родители пытаются устроить ребенка в максимальное количество кружков, секций, каких-то там отправить на какие-то факультативы и так далее, для того, чтобы выявить, где там у этого ребенка одаренность. То есть наша проблема первая, я не знаю, одарен ли, и, соответственно, родители не знают, одарен ли его ребенок. И поэтому у ребенка, как правило, перегрузка. Он занимается в одной школе, во второй, в третьей, в четвертой, он ходит на спортивные секции, он еще ходит куда-то там в бассейн, а еще ему бы хотелось бы с друзьями пообщаться, и на велосипеде покататься, и там выйти какой-нибудь еще вид спорта освоить. Поэтому, конечно, у ребенка должна быть возможность выбора. То есть я, как ребенок, я должен выбирать, куда я пойду, на какие уроки, извините,
извините, я как ребенок пойду, ведь это же тоже проблема в школе, когда ребенок говорит, я не хочу идти на ваши дополнительные занятия. Да? Своего свободного времени. То есть я не хочу делать то, что мне не надо, то, что я считаю, что мне не пригодится в жизни. А отсюда у нас, естественно, вот следующая проблема, да, зачем мне нужно то, что мне не пригодится. Вот я хочу быть там певицей, актрисой там и так далее. У меня так был такой вопрос, значит, зачем нужна в школе технология? Я говорю, напиши проект, зачем нужен ненужные предметы в школе? Зачем мне нужны? И в итоге он опять. Поэтому вот эта вот категория, да, зачем мне нужно знать вот то-то и так далее. Опять, если, вот как вы приводите примеры, да, у меня совсем недавно была девочка, которая мне говорит, вот мне не нужна ваша информатика, вот совершенно не нужна, я хочу быть актрисой. Я говорю, Алина, ты что, как? Ты представляешь, во-первых, у тебя есть такие возможности. Там можно смоделировать свою внешность, там можно посмотреть различный дизайн, там платья, всего остального. Ты можешь, да, ты можешь составить свое портфолио, ты можешь снять там какой-то там, отыграть какой-то там элемент спектакля, там, не знаю, снять, посмотреть себя, увидеть со стороны, отработать какие-то элементы. В конце концов, ты можешь это все отредактировать, создать свой дизайн, там, весь задник там и так далее, и сделать такую картинку, что, ну, прям, она у меня первая в очередь стоит, в очередь под кабинетом стоит, у нас урок там будет я или прошу нет. группу детей выступать как дети, а не как учителя, не в переходе. А все, я уже закончила. И, соответственно, последняя проблема, такие дети, как правило, которые выбиваются из общей вот этой вот массы, они являются белой вороной. То есть я в коллективе такой один, по разным проблемам, да, по разным причинам. Либо я такой вот уникальный, талантливый и так далее, и я смотрю на всех остальных, да, что-то тут серость, да, серые мыши, поэтому я выше всех вот на этой вершине, и никто ко мне не подходите, я один. Но даже если я один, надо, чтобы меня кто-то оценил, мне хочется, чтобы кто-то на меня посмотрел, кто-то мной там восхищался, либо наоборот, я вот вроде бы как где-то там, а меня никто не любит, меня никто не ценит, меня никто не видит, меня все гнобят, троллят, какие-то тут еще нам термины там предлагали, да. Но вот здесь, к сожалению, с педагогической точки зрения, да, мы говорим, что нужна индивидуальная работа, нужна психолого-педагогическое сопровождение и так далее. Но с позиции ребенка, мы же как дети выступаем, вот мы поставили знак вопроса, то есть как вот эту проблему решить, проблему одиночества, вот такой категории таких детей, уход в социальные сети, обсудили это опять все тоже одиночество, то есть ребенок, в принципе, я одаренный, умный, красивый, талантливый, которого родители затолкали везде куда угодно, учителя загрузили различными проектами, олимпиадами, викторинами там и так далее, а мне не поделиться не с кем, не рассказать некому, ни помощи ни от кого получить. То есть я хочу жить, да? Да, Да. Спасибо. Так, следующее, коллеги, мы приглашаем общество, тех социальных партнеров образовательных организаций. А что они ждут от таких детей, да? Пожалуйста, Александр Викторович, вы сами или кто-то вы? Так, коллеги, время дорого. Вопрос повторить можно? Так, у вас какой вопрос вы отвечаете? Вы отвечаете, проблемы, какие существуют у социальных партнеров образовательных организаций, и какие пути решения, если вы их нашли, вы видите? Вот на мой взгляд, у социальных партнеров вообще нет проблем. Они просто деньги давать не хотят. Значит, ну проблема. Зачем развивать этих детей, если потом они применения себе не найдут? Где у нас в республике талантливым детям работать? Хоть-то каким? Если это ученый ребенок, где он будет работать? В нашей академии наук? Сомнительно. Если он спортсмен, кроме лыжника, где ему найти применение? Тоже сомнительно. Если он еще какой-нибудь там умный, например, театрал, пойдет у нас играть в театре, а он скажет у нас... Вот в том-то все и дело. Там уже у нас молодая труппа, они уже набраны, еще лет на 20 вперед им все. Никто не подвинется. Дальше. Нет интереса решать данную проблему партнерам, потому что у нас теперь, ну даже вот по Лукойлу, головной офис в Казани. Зачем тем, кто сидит в Казани, обеспечен деньгами, решать какую-то проблему в Коми-республике? Мы просто сырьевой придаток, они своих детей выучат за границей, в Англии, там, я не знаю, в Америке, и все. Поэтому интереса им решать эту проблему, по-моему, нет абсолютно. Кроме того, у нас сильная миграция. Понятно, что у нас уменьшается население, что наши города, которые вот
такие, как мой отец, например, строили шахты, открывались, я родом из Воркуты, да, теперь что, все шахты, ну не все, а позакрывались половина шахт, в Инте я знаю то же самое. Поэтому как бы отток, то есть регион такой получается у нас неперспективный, да, и для того, чтобы как бы решить, нужно вроде повышать уровень жизни здесь, нужно что-то сюда вкладывать, строить, но опять же никто этого делать не хочет. Вот. Ну и что еще? А внешние факторы, это, наверное, уже все то же самое, что сказали. Социально-экономическая ситуация, да? Политического характера. Решение вот тут, да. Решения, Какие пути решения? Решения очень тоже сомнительные. Обеспечение рабочими местами, значит, для этого нужно что-то построить опять, да? Мы уже тут посмеялись, сейчас построят этот перерабатывающий завод, да? Да. И придется опять туда наших мужчин вахтовыми методами отправлять. Робототехники с манипулятором. Почему я же? Да ну нет. Койта я не знаю, как это, я про шею. Да, коллеги, не отвлекайтесь. Возможно, может быть, вот тем, кто будет, кто мог бы вкладывать вот эти деньги, то есть мы как социальные партнеры, может быть, для нас нужно предусмотреть снижение налоговой нагрузки. И еще вспомнить хорошие, добрые социалистические времена, когда, например, у нашей 35-й школы, которая находилась раньше в районе СМЗ, они были шефами. И реально что-то действительно и с материальной точки зрения делали. Потому что, например, в моем кабинете доисторическом шкафы, которые были построены 55 лет назад, до сих пор стоят. Построили шефы? Шефы построили, да. Теперь мы все их мечтаем сломать, но они еще стоят и стоят. Я думаю, еще будут лет 50 стоять. Вот. Ну что еще? Повышение уровня жизни в регионе, и особенно в селе, потому что в селе вообще никаких перспектив, мне кажется. Вот. Но ведь на самом деле, да, как-то так пессимистично, как что-то такие зато правдиво. Хорошо, коллеги, спасибо. Пожалуйста. Например, Мондил ПК, оно является шефом для лесотехнической академии, да, и они давно имеют эту практику, то есть бизнес-структуры, они на самом деле отслеживают в тех, например, студенчество выдающиеся. Мы далеки. Я просто, знаете, вот честно скажу, из личного опыта, дочь у меня учится в Москве в престижном вузе, должна пройти летом практику, написала письмо в Министерство финансов, неделю ждала, министерство вообще наплевало. После этого она написала в Министерство экономического развития. Те, правда, узнав, откуда девочка, сказали: да, конечно, нам будет очень приятно, если вы пройдете практику. Но одно из министерств вообще наплевало. И как бы даже не ответила. Понятно, да, но вот чем эта система, это как механизм, может быть, система выстраивания. То есть, вот понимаете, даже вот такие вот вещи, тем более, что за практику они даже за копейки не заплатят, а интереса у них нет. Коллеги, спасибо. Понятно. Так, и, конечно, все родители, дети, социальные партнеры надеются на педагогов, да? Поэтому слово им. Так давайте. Педагоги сразу команды вышли, да? У нас решение вот здесь. Да, у нас здесь решение. Мы будем говорить. Ну, правильно, потому что вы все понимаете прекрасно, что кому тяжело в этом мире, конечно, преподавателям. Детям легко, живут, радуются, их защищают родители, законные представители. Родители работают. А преподаватели требуют. Да, понимаете, причем не всегда преподаватель может найти общий язык с другими, скажем так, конфигурантами этого, соучастниками, конфигурантами этого дела. Итак, первое и самое главное, нехватка времени. Что делать, если времени не хватает? Мы здесь для этого и собрались, чтобы, например, использовать современные педагогические технологии, в том числе с использованием ИКТ. Которые облегчают время. Да, которые где-то в какой-то мере дают время, да, в том числе дистанционные технологии, которые сейчас используются. Безусловно, неумение выявить одаренного ребенка у преподавателя чаще с этим и связано. Но вообще-то, если преподаватель имеет хороший инструментарий, то он легко его выявит. То есть использование готовых диагностик, которые существуют и которые можно использовать. Надо признать, что пассивность учителей имеет место быть.
Поэтому система поощрений всегда, наверное, поможет. Если поощрений нет, нужны хорошие наставники. Если есть хороший наставник, у которого нет системы поощрений, и он работает за спасибо и за то, чтобы в учреждении было все за идею, все было вот так, безусловно, он найдет и время, и возможность, и раскачать учителей, которые пассивны. Ну, необходимость вот проектировать индивидуальный маршрут уже была высказана. То есть это однозначно. Ну, как это сделать? Повышение квалификации. Потому что есть люди, которые умеют это делать и которые могут научить. Но самое главное – идти на повышение не тогда, когда сработает график у ПНМР, а когда ты понимаешь, что тебе уже надо. А тебе надо осенью, зимой, весной, летом, тебе все время надо. Современная система вебинаров, в том числе и бесплатная, вполне может сработать. Не обязательно за это потом получать покупать сертификаты. Главное для себя это определить, что вот я это теперь умею. Проблемой, является, вот выявили, а что делать-то с ним? Да, если у вас есть одаренный ребенок, надо что-то с ним делать. Ну, во-первых, конечно, нужно свою предметную квалификацию, наверное, повышать, и как-то интересоваться, но в том числе изучение опыта коллег, то есть сейчас в интернете много всего разного, наверное, то, что умеет делать, и в том числе и вот наши с вами встречи тоже помогают это. Ну и для того, чтобы что-то делать с таким учеником, конечно, очень важно, чтобы он был замотивирован. Но это, наверное, самое сложное. Когда ребенок понимает, что он одаренный, что у него в руках очень много чего, но он не знает, что с этим делать. Или не хочет. Не хочет, да. Также работа с родителями. Некоторые родители не понимают, зачем. Все хотят, кроме родителей. Родителей надо обучать. Ну, поэтому они должны быть настоящими партнерами. Поэтому родительское обучение это является все-таки частью где-то и школы. Безусловно. Конечно, не отрицаю. Как решение. Нет. И заканчивая с проблемами преподавателей, мы хотим сказать, что дети одаренные могут быть в очень многих областях. И в какой-то момент надо все-таки определиться, в какой области будет он просто хорошо себя чувствовать, а в какой он будет именно развиваться как одаренный ребенок. Потому что это могут быть совершенно разные. Это может быть спорт, учеба и искусство, например, Возвращаемся ко второму пункту. Что-то надо выбрать. Ну и, как уже прозвучало, немаловажно, что если есть такой ученик, то ему, конечно, нужна поддержка. Не только родителей, школы. Ну а финансовая поддержка, по-моему, звучала у всех. А здесь имеется в виду финансовая поддержка школы. Дети об этом не думали. Ну, конечно. Нет, дети, конечно, по-детски думают. Вот, а это именно имеется в виду именно финансовая поддержка школы. Ну и опять же, спонсоры, гранты. Школа может гранты выигрывать, участвовать в конкурсах, за которые можно работать. Поэтому не волнуйтесь, товарищи родители и дети, мы с вами. Коллеги, спасибо. Итак, значит, коллеги, я думаю, много мы выявили проблем за очень короткий период, Это говорит о том, что мы все душой болеем, в общем-то, за наших детей, за то, как мы с вами будем жить, потому что мы с вами должны помнить, что завтра начинается сегодня, И вот наша команда, мы вам хотим предложить некоторые пути решения проблем. Конечно, это не все, может быть, пути, но те, часть из них вами была высказана. Первое, это, конечно, выявление одаренных детей на основе диагностики, наблюдения педагога, классного руководителя. Сейчас мы откроем виртуальный педагогический совет, который у нас проходил, особенности работы с одаренными детьми в течение 2 месяцев. Мы там покажем вам эти моменты. Второе, это создание банка данных «Одаренные дети». Надо сказать, что на уровне республики этот банк создан, но в основном там дети, те, которые участвуют в конкурсах и в олимпиадах и побеждают. Третье, я думаю, что это в школе необходимо сделать, скажем, в ВУЗе необходимо сделать. В городе есть же рубрика «Одаренные дети». Есть. Разработка системы работы с одаренными детьми, потому что здесь один учитель не справится. Все-таки должна работать образовательная организация полностью на это. Нужна либо система, либо модель работы с одаренными детьми. Далее, включение старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность с дальнейшим выходом на конференцию. Это у нас, в общем-то, делается во многих школах и образовательных организациях. Использовать при проведении занятий уроков 3 типа презентаций для аудиалов, визуалов и кинестетиков. Несколько лет назад это было постановление в Вестнике образования. Вот это тоже нам позволит выявлять детей. Далее, более широко использовать в педагогической деятельности социальное партнерство с различными социальными партнерами
для совместной работы по развитию одаренности обучающихся с использованием ресурсов социальных партнеров. Например, баз центров дополнительного образования, да? Может быть, баз каких-то организаций, баз там, учреждений культуры и так далее. Далее, и, конечно, человеческих ресурсов, то есть тех специалистов, которые там есть, потому что наши родители могут быть прекрасными специалистами, мы можем их в этом плане использовать. Далее, проводить воспитательные мероприятия как событие, потому что если мы говорим сегодня о духовно-нравственном воспитании, то каждое мероприятие для ребенка, скажем, даже для студента, это должно быть событие, а не то, что они там отсидели, ушли и так далее. Далее, повышать преподавателям свой профессиональный уровень по преподаваемым предметам. Ну, прежде всего, подождите, для того, чтобы выстраивать индивидуальный маршрут, преподавателю прежде всего нужно глубоко знать свой предмет. У нас это, к сожалению, не всегда так. Кроме того, это развитие системы внеурочной, учебной, внеклассной деятельности, позволяющей демонстрировать обучающимся свои достижения. Вот о чем сегодня могу сказать по внеурочке, так как работаю с магистром, там очень много учителей. Вся внеурочка превратилась в факультативное занятие. Если мы возьмем ФГОС, там написано, как она должна проходить. Далее, это организация проектно-исследовательской деятельности в условиях команды. Потому что вот говорили сейчас, что очень часто ребенок одаренный чувствует себя как-то отдельно. То есть надо научить его работать в команде. Так, ну об остальном я уже сказала. То есть это, конечно, далеко не все пути решения, но, по крайней мере, вот то, что нас может натолкнуть. Ну и давайте, Илья Иванович, включите сейчас. Я думаю, что я отправлю ссылку. Да, нет, мы просто хотели первую картинку показать. Посмотрите, там у нас много видеороликов, которые мы нашли, там много комментариев, потому что участвовало более 70 человек, можете просто посмотреть для себя. И вот спрашивали по диагностике, там выставлена книжка по диагностике, которую может не только психолог провести, но и может провести любой педагог для того, чтобы определить. Ну, я, во-первых, вас всех благодарю за то, что вы были очень активны. Вы вообще много опять дали идей, которые нам, например, для университета нужны. Ну и поблагодарить свою команду, конечно, которая здесь со мной работала. Спасибо, коллеги. Надо всем сертификаты давать. Хорошо. Да, нужно всем сертификат. Наталья Евгеньевна. Александр Викторович где-то тут, да? Ага. Так, коллеги, Веденцев, прошу, не провоцировать. Вот на том компьютере, смотрите, там внизу видно. Ангелина. Так, коллеги, мы продолжаем. Следующий вопрос у нас, значит, в КРИРО разрабатывается сейчас очень много различных сайтов. Мы сопровождаем портал «Открытое образование Республики Коми». Есть сайт конкурсов, на котором уже можно увидеть аналитику конкурсного движения в Республике Коми, конкурс kriro.ru. Есть сайт «Мобильный методист», который создан в рамках проекта «Эффективная школа». И вот еще один из проектов – это справочник абитуриента. Ангелина Сергеевна Дронова, она вот как раз занималась этим сайтом. Небольшая экскурсия по сайту. Всем здравствуйте. Я очень кратенько расскажу о нашем справочнике абитуриента. В прошлые года КРИРО также разрабатывал данный справочник, но он был в виде вордовского файла и распространялся по сайтам образовательных организаций. И в этом году мы решили все это сделать в виде единого сайта для удобства и организаций, и школьников, выпускников. И кратко пробегусь. Одна из страниц справочника – это такой обзорный курс по укрупненным группам и специальностям, которые у нас есть в Республике Коми. Можно пробежаться, кратко посмотреть, что и что. По алфавиту они рассортированы у нас. Ну, это так, скажем, справочная информация в основном. Дальше есть страница с географией образовательных организаций.
Изначально тут открывается такая длинная таблица со всеми образовательными организациями высшего и среднего образования Республики Коми. Сверху есть карта, где можно посмотреть, где что располагается. Тут у нас, например, ПЭТ. И можно перейти на карточку образовательной организации. Все данные, как связаться, почта, телефон, информация о приемной комиссии для абитуриентов, информация о лицензии аккредитации и преимущества, которые образовательная организация о себе решила указать. Также списком даны специальности, которые реализуются в данной организации. Также есть фильтр, где можно по муниципалитету, например, отфильтровать. Допустим, пусть будет Сыктывкар. Можно выбрать организации, где реализуется программа для лиц ОВЗ, и выбрать тип образовательной организации. Например, профессиональная образовательная организация. И теперь ниже у нас не весь список организаций, а только то, что нам подходит. Также есть карта профессий и специальностей. Здесь уже более подробная информация о специальностях дана, только республика. Можно посмотреть, например, какие организации осуществляют те или иные специальности. Абитуриент.клерон.ру. Также есть фильтры, сверху вкладки для 9 и 11 классов отдельно. Можно искать по названию, можно по уровню образования, также по форме обучения. Например, магистратура у нас в ИГТУ и СГУ осуществляется в республике. Также ссылки рабочие на карточки специальностей и на карточки образовательных организаций. Отсюда тоже можно перейти. Так, ну и последнее – это востребованные профессии. Здесь дан перечень специальностей ТОП-50, какие организации реализуют, и также профессии, которые будут востребованы в будущем, в 2022-2025 годах. Можно это по данным, по-моему, Минэкономразвития, да. То есть абитуриент может чуть более углубленно выбрать, что ему в Республике Коми может подойти. Сайт заполняется непосредственно образовательными организациями, то есть никаких третьих лиц, и информация должна быть актуальна. Ежегодно она будет обновляться перед как раз приемной комиссией. И думаю, что какая-то дополнительная информация тоже еще будет появляться. Ну, в общем, у меня все. Кратенько рассказала. Если вопросы какие-то есть. Мне кажется, что вам нужно обязательно сделать привязку к психологическому тестированию, которое проводится, да, вот это вот на профкомпетентность, проф там интересует. Вот у вас где-то на рабочем столе даже были вот эти вот тестики, и по результатам теста сразу же так, оп, ребенка туда, а пойди посмотри вот именно на эти специальности, что у нас есть какие-то курсы. То есть на самом деле это совершенно несложно, да, после того, как мы проделали это тестирование, и сразу же, чтобы была практическая направленность, чтобы они посмотрели, дальше стали развиваться, и было к чему его приложить. Да, Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Давайте поблагодарим. Спасибо. Сертификат участника. Сашу позови. Так, и последний у нас вопрос сегодня. Это еще один сайт, который тоже разработан нами. Ну, в принципе, разработан, в общем-то, это Moodle, развернутый Moodle, в рамках которого мы сегодня как бы поговорим о создании курсов, дистанционных курсов. К сожалению, зарегистрировалось, и мы подключили в роли учителя 2 человек всего. 1 человек вообще записался на свой, видать, будет свой курс делать. В чате ВКонтакте я почитал,
в принципе, что-то там у вас не получалось. Не получалось найти возможность, как подать заявку, чтобы вам была присвоена роль учитель. Я вам там написал, что на главной, когда вы зарегистрированы уже, на главной странице сайта, в принципе, сейчас, ну, наверное, уже все устали, но будет домашнее задание, наверное, Илья Иванович, мы с учетом этого тоже что-нибудь придумаем. Вот Ольга Юрьевна как раз зарегистрировалась, и еще, она дистанционно, Раиса Максимова, почему-то она не участвует с нами в этом году, и она зарегистрировалась, а Пунгина зарегистрировалась там в высшее образование, наверное, свой курс будет делать. Значит, на самом деле это МУГ, и когда вы зарегистрировались, эта система частично интегрирована с ГИСЭО. То есть можно вот при входе здесь использовать логин и пароль от ГИСЭО. В частности, я захожу через ГИСЭО. Но, когда вы зайдете через ГИСЭО, вы должны все-таки там подтвердить свою запись. То есть надо в личном кабинете ввести адрес электронной почты. И после этого, когда вам придет письмо на электронную почту, подтвердить, что вы зарегистрированы на этом сайте. После этого... Сейчас я покажу. Регистрируйтесь, как обычно, там есть кнопочка «Зарегистрироваться». Создать, да? Да, создать учетную запись. Кто модерирует, это не автоматически? Ну, как бы модерируем мы. Нет, ну не автоматически регистрация происходит. Ну, потом, если вы учитель, вы подаете заявку, и мы делаем вас учителем в тот курс, сейчас я покажу, где это, в тот курс, который вы хотите. Ну, сейчас как бы, все-таки мы хотим, чтобы портал более-менее заработал, хотя по положению о портале, которое утверждено нашим приказом, материалы на этом сайте должны все-таки проходить какую-то экспертизу. Вот. Поэтому, но пока вот как бы надо его популяризировать. На самом деле уже есть там материалы, в том числе и для детей. Центр дистанционного обучения у нас активно работает. Так, почему-то я не зашел. Центр... да. Вот, 4, 6 человек зашли. Ну, уже сейчас, Саша, может ты сядешь там, если кто подаст заявку вот за этот компьютер, там моя почта открыта. Нет, перейди сюда вот ближе. Вчера по-другому было, самостоятельная запись учащихся появилась. Значит, учащимся тоже не надо самостоятельно записываться, они заходят через ГИСЭО. У учащихся может возникнуть проблема с электронной почтой. То есть, предположим, не у всех учащихся есть электронная почта. Здесь решение вопросов два. Либо учитель им создает электронную почту, что не есть совсем хорошо. Мы рекомендуем, чтобы вместе с родителями учащиеся создали свою электронную почту. Первое, это будет под контролем родителей. Ну и третий вариант, это использовать родительскую электронную почту, что тоже не есть совсем хорошо. То есть до 13 лет, на Гугле с 13 лет можно создавать почту, да? То есть вот вариант до 13 лет это все-таки электронная почта, созданная совместно с родителями. Они заходят тоже под учеткой ГИСЭО, добавляют в личном кабинете свою почту и уже полноценно могут регистрироваться на этом сайте. А вы уже, как учитель, их добавляете в свои дистанционные курсы, которые вы создадите. А мы вчера должны были зарегистрироваться. Да, вы должны были зарегистрироваться. И сейчас я покажу, сейчас я зайду, и подать заявку вот на тот курс, но я бы и так понял, если бы вы курс не прописали, я бы понял, что это вы. Значит, смотрите, сейчас я переключусь к роли, например, учителя. И вот на главной странице, если прокрутить в самый низ, вот она, электронная заявка на получение прав учителя. Вот здесь вы заполняете эту заявку гугловскую, мы ее видим, и я вас записываю на вот этот курс.
А сейчас вот там Александр, сейчас если кто-то подаст еще заявку, сейчас он быстренько вас на этот курс запишет. После этого, ну, сегодня вот мы хотели создать с вами два элемента в Moodle. Это лекцию, где будет небольшое, поэтому я и писал, возьмите какой-нибудь теоретический материал, это будет лекция, и это будет какое-нибудь одно задание к лекции. То есть после лекции ученик должен выполнить задание. Отдельные два элемента мудловских будут. Хотя лекция предполагает, в лекции есть возможность создавать задания или вопросы прямо по окончании лекции. То есть такой вариант есть, что после лекции может быть сразу вопрос. Более того, если лекцию разбить на некоторые такие небольшие кусочки, параграфы, будем говорить так, да, небольшие, потому что большой объем тоже, вы понимаете, трудно воспринимается детьми. И после каждого параграфа можно задавать по два вопроса. Один к этому параграфу, а второй к предыдущему. Если он не отвечает на какой-либо вопрос, он обратно возвращается на этот параграф. Не ответил на второй вопрос, он возвращается вообще на предыдущий параграф. То есть к первому параграфу один вопрос, а ко всем остальным по два вопроса. К предыдущему и к предпредыдущему. Так можно лекцию делать, такие возможности есть. Ну, мы предполагали сегодня просто лекция и задание. Вы делаете вот два элемента, дома можете попробовать сделать все-таки эти... Обоснование, что написать, кем рекомендуют. Не понял? Итак, мы заходим в образование. После того, как вы получите роль учителя, вот я уже сказал, что есть курсы для учащихся, которые в принципе, это, видите, единая система дистанционного обучения Республики Коми. Уже созданные здесь курсы вы можете использовать. Мы будем, эти курсы, в частности по истории есть, эти курсы были созданы в 2011 году в рамках проекта образования, того еще проекта, и делали его педагоги Республиканского центра дистанционного обучения. Вот. После этого они отдали республике эти курсы, поскольку за это были заплачены деньги, да, и пользовались малокомплектной школы. С 2011 года у нас был проект по обучению детей малокомплектных школ. Было в муниципалитетах 8 базовых школ, и к ним были прикреплены малокомплектные школы, где не было педагогов. На сегодняшний день этот проект передан в Центр дистанционного обучения, и, в общем-то, они курируют этот вопрос. И действительно там и на сегодняшний день в некоторых малокомплектных школах нет учителей, и учителя Центра дистанционного обучения ведут уроки, в том числе с этой системой. Вот по истории хорошие курсы были, по биологии, но, к сожалению, мы при переходе со старой системы биологию пока не перекинули. Вот на следующий год она будет нужна. Уже, видать, где-то нет учителя биологии, и мы будем... перекинем тоже биологию сюда. И вот если зайти для учащихся, потом учителя Центра дистанционного обучения сейчас сделали хорошие курсы это тоже один из проектов, для малокомплектных школ, вот за страницами учебника, для подготовки к ЕГЭ. В принципе, вы тоже можете это использовать. То есть вы посмотрите, что там есть, да? Можете подать нам заявку, ну вот не знаю, в качестве учителя, как тут быть. Посмотрим. Не пускает, учителя не пускает. Не пускает, да? Так, то есть вот тоже создано для подготовки к ЕГЭ. Дальше, вот я уже сказал, история создана. Но с историей тут у нас некоторые проблемы. При переносе потерялись картинки. Поэтому по истории, вот видите, история 1 это мы восстанавливали. И там еще где-то есть история. Вот. По информатике это тоже пытались сделать, по подготовке к ЕГЭ к информатике, но тоже пока пустой курс. Значит, здесь мы уже использовали этот сайт для повышения квалификации учителей. И в прошлом году у нас был проект по обучению учителей, преподающих русский язык. Вот как раз дистанционное обучение, они проходили у нас как раз вот здесь. В закладочке методические материалы, по-моему, есть какие-то вот методические материалы по Moodle. Можете
взять, по-моему, здесь доступ открыт. По-моему, здесь доступ открыт. В том числе есть, конечно, и сам курс по Moodle. Честно говоря, сейчас не помню, а вот адресное повышение квалификации по русскому языку. И вот, не знаю, открыт ли доступ к этому курсу, но на самом деле этот курс у нас платный. Поэтому должен быть закрыт, сейчас точно не помню. Наша задача была пойти вот сюда, тестовая площадка, и пойти вот в этот курс. Мастер-класс по использованию ресурсов из открытых источников. Ну, про открытые источники Александр Михайлович чуть меня дополнит. А наше задание, надо было зайти вот в закладочку «Проба». Так, ага. Так, Саш, почему у меня не заходит? В пробу. Я понял. Включаем вот режим редактирования. И здесь мы теперь можем добавлять элементы или ресурсы. Добавлять элементы или ресурсы. На самом деле у Moodle много элементов. И есть ресурсы. Много ресурсов чуть ниже. Вот смотрите, и анкета, и база данных, и вики-страницы, и глоссарий. Вот задание, которое мы должны были сегодня сделать, и вот лекция, о которой я говорил. Обратная связь, опрос. То есть достаточно много всевозможных ресурсов, практически все то, что вы используете на уроках, можно использовать в системе дистанционного обучения. И ресурсы тоже здесь, и гиперссылки на любой ресурс, и, ну, в общем, вот такое вот здесь. Мы выбираем лекцию, в частности, есть описание, что такое лекция, и говорим «добавить». Ну, название лекции, у кого есть доступ, уже можно взять, например, по своей фамилии, да, название лекции. Ну, аналогично там и задание можно сделать. Здесь идет описание, о чем эта лекция. Фактически то же самое, что мы делали что вы делали уже или смотрели на Azi Travel. То есть фактически то же самое. Дальше опубликовать, не опубликовать описание. И здесь есть куча настроек, в том числе и внешний вид. Может быть, на первоначальном этапе не стоит ходить в эти настройки, не стоит в них ходить. То есть принять все настройки по умолчанию. Но если вы хотите какую-то настройку все-таки изменить, у любой настройки есть вот значок вопроса, и вы можете прочитать, о чем это все будет. Итак, сохранить и вернуться к курсу. Вот она, наша лекция создана. И я захожу уже в саму лекцию. Набираю кнопку «Редактировать». Добавить страницу с вопросом можно. И уже добавляем саму лекцию. То есть здесь будет заголовок. Например, там, о чем лекция у вас, или параграф 1 такой-то, и содержание, которое мы можем, в принципе, брать и копировать из вордовского документа. Визуальный редактор, то есть можно использовать визуальный редактор и кое-что здесь еще подредактировать. Вот. И мы взяли лекцию с вопросом, поэтому может быть еще и здесь же использовать какой-то вопрос. Сохранить страницу. И вернуться обратно в лекцию. Мы можем ее просмотреть. Развернуто, свернуто.
Сейчас мне надо с ролью, наверное, ну, в принципе, можно и так. Под ролью ученика зайти, да? Переключиться к роли учащийся. Что-то я, наверное, не сохранил. Саш, ты не наблюдал? Не готова к просмотру. Ага, ясно. Так, ну вот это элемент лекция. Так, редактировать. Или я ее вообще не сохранил? Я, по-моему, ее не сохранил. Добавить страницу. Какая версия модуля используется? Ну, здесь одна из последних. Саш, 3, сколько? Версия Moodle. 3.6.2 или, в общем, одна из самых последних, летом обновляли буквально. Вебинары. Нет, модуля по 12 отдельного нет. Я просто это смотрю, надо главное. И также в режиме редактирования мы можем добавить после лекции элемент задания. Элемент задания. Тоже по каждому элементу и по каждому этому есть описание. То есть название задания, описание, можно прицепить файлы. И здесь важно, в каком виде вы будете принимать задание. Поэтому здесь типы отзывов. То есть это либо будет отзыв в виде комментария, ответ имеется в виду, в виде комментария, либо это будет ведомость с оценками. Так, стоп, это я не то, это отзывы учителя, а вот параметры ответа. Ну и ответы, да, в виде файла, либо в виде комментария. Ну и вот здесь еще важный элемент, во всех практически элементах он есть, это выполнение задания. То есть когда задание считается выполненным. Либо оно выполненным, просто он нажал на кнопку и просмотрел, выполнено. А есть задание, требующее оценки, когда студент должен получить оценку преподавателя. При этом элемент, когда мы смотрим элементы курса, возле элемента появляется галочка. Вот если сейчас напротив каждого элемента, вот видите, появляется галочка. Это отметка о выполнении задания. Поэтому вот на выходных сейчас, завтра у нас еще частично полдня будет занято. Сегодня вечером придете, заявочку подайте, мы вас подключим, и вы попробуете посоздавать свои курсы. Ну, а ближайшие, так сказать, у нас каникулы, лето, времени моря, лежа на пляже в Сочи или в Севастополе где-нибудь, используя планшетник, версия адаптирована под мобильную версию, возможность мобильно работать с мобильных устройств, поэтому вот
В перспективе у нас в октябре по плану предполагается традиционный уже конкурс по использованию КТ на уроках во время образовательного процесса. До сих пор мы брали, у нас Moodle был тоже, одна из номинаций была и в прошлом году, и в позапрошлом. И там в основном присылали презентации учителя, которые они используют на уроках. Но, как правило, во время этого конкурса презентации, ну, это были обычные презентации. Вот таких каких-то интерактивных презентаций, о которых говорила Людмила вчера, да, Беляева, было достаточно мало. В этом году конкурс будет направлен в основном на разработку дистанционных курсов. Одна из целей — это все-таки наполнение этого портала. И, скорее всего, вот эти курсы будут размещаться здесь на портале. И вот как раз по этим разработкам мы будем проводить конкурс. Александр Михайлович Дронов, вот еще в дополнении, Саш, давай, значит, по интересным моментам, которые ты приготовил, по значкам и что можно вставлять вот в лекционный материал, картинки, да. Насколько много можно подключить учащихся и кто видит эту работу? Да ради бога, сколько угодно, мы всю республику подключим. А вы будете посмотреть? Или как? Ну, мы как администраторы, конечно, будем там видеть все, но зачем нам это надо? То есть мы можем, скажем так, организовать, пригласить туда детей, они дистанционно занимаются, вы можете... Не мы вам права отдадим. Вы как учитель будете все делать, мы ничего делать не будем. Тогда можно сразу вопрос, есть ли здесь оценка обученности? То есть в Moodle старом там есть оценивание и шкала, а вот здесь я вот это не вижу сразу. Ну, здесь тоже, если настроить шкалу оценивания определенным образом, здесь тоже есть... То есть и тест может быть оценен автоматически, оценка может быть поставлена. То есть это вы все будете сами под себя настраивать. Мы единственное открываем доступ вам, и вы дальше сами все, как учителю. То есть вы в своем курсе делаете все, что угодно, добавляете, убавляете детей, делите их на классы. Система, я говорю, что уже система это республиканская, поэтому все в ваших руках. Единственное, мы, наверное, все-таки в дальнейшем будем требовать, чтобы ваш курс прошел какую-то экспертизу, ну хотя бы вашего методического совета. Возможно, мы подключим республиканские методические объединения, чтобы тоже по предметам эти курсы, ну чтобы там соответствовало в ГОСам, во-первых, да. Вот сейчас курсы по истории там достаточно хорошие, красивые, с отличным наполнением. Ну вот Светлана Валерьевна Юрова, в частности, делала их. И еще там девушки, учителя из Центра дистанционного обучения. То есть достаточно хорошее наполнение курсов есть. И в конкурсе, который был в прошлом году, вот они тоже там были в призерах, их работы. Конечно, как бы вот сейчас учителям уже тяжело соревноваться с Центром дистанционного обучения, которым на этом уже не одну эту съели, да? Они уже там почти профессионалы в этом деле, но тем не менее, я думаю, в Республике Коми найдутся еще у нас изюминки. Ну и в общем-то, такой вот Moodle есть еще у технологического лицея. Если вы зайдете на их сайт, у них тоже там много достаточно разработанных курсов. И Андрей Темнов, забыл, нет, не Клонов, Темнов. Андрей Темнов, он уехал сейчас в Москву. Вот он там заведовал. И принцип был такой, курсы были тоже бесплатные. То есть учитель мог зарегистрироваться, он его также делал учителем, учитель добавлял своих детей. Но ты мне, я тебе, ты должен был создать какой-нибудь тоже курс для всех. Вот мы хотим аналогично, как бы такую политику проводим сейчас, что ты сделал свой курс, его используют все, кто желает, ну, соответственно, ты пользуешься другими. Если курс прошел сертификацию, возможно, ну не сертификацию, а если ну, он да, прошел какую-то оценку, да? Возможно, что этот курс может быть наделен возможностью выдачи какого-то сертификата, если ребенок по нему получился. То есть я не говорю сейчас о детях учащихся, которые внутри учреждения, а о детях, которые, предположим,
из республики дистанционно обучаются и получают... Ну, смотрите, на нашем сайте дистанционного обучения КРИРО, distant.kriro.ru, где вы все, наверное, прошли курсы по медицинской подготовке, по противодействию, не все, значит, пройдете, значит, должны все пройти. Причем эти курсы бесплатные, посмотрите интернет, только у нас в КРИРО это бесплатные курсы с получением сертификата. Сертификат выдается автоматически, если вы ответите на тест по окончании этого курса. Поэтому элементарно это можно решить и сделать. Это можно сделать. Итак, я слово предоставляю Александру Михайловичу Дронову. Здравствуйте еще раз. Он начинал и, наверное, сегодня заканчивает. Да, так и задумано. Так и задумано. Оставьте. Ну ясно. Он думает, что там в камере у него перевернется. Александр Михайлович много чего думает. Так, мне по пути задали вопросы, чем же эта система отличается от других дистанционных систем обучения на базе Moodle. Ну, мы просто настроили здесь систему получения опыта, когда учащиеся будут изучать лекции, проходить задания, у них вот здесь вот сбоку будет появляться их уровень. Ну, это такой элемент геймификации. А также есть возможность выдачи значков. Обучающиеся могут получить какую-то такую маленькую награду за то, что прошли, например, тяжелый тест. Вы можете самостоятельно указать, что при прохождении этого теста выдавать такую-то картинку с такой-то надписью. Ну и они, соответственно, будут получать их. Сегодня я предлагаю обсудить вопрос лицензии на медиа и где же брать картинки, музыку, видео для своих медиапроектов. Дело в том, что большинство учителей используют картинки, которые, например, просто находят в интернете. Им вот нужно для презентации показать пример природы, и они в Google вбивают «природа», картинку скачивают и вставляют. Но дело в том, что это на самом деле не совсем правильный способ, и картинки, скажем так, некоторые не являются бесплатными для использования, и за них нужно платить. Однако есть источники, где можно эти изображения или музыку получить бесплатно. Первая лекция на этом курсе — это как раз открытые источники фотографий. Я предлагаю вам ознакомиться с двумя ресурсами. Это Pixabay и Unsplash. Давайте сейчас перейдем. Pixabay работает и с русским языком, в принципе, то есть он умеет искать по-русски. Сейчас мы смотрим так. Ссылочки будут? Да, они находятся, ссылочки находятся в лекции. Вот здесь вот, который мы мастер-класс проходим как раз сейчас. Материал самосбора будет тоже. Ну, перекинем. Так, вот, Pixabay. Здесь очень много бесплатных изображений. Мы их используем при создании сайтов, конференций, наших мероприятий. Прямо в поисковую строку на Pixabay вбиваете. Да, Pixabay поддерживает русский язык. Вот, например, обучение. Все эти изображения можно использовать в своих проектах бесплатно. А ссылку надо в презентации делать? Нет, это лицензия Creative Commons Zero, то есть никаких вообще с вашей стороны атрибуций авторов не требуется. И когда мы скачиваем какую-нибудь картиночку, нам даже об этом сообщают. Указание авторства не требуется. Также есть ресурс, на котором чуть больше картинок, но он, к сожалению, поддерживает только английский язык. Unsplash. Он на самом деле выглядит точно так же поисковая строка. Точно так же нам выдаются картинки. Изображения у них частично совпадают. Внизу в этой лекции также перечислены полные
условия использования, если кто-то будет использовать, чтобы можно было ознакомиться. Вы можете в своих и коммерческих, и некоммерческих проектах это использовать, но только вы не можете эти картинки перепродавать без дополнительного контента. То есть, если вы просто скачали фотографию, распечатали ее как плакат и пытаетесь ее продать, то вы нарушаете закон. А если вдруг вы эту фотографию используете уже как какой-то комплексный коллаж, что вы ее переработали серьезно, что не она является объектом продажи, а ваша работа с этой фотографией, то пожалуйста. Так. Следующее. Открытые источники музыки. С музыкой та же самая ситуация. Посмотрим какие-нибудь любительские фильмы учителей, зачастую там играет что-нибудь наше известное, и это, естественно, не совсем законно. Подавать, например, на конкурс работу с нелицензионной музыкой тоже нежелательно. А если вы еще будете использовать нелицензионную музыку, например, заливать фильмы на YouTube, то ваш канал, на который вы заливаете, просто могут заблокировать. Для этого есть несколько источников. Я указал два весьма крупных. Это Free Music архив, наверное, один из самых знаменитых источников бесплатной музыки. К сожалению, не только на английском языке, но опять же Google переводчик нам поможет. Жанры. И вот мы по жанрам можем выбрать, что нам подходит, прослушать и скачать. Да, этот ресурс как раз сделан для того, чтобы вы могли скачать и использовать в проекте свои вот эти вот мелодии. Тут очень много музыки. То есть мы выбрали сейчас жанр фолк, и внизу мы видим, что мы находимся на первой странице из 787. Если подольше посидеть, то обязательно что-нибудь найдете. И можно сортировать, например, по самым интересным, по мнению пользователя. Если вдруг вам кажется, что вы ничего интересного не можете, сортируйте по самым интересным, но уже можете что-то и откопать. Жанров тут много. В принципе, подойдет для каждого проекта. Тоже и вот с вторым ресурсом. Мы точно так же можем прослушать и скачать. На нем чуть-чуть поменьше мелодий, но они более авторские. Тоже, то есть, может быть, вам что-то подойдет. Все тоже, да. По открытой лицензии вы можете использовать в своих коммерческих проектах, даже если вы вдруг сделали платное обучающее какое-то видео, на фоне эта музыка может играть. Ну, исполнители из России есть, но их, конечно, не так много, как из тех остальных стран, потому что это все-таки общемировой сайт. Вот Free Music архив, он всемирно известен. Но учитывая, что там для фолка 780 страниц. Так. Также хочу обратить ваше внимание, что существуют сайты, на которых можно скачать значки для использования, например, в презентациях. Если вы посмотрите какие-нибудь презентации нашего ректора, то там все в каких-то вот таких маленьких значочках, там рука пожимает руку, еще что-нибудь. Вот. Мы скачиваем эти значки с Flat-icon. У них уже лицензия Creative Commons 3, то есть требуется показать, кто автор, кто создал эту картинку. Но это достаточно указать, например, в конце презентации, у нас так и есть обычно, в конце презентации внизу строчечка маленькая есть, картинки созданы тем-то. Сайт только на английском. Так, сейчас. Но он позволяет находить авторов с интересными картинками и реализовывать свои проекты с изображениями в едином стиле. Вот мы, например, используем изображение, созданное Златко Нажденовски. Смотрите, какие аккуратненькие у него значки. Они есть в цветном. В цветной реализации есть черно-белой реализации. Мы используем
черно-белые значки. Они сразу же сгруппированы по тематикам. Что? Просто значки скачать? Значки, да, для презентации, например. Вот мы предпочитаем его значки. Они все очень такие однотипные. И если делать презентацию исключительно со значками этого автора, то она выглядит в едином стиле. Но вы можете найти кого-нибудь другого, своего любимого автора, и использовать его значки в презентациях. То есть вот. Вот как вчера там Лев показывает, тоже значки в одном стиле. Ну вот, то есть это как первый вариант. Если вдруг вы ориентируетесь больше на веб-проекты, то вам, наверное, будет интересен второй сайт. Фонд Awesome. Может быть, вы слышали. Это очень здоровский ресурс, который реализовал значки в виде шрифта, в виде букв. Мы сейчас перейдем в иконки. У них очень много тоже изображений, но они предлагают также и платные, то есть про-версию. Можно использовать бесплатные, можно использовать, но бесплатных очень много, поэтому... Бесплатные, которые выделены, платные, которые... Вот, я сейчас наверху слева отметил только бесплатные. То есть это шрифт, можно скачать его и использовать, да, сказать? Ну, в принципе, теоретически можно, наверное, из клавиатуры, но если вы используете в своем проекте на компьютере, то вы можете скачать эту иконочку. То есть вот мы на нее перешли, например, на вот этот значок. Сейчас, секундочку. Вот, у нас есть возможность этот значок вектор. Да, скачать. Но мы скачаем для использования на компьютере в формате SVG. А если вы вдруг собираетесь использовать на своем сайте или в своем приложении, то вы просто подключаете этот шрифт и обращаетесь через HTML-код. Ну, тут даже подключаем шрифт мы гиперссылкой, а используем просто через класс. То есть очень-очень просто это делается. Это совершенно никак не нагружает нашу систему. И много где используется, например, на ES2RK именно с помощью этого шрифта сделаны картиночки в этих разделах. Ну, немного весит. Я не могу оценить, убого смотрится или не убого, но самое главное, что мы, когда создаем новую папку, нам не нужно откуда-то эти вещи разыскивать. Они уже тут встроены, и мы выбираем любой значок из этой системы. И его имя, только без фа там нужно, Comment Medical, например, вставляем в описание папки, и он сразу подхватывает его. Так, ну, вот так используйте в своих медиапродуктах лицензионные изображения, и музыку, и иконки. А на Pixabay, кстати, еще можно и видео брать, если что, лицензионные. И если у вас есть какие-то вопросы по поводу открытых источников, я могу пробовать на них ответить. Александр, можно вопрос? Как с формулами математическими? В каком плане? Ну, например, вот у меня на своем хостинге развернут, я набираю порядка 500 вхождений, и я теряю возможность формулу вбивать, мне приходится переустанавливать какие-то вещи. Ага, вы имеете в виду плагин как раз на... использовать, если, скажем, нотацию Латеха. Так, у нас тут стоят какие-то два плагина для формул. Я могу сейчас быстренько забежать, посмотреть. Сейчас посмотрим. Так. Ну там как бы счетчик у них стоит, когда ты обращаешься за переводом Латеха. У меня несколько раз уже была такая ситуация, когда переваливает определенное количество обращений, все. Приходится обманывать.
бы знать, как они называются. Так. Может, тех формул в формате тех ссылок есть. Так. Угу. Так, латех у нас отключен. Значит, у нас что-то другое используется. Это вам домашнее задание. Подумайте завтра. Ну, это, конечно, хорошее задание. А вот у нас Вайс. Вот, видимо, возможно, мы... Хотя он тоже отключен. Не знаю, так что... Я, по-моему, не работаю, ваш вопрос не так быстро не разрешится. Не у Ильи Ивановича учился. Коллеги, давайте поблагодарим нас, Саша. Если не возражаете, Александр Михайлович, ну и себе я тоже вручу. Так, Илья Иванович, смею доложить вам, наша повестка дня сегодняшней части конференции исчерпана. Вот. Ну, мнение, может быть, у нас свободный микрофон, да, начался. Ваше мнение, к сожалению, давайте завтра с утра на свежую голову. А то уже мы все, особенно самые стойкие, практически остались, да? А завтра в 9 утра у вас на свежую голову так хорошо. Самое главное, у вас Флешку? как-то уютно. Так, ну что, если завтра в университете, там, где вчера были, что? Кто не придет, можно заранее. На сегодня у нас вопросы все исчерпаны. Спасибо всем за работу. Удачно вам, хорошо отдохнуть. До завтрашних 9 часов. Так, хорошо, мы посмотрим. Спасибо. Любовь, подожди,